Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, сегодня тема сегодняшней нашей лекции – это история пророка Гуда, алейхиссалам, и история народа, который известен как аддиты. Но прежде чем переходить к новой теме, я хотел бы сказать несколько слов о том, что именно я буду спрашивать из того, что мы рассказываем. Пересказывать историю, конечно, человеку очень легко. Но нам с вами надо будет извлекать уроки из каждой той истории, которую мы с вами прослушали. Вот, например, мы с вами на прошлой лекции говорили о всемирном потопе, о пророке Нухе, алейхиссалам. Однажды, когда я дал такое задание студенту, один из студентов вывел из истории Нуха, алейхиссалам, более 17 уроков. А что это означает урок? Помните, когда Нух, алейхиссалам, Абдул-Гафар, когда проходил мимо, собаки, мутанты, и он на него посмотрел с презрением. И диалог, который состоялся между собакой и Абдул-Гафаром, и впоследствии его никто из людей не видел с сухими глазами. Вы представьте себе, этот человек плакал практически всю жизнь, и все время его глаза бывали мокрыми. А сколько мы совершаем грехов, так, сколько мы оскорбляем друг друга, не то что в животном отношении, да, каком-то посмотреть с презрением. А как же будет, если ты смотришь с презрением на на одно из лучших творений Аллаха, это человек? Ведь если мы видим человека с определенными физическими недостатками, там слепой или хромой, или кривой, или косой и так далее, разве он хотел бы эти недостатки иметь? Каждый из нас хотел бы быть в совершенстве. Но Всевышний Аллах же ему это дал. Как же за это можно его, презирать или его упрекать? Поэтому такой урок мы должны извлекать из этой истории. Другой очень важный момент. Вы помните, из 3 сыновей сам получил особые блага. А именно, из его потомства вышли все пророки. Посмотрите, за что это он получил? За то, что он уважал своих родителей. За то, что он почитал своих родителей. Ведь мы же знаем, что есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который говорится о том, что если даже твои деяния будут, величиной, как у пророков, что практически невозможно, да? Ты не почуешь, запах рая, если тобой недовольны твои родители. А вот запах рая, бывает, можно почуять на расстоянии до 500 световых лет. Вы представьте себе, на такое расстояние этот человек не приблизится, если этот человек не уважает родителей. Некоторые молодые ребята позволяют себе относиться к родителям не очень уважительно, мол, они не молятся и так далее. Если даже они язычники, мы не имеем права, мы обязаны, они наши родители, мы обязаны к ним относиться с уважением. Тем более, если вдруг чьи-то родители еще полностью не вошли, как говорится, в ислам, не поняли прелести этой религии, тем более мы должны вести особо почтительно и уважительно должны к ним относиться. Увидев то отношение ваше, увидев ваше уважительное, прекрасное, хорошее отношение к ним, тогда они скажут, действительно, это ислам, наверное, что-то уникальное
и захотят самим тоже все это попробовать. И также и уважение, почитание своих бабушкам, дедушке. Естественно, тоже должны быть очень уважительные отношения. Помните же, что получил Мисри? Да? До сих пор его потомство, его народы до сих пор продолжают пожинать плоды того отношения, которое проявил Мисри по отношению к своему дедушке Нуху алейхиссалам. И еще очень важный момент из той истории, которую мы должны извлекать урок и которую ни в коем случае нельзя забывать, это постараться как можно больше пользы внести обществу, людям. Ведь как можно в данном случае нести пользу нашему обществу, нашим людям? Посмотрите, фактически вы первые ласточки в области теологического образования. Если вы станете серыми специалистами, посмотрев на вас, люди будут говорить о том, судить об этой специальности. Поэтому на вас накладывается такую ответственность, что вы должны стать самыми лучшими, не жалея сил, ни времени, ни энергии, вы должны заниматься над самосовершенствованием. Вы должны одинаково разбираться в светских науках, вы одинаково должны разбираться в исламских, религиозных науках, вы прекрасно должны знать историю и так далее, чтобы с кем придется вам говорить, чтобы вы могли с ними говорить на равных. Поэтому от нас ислам требует, чтобы мы не были серыми специалистами. Не может быть серый инженер, не может быть серый специалист и так же. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы от души вы могли работать, значит, для этого надо от души учиться. Не жалейте силы. И тогда, как раз помните, если мы несем что-то новое, что-то полезное, хорошее людям, сколько бы это новое, хорошее не будет существовать среди людей, иншаллах, за это мы с вами будем получать вознаграждение. Переходя к сегодняшней теме история пророка Гуда, алейхиссалам, Всевышний Аллах не оставил ни одного эпизода из истории, в котором бы не было сокрыто великое для нас учение, великие уроки. Очень часто мы сегодня видим, когда человеку, чем больше ты создаешь ему условий, тем больше, казалось бы, у него должна быть отдача. Так ведь? А ведь посмотрите, наши предки, наши отцы никогда даже мечтать не могли об таких аудиториях, о таких условиях в процессе обучения. Они мечтали о том, где бы приобрести какой-то клочок бумаги, куда бы можно было записать какие-то, сделать свои записи. Об этом они мечтали. Но давайте тогда посмотрим, пропорционально тем благам, тем ни'матам, которые Аллах нам дал, и которых не было у наших предков. Ведь пропорционально тогда должны были увеличиваться и наши эльма, и наши знания, так ведь? И наши деяния, если они таковыми. Конечно же нет. Ведь наши предки, уляма Дагестана, они были самыми великими людьми, которые на конкурсной основе могли пройти в любых учебных заведениях, могли работать по всему миру, по всему арабскому, исламскому миру. Иншаллах рахман, и мы сегодняшнюю историю рассказываем, и для того, чтобы мы, извлекая из него уроки, делали шукру Всевышнему Аллаху за те ни'маты, которые Аллах нас одарил. Так вот, в Южном Йемене жил народ, потомство человека по имени Ад. И потому они историю называют адитами.
Всевышний Аллах одарил этот народ особыми благами. А именно, самый маленький из этих людей имел рост 60 локтей, 30 метров. Это получается, чтобы вы себе представили, да, примерно рост, высота 10-этажного здания. Самый маленький. А самый высокий из этого народа, в частности, их царь, Жалижан его звали, он имел рост 100 локтей, то есть 50 метров. Это было первое благо. Второе. Мы с вами достигаем совершеннолетия, условно, 14 лет. То есть детство у нас до 14 лет продолжается. А у этих людей детство продолжалось до 100 лет. Они достигали совершеннолетия только 100 лет. И третье благо, которым Аллах одарил этот народ, это было то, что у них такая высокая была рождаемость и настолько низкая смертность, что порой они забывали, что такое смерть. Казалось бы, после того, как Всевышний Аллах одарил тебя такими благами, то есть они по сравнению с обычным, как мы с вами людьми, должны были какое усердие проявить в богослужении. Но, к глубокому сожалению, они же отошли от единобожия, занялись грабежом, насилием, зулму. А те люди, которые, так как мы с вами, обычные люди, которые жили вокруг них, в соседних государствах, они от них только страдали. Они не знали, кроме зулму и насилия, от этих людей. Сами же они, опять-таки, потеряли понятие брачного договора, жили как хотели, с кем хотели, и пили, погрязли в разврате. И вот тогда Всевышний Аллах из этого же народа посылает к ним пророка Худа, алейхиссалам. И Худ, алейхиссалам, с первого дня наставлял этот народ, рассказывал им историю потомков Кабиля. Он рассказывал о том, как потомство Кабиля было уничтожено из-за того, что они занялись тем же, чем занимаются сейчас они. Но адиты на него смотрели высоко и, полагаясь, надеясь на свои собственные силы, на физические свои силы, свое могущество, свои огромные тела, они смеялись ему в лицо и говорили: как нас может кто-либо наказать? Пусть попробуют. Как можно нас наказать? Тогда Худ, алейхиссалам, им сказал: пока вы не уверуете и пока вы не оставите эти нехорошие дела, никто в ваших семьях, никто не родится. Действительно, в течение года в семьях адитов, не то что в семьях адитов, никто не родился, даже в течение этого года животные даже не телились. Более того, даже деревья не плодоносили. Но из этого вывод не сделали адиты. Тогда Худ, алейхиссалам, им сказал: пока вы не примете единобожие, пока вы не оставите этот свой грязный промысел, пока вы не станете на путь истины, не выпадет ни капли дождя из небес. И действительно, в течение 7 лет не выпало ни одной капли дождя из небес, и многие люди умирали от жажды, от голода. Но очень мало людей, которые последовали за пророком Худом, алейхиссалам. И вот так 70 лет Худ, алейхиссалам, продолжал наставление этих людей. Но люди, значит, все продолжали свое. В то время у народов был обычай такой. Те, которые
исповедовали единобожие, и те, которые были язычниками и так далее. У них был такой обычай. Тогда, когда какое-нибудь стихийное бедствие, типа там землетрясение, или вот засуха, или еще там наводнение и так далее, они отправлялись в Аравию, где ныне находится Кааба, и там обращались к Господу со своей просьбой, со своей мольбой, и Аллах, значит, выполнял такую ихнюю просьбу. И вот адиты тоже отправили сюда свою делегацию, чтобы просить дождя. Когда же эта делегация прибыла в Аравию, Всевышний Аллах им предъявил 3 облака: белую, красную и черную. Естественно, адиты подумали, что это черная туча, это к дождю, и выбрали черные тучи. Когда же на горизонте у адитов появились черные тучи, они начали ликовать. Они радовались, танцевали. Вот, мол, наконец пойдут дожди. А это была смерч. Это была смерч, которая в течение 7 дней и 8 ночей беспрерывно. Вот тех людей, которые говорили: кто нас может наказать, пусть попробует. И вот этих людей, как перышек, крутили в течение 7 дней и 8 ночей беспрерывно. Полностью были до основания разрушены их дома, вырывались деревья корнями. Все вот это происходило в течение этого времени. А что же касается тех людей, которые последовали за пророком Гудом, алейхиссалам, их это все не коснулось, и они наблюдали за всем этим процессом, как за каким-то спектаклем. И в конце-то концов засыпали их каменным дождем и песком сверху. И говорят, в течение 3-4 дней те, кто последовали за Гудом, алейхиссалам, они слышали еще стон их под кучей гравия и песка. И вот так был погублен этот народ. Народ, который обладал мощью, силой, и которые надеялись на свои эти силы и мощь, но которые не знали, что мощь и могущество Всевышнего Аллаха, всесильного, всемогущего Аллаха, оно несравнимо. Конечно, тогда, когда вот так вот мы когда об этом говорили, всегда атеисты, там они говорили, что это миф, это все выдумка и так далее. Так, может быть, говорили до 1999 года. Английский исследователь, который занимался изучением древних карт арабских государств, увидел при сопоставлении древних карт аэрокосмическими современными съемками, обнаружил, что именно в этом месте есть дороги со всех 6 сторон, а дороги никуда. И с 2000 года в этом месте идут раскопки. И действительно в процессе раскопок была обнаружена эта цивилизация, и называют этот город высоких колонн. Именно высоких колонн. Почему? Потому что, скорее всего, значит, действительно, они были очень высокого. Если они сами были 50 метров, 30 метров и так далее, то их строение должно было быть достаточно высоким, и потому вот до сих пор продолжаются раскопки. И эта цивилизация, этот город был обнаружен на глубине по 12-метровым слоем песка и щебня. Что же касается самого Гуда, алейхиссалам, он с теми людьми, которые остались верными ему, отправился в сторону Иордании. Сам Гуд, алейхиссалам, прожил 150 лет. История пророка Лута, алейхиссалам.
Это история народа, который известен по библейским сюжетам Гоморра и Содома. Жил один народ, жили они в 7 населенных пунктах, около 12 тысяч человек, около Мертвого моря. И этот народ, эти мужчины, оставив прекрасных своих жен, занялись, как бы выразиться более культурно, однополым браком. То, что сегодня массируют в средствах массовой информации, особенно зарубежных, пропагандируют. И Всевышний Аллах посылает к ним в качестве пророка Лут алейхиссалам. А Лут алейхиссалам это родной племянник пророка Ибрахима алейхиссалам. И вот мы с вами приближаемся к уже авраамическому периоду. Сколько бы Лут алейхиссалам Лот по Библии не усердствовал, не наставлял этот народ, не говорил этому народу о том, что вам даны прекрасные жены, живите, бойтесь Аллаха. Это одно из самых ненавистных деяний, поступков, которые человек в состоянии совершить на земле. Конечно, вот в нашей аудитории можно было бы пропустить эту тему, не говорить, крайне неудобно говорить об этой теме, если бы не одно «но». Вы помните, несколько лет тому назад решением джамаата этой мечети, да благодарит Всевышний Аллах их всех, приняли решение не пустить вот это чудище по фамилии Моисеева, какого-то вот этого Бориса, не пускать на территорию Дагестана. И вы представьте себе, столько дагестанцев возмущались, мол, по какому праву вы ему запретили его прибытие в Дагестан? А этот человек, который, значит, если человеком его можно называть, который во всех средствах информации везде и всюду выступает и открыто пропагандирует вот этот однополый брак. И этим гордится. Даже помню, состоялась вот такая лекция в течение, значит, часа. Я выступал перед достаточно уважаемым коллективом работников правоохранительных органов. И я говорил о том, что ислам против самоубийства там и так далее. И после 50-минутного выступления я обращаюсь к аудитории и говорю, значит, какие у вас есть вопросы? И взрослый, пожилой такой человек встает и говорит, по какому праву вы запретили Моисееву приехать, говорит, в Дагестан? И можно было бы пропустить эту тему, если бы несколько раз не сделали бы попыток внести в Госдуму предложение узаконить и в России этих однополых браков. Не дай Аллах, чтобы этого случилось на нашей земле. Я думаю, что не допустит такое 20-миллионное, значит, умма мусульман, которые проживают на территории России. И вот, сколько бы Лут не старался, сколько бы он не наставлял этих людей, это было бесполезно. Видя это бесполезность своих наставлений, Лут алейхиссалам обращался к Всевышнему Аллаху наказать этот народ. Он неисправим, он говорил. И тогда Всевышний Аллах посылает 3 ангелов в качестве свидетелей, облики людей. И когда же эти гости пришли,
Лут, алейхиссалам, не узнав в них ангелов, он сильно испугался. Он сильно испугался за их жизнь. Он обратился к ним, знают ли они, кто такие, что это за народ. Они притворились, как будто бы не знают. Тогда Лут, алейхиссалам, сказал, это самый отвратительный, и самый грязный, и самый ненавистный Аллаху народ, который когда-либо жил на земле. Узнав о том, что к Луту, алейхиссалам, пришли гости, эти люди окружили дом Лута. Окружили дом, видя беспокойство Лута, алейхиссалам, Джабраиль, алейхиссалам, один из них, махом крила, ослепил их. Но это их не остановило. Они говорили, нас Лут заколдовал. Но свои намерения они не оставляли. Тогда Джабраиль, алейхиссалам, сказал Луту, ты забери свою семью и уходи срочно сейчас, покидай это место. И смотри, не оборачивайся. А что же касается этого народа, они получат наказание вместе с рассветом. Лут, алейхиссалам, так и сделал. Он взял свою семью, уходил, но жена его оказалась женщиной, которая сочувствовала этим людям. И именно она, оказывается, посылала посыльного к соседям просить соли, что было сигналом о том, что пришли гости. И ей было интересно, что же с ним станет. Она обернулась и тут же окаменела, превратилась в каменную статую из каменной соли. Когда же они ушли с рассветом, Джабраиль, алейхиссалам, своим крылом, вот эта часть земли, на которой находились эти 7 населенных пунктов, общей численностью 12 тысяч человек, своим крылом взял этот клочок земли, поднял его в небеса так, что лай собаки было слышно небесным ангелам, развернул его и ударил об землю. По-видимому, этот удар был достаточно очень сильный, ибо это место на сегодняшний день является самой низкой точкой на земле. На земле образовалась такая вмятина, по сравнению с уровнем Средиземного моря, это место на 400 метров ниже уровня моря. А глубина Мертвого моря, самое глубокое место, составляет еще 400 метров. И вот на дне Мертвого моря оказался этот народ. Конечно, раскопки, которые идут, значит, проводились исследования, которые ведутся в этом направлении, они затруднены тем, что ведь все находится на дне Мертвого моря. Можно на радиометрические методы только использовать. А что касается, почему море называется мертвым? Соль, концентрация, более 30% концентрация соли. Современное оборудование, которое мы имеем, значит, глубоководные и так далее, в таких агрессивных средах они не могут работать. Но факт, что наукой этот акт подтвержден, но никак единственные не могли. Они же, как обычно говорили, произошло землетрясение, это, значит, сейсмически активная зона, их накрыла лавой и так далее. Но если накрывают лавой, ведь накрывают именно цивилизацию, как она есть, но никак не могли понять, а почему она перевернута и почему сверху еще есть земной слой. На этот вопрос отвечают коранические источники, в которых говорится о том, что Джабраиль, алейхиссалам, взял часть этой земли, перевернул и ударил об землю. Вот так Аллах уничтожил этих людей. Потому как они были уничтожены, действительно видно, что это самое ненавистное Всевышнему Аллаху деяние человека. Но, к глубокому сожалению, человек не сделал из этого, не извлек из этого уроков.
Не прошло и 1000 лет, как в одном из итальянских городов, Помпеи, известная история, вы, наверное, видели эти фильмы, картинки эти, статуи эти, да? Где люди фактически окаменели с тем выражением лица, с тем, чем они занимались, и эти окаменевшие лица до сих пор смотрят на нас, обращаясь к человечеству, и просят, чтобы мы не повторяли их ошибки. И вот до сих пор наука не может объяснить, как могло такое случиться. Если говорить о том, что да, произошло вулканическое свержение на расстоянии 200 километров, если не на расстоянии 200 километров, если даже сейчас случится вулканическое свержение здесь, на горе Таркитау, где может быть максимум там 20-30 километров от нас, увидев вулканическое свержение, мы же можем принять какие-то позы, куда-то спрятаться, чего-то там делать и так далее. Но на расстоянии 200 километров эти люди были настигнуты именно в том виде, в каком они находились, а они погрязли в разврате. История пророка Салиха. Или история народа, известная история как Самудиты. Самудиты. Потомство человека по имени Самуд. Потомство человека по имени Самуд, известные Самудиты, они жили в Иордании. Жили в Иордании, они занимались, были добытчиками и мрамора. Они осваивали очень благодатные земли. Аллах им дал очень много благ. Они пользовались, но постепенно отошли от того, что забывали благодарить Аллаха за те нематы, которые Аллах им предоставил. И так получилось, что они тоже погрязли в разврате, распутстве, в пьянстве, придумали себе идолов и начали идолопоклонение. И вот тогда Всевышний Аллах из этого же народа посылает им пророка Салиха, алейхиссалам. Когда же Салих, алейхиссалам, обращался к ним и рассказывал им историю предыдущих народов, потомков Кабиля, также рассказывал историю их предков, адитов. Это нормальные люди, как мы с вами, но они не слушали его. Эти самудиты, прекрасно зная историю своих предков, они строили свое жилище внутри скал. Пустоты, которые образовались при добыче мрамора, они внутри скал, там внутри этой земли, там строили. Прекрасные такие архитектурные фасады зданий, а само помещение находилось внутри. Для чего? Для того, чтобы Аллах не мог их наказать. Защищали таким образом себя от ветров. И они были первыми людьми, которые начали устанавливать тяжелые, большие, крепкие двери. Для чего? Чтобы Аллах не мог их наказать. Зная, что предыдущие народы были наказаны ветрами, и чтобы эти ветра не могли им навредить. И надеясь на эти свои жилища, и они говорили, как могут их наказать? И к ним тоже Салих обратился, и также он сказал им, что не родится в ваших семьях никто, пока вы не уверуете,
И действительно, не то, что также их в семьях животные, даже деревья не плодоносили, а тут самудиты подумали, что это то, что им сделал Салих, и решили его с ним покончить. Погнались за ним. Салиху, алейхиссалам, удалось скрыться от них, спрятался в одной пещере, там уснул. Уснул Салих, алейхиссалам, в течение 40 лет. За эти 40 лет произошли серьезные изменения среди самудитов. А именно к власти самудитов пришел более благоразумный человек. И когда же, как будто всего там полчаса, час где-то поспал, Салих, алейхиссалам, проснулся и продолжил свое наставничество, обратился к этому народу. А этот царь самудитов ему говорит: а чем ты докажешь, что ты посланник Аллаха? Если ты посланник Аллаха, пусть показывает скалу, из этой скалы видит верблюдица. Но кто-то из толпы, уверенный в том, что это невозможно, добавляет: вместе с верблюжонком, говорит. Тогда Салих, алейхиссалам, говорит им: соберите всех самудитов завтра у этой скалы, завтра я вам, отвечу на это. Когда же на следующий день собрали всех самудитов у этой скалы, Салих, алейхиссалам, обратился к ним и сказал: если, как вы говорите, из этой скалы видит верблюдица вместе с верблюжонком, первое, вы примете ли все вы единобожие? Все они сказали: да, конечно, примем. Если из этой скалы видит верблюдица с верблюжонком, вы обещаете им через день уступить колодец. А это место, где мало воды, и нужно было через день уступить колодец, который у них там был, этим верблюдам. Да, обещали самудиты. И Салих, алейхиссалам, поставил и третье условие. Обещаете ли вы не навредить этим верблюдам? Обещаем. Тогда Салих, алейхиссалам, совершил молитву, обратился с мольбой к Всевышнему Аллаху, взял трость, который ему достался по наследству, трость Адама, алейхиссалам, подошел к этой скале и ударил этой тростью по этой скале. Скала задрожала, застонала, и прямо на глазах этого удивленного, пораженного народа из этой скалы вышла верблюдица, и вслед за ним верблюжонок огромных размеров. Но народ был еще больше поражен тем, что эта верблюдица обратилась к этому народу прекрасным человеческим голосом и сказала: «Ля иляха илляллах ва салих расулуллах», что подтверждает в то время формула единобожия. И тут же царь самудитов подошел к Салиху, алейхиссалам, поцеловал ему лоб и повторил эти же слова и принял единобожие. Вместе с ним приняли все самудиты единобожие, и жили они и радовались этой жизнью. Целыми днями верблюдица паслась в их пастбищах. К концу дня она приходила к ним, останавливалась у каждого квартала, и каждый из самудитов доил с нее столько молока, сколько ему необходимо. Пей верблюжье молоко, поклоняйся Аллаху, и никаких проблем, забот у тебя нет. Вот так прекрасно жили самудиты. Но, к глубокому сожалению, среди самудитов оказалась одна женщина, которая была из числа мунафиков, лицемеров, которая вместе со всеми произнесла формулу единобожия, но сердцем не приняла. Она была очень состоятельной, богатой женщиной. И ей не нравилось то, что когда эти верблюдицы появлялись на пастбище, эти животные, они пугались
и разбегали в разные стороны. И ей не нравилось то, что через день приходится уступать колодец. И вот она нашла нескольких мужчин, подговорила их, и они устроили засаду. Попав в эту засаду, верблюдицы сперва отрезали ноги, и потом зарезали верблюдицу. Они погнались и за верблюжонком, а верблюжонок прямо на их глазах, убегая от них, спасаясь от них, вошла в ту же самую стену, скалу, из которой она выходила. Увидев это чудо, Самудита это не остановило. Все, кто узнал о том, что зарезали верблюдицу, все они собирались вместе, жарили, варили мясо верблюдицы, смеялись, радовались. Известие о том, что самудиты нарушили договор, заключенный с Всевышним Аллахом, Салих, алейхиссалам, принял горечью. Он подошел к этому народу и обратился к ним и сказал: ешьте, пейте, радуйтесь, но вам осталось 3 дня. И Салих ушел вместе с теми, которые остались преданными этому договору, заключенному с Всевышним Аллахом, и вместе с ними он отправился в сторону Иерусалима. Потом, говорят, оттуда отправился в сторону Аравии и умер, прожив на земле 180 лет. Что же касается самудитов, которые нарушили договор с Всевышним Аллахом, то есть ели мясо верблюдицы, на следующий день они проснулись все с красными лицами. Они еще шутили, они еще смеялись друг над другом, а второй день они проснулись с желтыми лицами. Они поняли, что это уже не шутки, ибо Салих, уходя, им говорил: завтра вы все покраснеете, послезавтра вы все пожелтеете, а послезавтра вы все почернеете и найдете свою смерть. Они тут бросились искать Салиха, но его уже не было. А третий день они проснулись, и у всех лица были черными. Они поняли, что уже смерть неотвратима, взяли белую материю, завернулись в эту материю, лежали на земле и ждали появления смерти, не зная, с какой стороны, в каком виде появится эта смерть. Когда они находились в таком ожидании, Джабраиль, алейхиссалам, говорит, издал такой звук, и от этого разрыва сердец все эти самудиты, нарушившие договор, все они умерли. Ведь сегодня этот город неподалеку от Омана, Иордании, является излюбленным местом посещения туристов. От Омана всего за 10-15 долларов вас доставят туда, покажут этот город. Этот мертвый город – свидетельство того, как человек обеспечен, как человек, который надеялся на какие-то скалы, на какие-то дома, на какие-то двери, как ему они не помогли. К глубокому сожалению, когда в 2005 году, 25 декабря, вот здесь в центральной мечети проходил маджлис алимов, и на этом маджлисе я выступил, это было как раз после известных событий в Индийском океане, это цунами. И когда я говорил о том, что если количество этих саун, разврат, пьянство, распутство будет распространяться в нашем городе, да ведь когда-нибудь и цунами нас тоже может накрыть. Нашлись в средствах массовой информации те, которые обвиняли меня не в грамотности, мол, в Каспийском море не может быть цунами. Цунами
я брал кавычки. Какая разница? Цунами ли это? Ветер ли это? Землетрясение ли это? Самое главное, что мы видим из истории, что Аллах наказывал народ именно тогда, когда они погрязли в пьянстве, разврате. Именно в этот момент Аллах их наказывал, уничтожал их. Поэтому, дорогие друзья, мы должны сделать все возможное, чтобы эти люди, ведь я уверяю вас, ни один человек не открыл здесь в Махачкале сауну, ни один марсианин. Все они наши этнические мусульмане, так называемые мусульмане. И они чьи-то братья, чьи-то сестры, чьи-то дяди, чьи-то тети и так далее. И каждого из нас пропорционально этому родству или чьи-то соседи, за это мы будем спрошены, и вместе с ним и могут быть и наказаны. Вот что нужно понять и знать по этому поводу. Да наставит Всевышний Аллах нас на путь истины, да очистит Аллах наши сердца, да сохранит нас всех Всевышний Аллах. Аминь. История рождения пророка Ибрахима, алейхиссалам. Жил один царь, звали его Канан, и у него родился сын. Вы знаете, что для родителей дороже детей ничего не бывает. Родители готовы пожертвовать собственной жизнью, собственным здоровьем ради жизни, здоровья детей. Но в данном случае был уникальный случай. Именно этот человек, Канаан, с момента рождения испытывал какую-то неприязнь к своему сыну. Он ничего с собой не мог делать. Он поделился своими переживаниями со своей супругой, и оказывается, она тоже имела такую же неприязнь к этому ребенку. Я еще раз подчеркиваю, это уникальный случай в истории. Между собой договорились избавиться от этого ребенка. Взяли этого мальчика, бросили в его лес. В лесу дикие звери от него убегали. Говорят, что на его лбу была, говорит, печать ада. Что означает, что на лбу человека или ребенка была печать ада. Без всякого сомнения, вокруг каждого человека существует биологическое поле. Это биологическое поле существует вокруг этого тела, пока человек жив. Фактически это является проявлением того, что вот душа его и его вот эта аура. Аура, известно такое выражение, да? По рождению любой ребенок, какой бы семье этот ребенок ни рождался, он бывает чистым. Он бывает готов принять истину, так? А в последующем уже родители и окружающая среда из него делают или христианина, или иудея, или язычника, или он остается мусульманином. И до 14 лет, если ребенок не совершает каких-то больших грехов, то у него вот эта аура остается чистой. То есть он бывает безгрешный. А когда же человек начинает грешить, по мере его грехов, его вот эта аура начинает постепенно гаснуть. Она гаснет, все больше, 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 и вообще полностью может переходить в негативную сторону. Значит, у него позитивная, чистая аура. Так вот, этот ребенок был исключением. Этот ребенок родился уже с негативной аурой. Вот как можно комментировать, понять
то, что говорится о том, что на лбу этого ребенка была печать ада. Так вот, тогда они взяли этого ребенка и бросили его в реку. Вода выбросила его на берег. Рыбаки подобрали этого мальчика и дали ему имя Намруз. Намруд по Библии. Эти люди напрасно пытались его воспитывать. Это было бесполезно. Он с раннего детства вырос драчуном, бандитом, воровал, грабил, насиловал. И понятным на нашем языке стал рэкетом. Дом за домом, квартал за кварталом, и вот так он осваивал вот эти населенные пункты, и в конце концов пришел к власти. Это тоже нам очень знакомо. Придя к власти, люди, кроме как зулму, насилия, естественно, от него больше ничего не видели. И страдали даже соседних государств люди. И царь узнал о том, что в соседнем государстве объявился такой царь, его отец Канаан, не зная, что это его сын, подготовился к войне и пошел на него с войной. А тот тоже, не зная, что это его отец, тоже, естественно, начал защищаться. В конце концов встретились полководцы. Встретились эти полководцы между собой, и отец и сын стоили друг друга. Целый день они сражались между собой, но все-таки Намруз, молодость взяла вверх, убил своего отца, так и не узнав, что это его отец. И после чего он стал полновластным хозяином уже двух соседних государств и стал не только правителем. И Намруз первый человек, который на земле, живой человек, назвал себя Богом и заставлял людей поклоняться ему как Богу. И вот после того, как начал править Намруз, все и для него было хорошо, но людям это было очень плохо. Проходили годы, и вот он увидел сон, и во сне ему приснилось, что в течение этого года в его царстве родится ребенок, который поставит конец его правлению. И тут он издал указ, который запрещал в течение этого года приблизиться мужу и жене, создавать браки, а те, которые находятся, в браке, за ними была установлена строгая слежка, и за каждой женщиной, которая находилась в положении, была установлена слежка. Если рождались мальчики, тут же их забирали и убивали. И вот такой зулм, насилие начал этот человек на земле. Женщине по имени Лаюза, ей удалось скрыть свое положение от людей, постороннего глаза. И когда же приблизилось время рожать, она уединилась, ушла из населенного пункта, ушла в лес, нашла одну пещеру и родила прекрасного мальчика в этой пещере. Зная, что если его забрать с собой, он не жилец, она оставила этого ребенка, заложила ход камнями и ушла домой. Ее мужа звали Азар. Но поскольку Азар был очень преданным человеком Намруза, она даже от этого своего собственного мужа она скрыла рождение мальчика. Но дороже ведь детей родителям не бывает. Более чем 3 дня она не могла терпеть и решила пойти посмотреть, что же стало с этим ребенком. Она подошла, разобрала этот ход, вошла, и увиденное поразило ее. Мальчик рос не по дням, а по часам,
его лицо сияло, как луна в полнолунии. Он получал пищу из собственного мизинца, получал материнское молоко из мизинца своего вместе с медом. И это был Ибрахим, алейхиссалам. Она очень обрадовалась, закрыла ход и ушла домой. А мужу она сказала, что родила мертвого ребенка. Прошло 15 дней от роду, а уже Ибрахим, алейхиссалам, выглядел уже больше, чем годовалый ребенок. То есть для него уже той опасности нету. И Джабраиль, алейхиссалам, взял его за руку и привел в родительский дом. Лаюса увидела своего мальчика и бросилась ему навстречу. Азар ничего не понимает, что за ребенок и кого она так радует и целует. Она в радостях рассказала ему тоже, что вот так она поступила и объяснила свой поступок. Они радовались, целовали ребенка. Но тут этот ребенок, которому всего 15 дней от роду, обращаясь к ним, говорит: мы все творение единого Аллаха. Тут Азар настолько испугался, взял, дал пощечину этому младенцу, ребенку, схватил его за руку и отвел к Намрузу. Разве Всевышний Аллах, который кормил этого ребенка из своего же этого мизинца, которого впоследствии назовет своим другом Халилуллах, разве допустит, чтобы этот Намруз убивал его? Несмотря на то, что его родной отец сдавал его на явный эшафот. Азар стал перед Намрузом и сказал, извиняясь, оправдываясь: не углядел, не усмотрел, и вот так жена поступила, и вот тот мальчик, которого ты опасаешься. Намруз посмотрел на этого ребенка и сказал: разве ты не знаешь, что я Бог твой и твоего отца? И тут тоже Ибрахим, алейхиссалам, говорит: мы все творение единого Аллаха, Аллах, который нам дал жизнь и сотворил этот мир. Ну, Намруз подумал, как это он, правитель и Бог, будет спорить с этим младенцем, маленьким ребенком. И говорит Азару: возьми, воспитай как следует, смотри, я прослежу. И вот так Ибрахим, алейхиссалам, Аллах Ибрахима сохранил. С раннего детства Ибрахим, алейхиссалам, проявлял ненависть к их идолам. В то время было у Намруза 170 различных его изображений, то есть богов. 170 богов. И вот Азар был из тех, кто изготавливал этих идолов. Он изготавливал этих идолов и отправлял Ибрахима, алейхиссалам, на рынок продавать их. Отказать Амру веление отца нельзя. Он брал их, привязывал за их ноги веревочкой и волочил их за собой по пыли, по грязи, по рынку ходил, тащил их за собой и говорил: покупайте боги, которые ничем вам не помогут. Кому нужны боги, которые ничем вам никогда не помогут? Бездушные боги. И вот так, а люди же удивлялись, как это такой мальчик, и так он ненавидит наших богов. У Намруза, как и потомков Кабиля, был такой день в году. В этот день они что делали? Они готовили самые лучшие блюда, изящные такие вкусные блюда, готовили, ставили их перед этими идолами, а сами же уходили на поле. И там пили, развратничали, гуляли и так далее. И в конце дня возвращались. И проверяли, приняли ли их жертвоприношение, их блюда, эти их боги. А черти забирали все это, они приходили и радовались тем, что вот
их эти каменные и так далее статуи, приняли их жертвоприношение. И вот очередной раз, когда они собирались на такой праздник, приглашали Ибрахима, алейхиссалам, тоже, но Ибрахим отказался, он остался дома, когда же все ушли, взял топор и пошел в эту богомольную. Разрубил всех их богов, оставил только самого высокого, здорового, большого идола и повесил топор на шею этого идола и ушел домой. А в конце дня приходит Намруз со своей там свитой смотреть, как приняли ли их жертвоприношение. А там такой разгром. И люди сразу подумали: вау, как же эти боги, которые сами себя не могут защищать, могут нас защищать. Но очень сильно боялись Намруза, и потому боялись об этом говорить вслух. На вопрос, кто это мог, кто это сделал, кто-то из толпы крикнул: там есть Ибрахим, он ненавидит наших богов, наверное, это его работа. Тут же привели Ибрахима, алейхиссалам, и Намруз, обращаясь к нему, спрашивает: это твоя работа, ты это сделал? Ибрахим, алейхиссалам, посмотрел на того идола, на котором висел этот топор, и говорит: наверное, он знает. Давайте у него спросим. И все люди замерли. Как это? Как могут говорить бездушные боги? Как мы поклоняемся бездушным богам, которые даже не могут говорить? Опять-таки кто-то из толпы крикнул: сжечь его. И действительно было решено сжечь Ибрахима, алейхиссалам. Обратите внимание, в течение 3 месяцев все, от мала до велика, и старики, и женщины, и дети, кто на чем, у кого что было, кто на мулах, кто на ишаках, кто на лошадях, кто на себя, в течение 3 месяцев собирали хворост. И этого хвороста образовалась огромная гора. И когда его подожгли, даже, говорят, пламя огня было заметно в Дамаске. А происходило все это в местности Урфа, на границе Турции с Сирией. И возник вопрос: как же теперь Ибрахим, алейхиссалам, бросить туда, в этот костер? К нему подойти невозможно. И вот тут, вот этот момент, как раз приходит Иблис, дьявол в облике старца, мудреца, приходит к этому Намрузу и предлагает ему систему катапультирования. Так называемая, известная в истории нам, камнеметальная машина. Конструкция фактически это катапульта. И Иблис взялся за его изготовление. Он видел эту конструкцию в аду. Вот там, значит, используют это устройство. А когда же изготовили и закрепили Ибрахима, алейхиссалам, все ангелы небес обратились к Господу, Всевышнему Аллаху, и все просили: разрешите нам помочь Ибрахиму. Всевышний Аллах сказал: пожалуйста, обращайтесь, что он у вас попросит, я разрешаю. И по очереди ангелы обращались к Ибрахиму, алейхиссалам. Одни говорили о том, что ответственны за ливни. Давайте я ливни пройдусь. Ибрахим, алейхиссалам, говорит: нет, не надо, мне это не нужно. Я, значит, жду от помощи того, который знает, в чем я нуждаюсь. Другой говорит: дайте я переверну эту гору там, и так далее. Но ангелы убедились в крепком вероубеждении Ибрахима, алейхиссалам. И тогда ангелы небес, ангелы рахмата, милости, они спустились и схватили катапульт и не позволяли ему срабатываться. Опять Намруз оказался в неведении. Не срабатывается это устройство, что же тогда делать?
И вот тут Иблис приходит опять-таки к облике этого старца-мудреца, к Намрузу и шепчет ему: расставьте вокруг катапульта женщин без головных уборов. А вы знаете, что там, где женщина без головного убора, то есть если у женщины открыта какая-то часть, кроме лица и кисти, там ангелы Рахмата не могут присутствовать. Некоторые это думают, говорят о том, что, мол, это ангелы, которые пишут наши, да, с правой и с левой стороны. Нет. Что бы ты ни сделал, они от тебя не уходят, пока ты живой. Так что напрасно на это надеяться. А существуют специальные ангелы, ангелы милости и рахмата от Аллаха. Например, когда человек умирает, рядом с умирающим человеком не может находиться женщина, кем бы она ни была, будь она матерью, дочерью, сестрой, женой, кем бы она ни была, умирающему, если она не одета по религии. Я подчеркиваю по религии, почему? Это не только в исламе сейчас одеваются так женщины, так одевались они во все времена, во всех религиях. И не может находиться рядом с умирающим человеком курящий человек. Мы об этом с вами, по-моему, говорили на первой лекции. Почему говорит? Потому что если у этого умирающего человека будет хоть один поступок, амал, деяние, которое нравится Аллаху, Всевышний Аллах может послать к нему перед смертью ангел Рахмата, который может щипнуть, сказать ему в ухо, да, перед смертью шахадат: «Ашхаду ла илляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммада Расулуллах». И этот человек уходит из этой жизни, как только что родившийся ребенок. Этой милости, чтобы умирающего человека, последнего шанса умирающего человека, чтобы не лишать, и потому, значит, женщина не должна, хотя бы ради умирающего человека, пусть она одевается как по предписанию религии, ислама. А теперь возникает вопрос, а кого же удалить, если сам умирающий человек курит? А он уже себя этой милости лишил, он этой милости не получает. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь воздержаться, бросить, если вдруг кто-то из вас курил. И вот после того, как женщины сняли эти платки, да, и поставили вокруг катапульта, ангелы Рахмата не могли тут находиться, и они вынуждены были отойти, и устройство сработало. И в этой связи хочу сказать, посмотрите, получается уникальная вещь. У русского народа есть опростоволосилость, да, вот это выражение. Сняла платок, настолько унизилась, что сняла платок, оголила свою голову. А теперь, по-моему, получается, опростутелилась. Тело уже полностью до такой степени унизилось. И сплошь и рядом все это. И, к глубокому сожалению, мы смотрим, показывают все это по телевизору, и неужели возникает вопрос, у этих девушек, которые, это так называемый восточный танец называется, это танец язычников, до исламского периода, который совершали эти язычники, неужели этих девушек нету отцов? Неужели у них нету братьев, дядев, двоюродных братьев? Неужели они появились в какой-то пробирке? Но до такого стыда, бесстыдства доходить нашему обществу, дагестанскому обществу, порой своим глазам не веришь. И те, которые предоставляют свои каналы вот таким безобразием,
они думают, что это их не коснется. Валлахи, это их коснется в первую очередь. Все, кто содействует этому процессу, все, кто снимают это, все, кто идут на эти концерты, тем самым поддерживая финансово все это. И это все им это будет самым большим харамом, и увидят, что никогда в жизни их в семьях не будет бараката, пока они не раскаются в своих этих грехах. Если бы это все происходило бы в пустых залах, понятно было бы. Но так называемыми нашими дагестанцами, так называемыми мусульманами, заполнены эти ихние залы. Неужели действительно люди поверили, что они произошли от хайванов, от обезьян? И ведь разумный человек, человеческое потомство на это не пойдет. Неужели хотя бы одна извилина не осталась в мозгах этих людей? Вот такова реальная действительность, дорогие друзья. Ибрахим, алейхиссалам, бросили в огонь. В этот момент Джабраиль, алейхиссалам, проявил поспешность, махом своего крила передал амру огню Всевышнего Аллаха не сжигать тело Ибрахима, алейхиссалам. Тут же в центре костра установили трон. Рядом с троном с одной стороны появился источник холодной воды, с другой стороны появилось гранатовое дерево со зрелищными плодами. На Ибрахима, алейхиссалам, надели райскую одежду, надели на него чалму. И Ибрахим, алейхиссалам, находился в центре этого огромного костра, в самых лучших, прекрасных условиях. В воспоминаниях своих последующих он говорил: самое лучшее состояние мое было именно то время, когда я находился в центре костра. Аллах всемогущий, всесильный, вот так бережет тех, кого Аллах хочет беречь. Вы представьте себе, каково было удивление народа, который через несколько дней после того, как полностью погас этот костер, и Ибрахима обнаружили абсолютно безвредного. Даже ни одной волосинки на его теле не сгорело. Но это чудо увидел и Намруз, но он не осознал этого, не видел в этом чудо. Он выгнал Ибрахима с его земель, а народ же, многие поняли это чудо. А Намруз занялся поисками Аллаха, Господа миров. Ибо когда Ибрахим, алейхиссалам, ему говорил о том, что Аллах тот, который нам дает жизнь, и Аллах тот, который забирает у нас жизни. И тут же Намруз вызывал двух приговоренных к смерти, одного тут же убивал, а другому говорил: я тебе дарю жизнь. И говорил: вот же я тоже так же поступаю. Но тогда ему Ибрахим, алейхиссалам, говорил: Аллах тот, который управляет всеми небесными телами, и ты, по солнцу, которое поднялось до зенита, верни его обратно. Сколько бы Намруз не махал, сколько бы чего Намруз не делал, но изменить ход небесных тел он не мог. И тогда он решил, что Аллах находится, как и ваххабисты говорят, что где-то наверху, где-то, да, и решил подняться к нему. И он впервые в истории существования человечества построил самое высокое сооружение, известной нам истории, как Вавилонская башня, и по периметру его была сделана дорога, по которой впоследствии Намруз на коне поднимался туда. Высота этой башни была 5000 локтей, что составляет 2,5 километра. Построив это сооружение, Намруз поднялся туда, посмотрел, и там Бога не нашел. Посмотрите, кажется, что это как-то банально, кажется, что так настолько невежественно.
Но в 1961 году, когда 12 апреля Гагарин полетел в космос и поднялся на высоту 360 километров, радиус этой орбиты, и коммунисты заявили на весь мир, ну, поднялись туда наверх, а там Бога нет. Не нашли там никакого Бога. В чем невежество? Посмотрите, Намруза, который жил более 5000 лет тому назад, и невежество атеистов сегодня одинаково. Более того, когда Намруз поднимался туда на коне, и в действительности, вы представьте себе, пройти 2,5 километра на коне по такому крутому подъему, может только понять тот, который человек хоть однажды это попробовал. И чтобы он не испытывал такой дискомфорт, Всевышний Аллах укорачивал передние ноги лошади его, задние ноги удлинял, чтобы он не испытывал дискомфорт. И на это чудо также Намруз не обращал внимания. Далее, когда же он спускался вниз, вы представьте, 2,5 километра, вот по такому крутому спуску. Опять-таки Аллах удлинял передние ноги лошади, а задние укорачивал. И на это чудо тоже Намруз не обратил внимания. Далее, на этом не успокоился Намруз, он пошел дальше. Он подобрал самых больших орлов на земле и вырастил их птенцов с раннего детства. Откармливал их, когда они стали здоровыми большими орлами. В течение недели их не кормил, и потом запряг их к этой корзинке и установил на жесте дичь на видимом расстоянии от этих орлов. Они голодные, неделю не ели, смотрели на эту дичь, и сам вместе с визиром сел на эту корзинку, взял свое оружие, стрелы там и так далее, и полетел в космос. В поисках кого? Аллаха Ибрахима. Посмотрите, предел невежества человека, Ну, птицы же, для каждого существует определенный потолок, если мы так и называем, высота птичьего полета. Орлы поднялись на определенную высоту, и тут ангелы небес, они поражены, удивлены тем, что делает этот самое разумное творение Аллаха. И они удивились и говорят: Абдал, что ты здесь ищешь в небесах? Ну, Абдал это дурной, да? Что ты здесь ищешь в небесах? И вот тут Намруз подумал, что это Аллах с ним разговаривает, взял стрелу и пустил в том направлении, откуда он услышал этот голос. И Всевышний Аллах, милостивый и милосердный, и сделал так, что вот этот кончик попал в какую-то птичку, окровавленным кончиком эта стрела обратно вернулась аккуратно ему в корзинку. Ведь это же чудо. Не может же так быть, правильно? Но это чудо увидел, человек раскайся, астафрулlah, прости меня, Аллах, говорит, нет же. А он начал ликовать, говорит о том, что вот я убил Аллаха Ибрахима. А когда же возвращался обратно, вы когда-нибудь, кто-нибудь из вас катался на американских горках? Вы знаете, что это такое, да? А вот вы представьте себе с птичьего полета, когда человек падает вниз. И он испытал такие перегрузки, что еле-еле чудом живых остался. Но настолько он изменился, настолько он заболел, настолько он постарел, что даже домой его чуть не хотели не пускать домой. Вот настолько он изменился. На следующий день он смотрит, звезды, солнце, луна, все на месте. И он подумал, наверное, я только ранил его. И тут вызывает он Ибрахима. И Ибрахиму, обращаясь, он говорит: я объявляю войну твоему Богу, Аллаху,
И пусть он, как мужчина с мужчиной, выходит со мной драться на земле. Назначает ему день, час и место. Ибрахим, алейхиссалам, обращается к Аллаху и говорит: о Аллах, что мне с этим человеком делать? Всевышний Аллах говорит: спроси у него, что является самым ничтожным из моих творений на земле. Ибрахим, алейхиссалам, спрашивает Намруза: что является для тебя самым ничтожным на этой земле? И Намруз подумал и говорит: комары. И вот тут назначенный час, назначенному месту, назначенное время, Намруз вооружил всех, кого можно было вооружить, самыми современными видами оружия, и находится ожидание. И со стороны моря налетела на них туча комаров, и за считанные часы из всей армии Намруза, на глазах самого Намруза, остались кости до доспехи. Увидев опять-таки это чудо, нет того, чтобы броситься на колени, броситься на сужда, просить прощения Аллаха, а он, сорвалась. И тогда по велению Всевышнего Аллаха самый маленький из этих комаров, Машкар, вошел через ноздры ему в мозг и начал зудить. А когда он зудил, начинались страшные муки, боли. И единственным утешением было то, надо было бить кулаком по голове. Первое время еще кулаки помогали, а потом уже кулаки не помогали, надо было дубинкой. И вот с обоих сторон стояли эти слуги, и беспрерывно 40 лет беспрерывно, без покоя, без сна, без отдыха этого человека дубасили по голове и говорили: очнись, очнись, не Бог ты, очнись. Так и не очнулся, ушел из этой жизни Намруз. Однажды одному из этих слуг, когда кто-то проявляет милость к нему и слабость какую-то, ударил не так, он тут же убивал его. И вот одному надоело все это, взял кувалду, там проехался или как ударил по голове, и вот вылетает оттуда величиной воробья, покрутился над ним и говорит: мало это тому, кто отрицает моего Творца. Обратите внимание, как невежество, как неверие. Если бы те люди, которые, этот Виссариан, который сегодня объявил себя Богом, который живет в Урале, и 50 тысяч человек, которые продали свои дома и пошли к нему, и называют его Богом, если эти люди знали бы эту историю. Если же это же, значит, баба какой-то там Саид, который в Индии вводит людей в заблуждение и называет себя Богом, или те, которые еще хватают этих, те, которые сидят в тюрьмах, так называемые, значит, божества, если бы они знали бы, что случилось с тем, который в истории человечества первым провозгласил себя Богом, наверняка они бы не повторили бы такие глупости. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Альхамду лилляхи раббил алямин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Вассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, мы в прошлый раз с вами говорили о рождении Ибрахима, алейхиссалам. Мы рассказали об истории того человека, который впервые на земле провозгласил себя Богом. Мы говорили о судьбе Намруза и рассказали о том, каков был конец, итог того человека, который провозгласил себя Богом на земле впервые в истории человечества и объявил тем более войну против Аллаха. Сегодня мы переходим к следующей части нашей темы. Следующий вопрос называется «История пророка
Исмаила. Ибрахим, алейхиссалам, женился на девушке по имени Сарат. Ибрахим, алейхиссалам, был одним из самых таких состоятельных людей. Отличался Ибрахим, алейхиссалам, своей щедростью. Существует такое предание по поводу его щедрости. Говорят, что однажды Всевышний Аллах устроил ему такое испытание. У Ибрахима, алейхиссалам, была 5000-я отара овец, и он сам пас своих овец. Даже, говорят, отару эту овец сопровождали, значит, охраняли собаки, и у этих собак были ошейники из чистого золота. Вот таком состоятельным человеком был Ибрахим, алейхиссалам. И вот вдруг перед ним появился незнакомый человек, и он начал говорить: «Субухун кудус раббуль маляикати ва рух». Ибрахиму, алейхиссалам, эти слова восхваления Всевышнего Аллаха настолько понравились, он обратился к нему и сказал: «Скажи еще раз, я половину этой атари, говорит, тебе отдам». Тот человек еще раз сказал: «Субухун кудус раббуль маляикати ва рух». Ибрахим, алейхиссалам, ему говорит: «Еще раз скажи, всю атару отдам». И когда он третий раз произнес эти слова, он говорит: «Возьми все это атару вместе с этими собаками, все это твое», говорит. И тут этот человек исчез. Ангелы небес, которые наблюдали за всем этим процессом, и тогда действительно сказали: да, действительно, Ибрахим, алейхиссалам, заслуживает того, что Аллах его назвал своим другом, ай халилуллах. Вот такая была щедрость Ибрахима, алейхиссалам. Однажды, когда Ибрахим, алейхиссалам, по своим торговым делам отправился вместе с Сарат в Египет, и в то время Египтом правил фараон, который считал, что все самые красивые женщины должны быть его женами. Зная это, Ибрахим, алейхиссалам, старался спрятать Сарат, но, по-видимому, тогда, значит, эти таможенники, да, наверное, были тоже, выполняли свои функции. И они обнаружили Сарат и доставили к этому фараону. Когда же этот фараон приблизился к Сарат, протянул руку в ее сторону, тут рука по воле Всевышнего Аллаха онемела. Фараон сильно испугался, он отошел, раскаялся, все прошло. Второй раз, когда он попытался приблизиться, протянул руку, на этот раз и рука, и нога онемела его. Значит, фараон понял, что эта женщина какая-то особая, и тогда извинился, и, значит, узнав, что ее сопровождает Ибрахим, алейхиссалам, одарил их подарками, в том числе и подарил им рабиню Хаджар. Агар по Библии. Хотя говорится о том, что она попала в рабство, но Хаджар, она была королевской крови. В то время, когда два, значит, королевства между собой, значит, дерутся, то есть в процессе этих военных сражений, проигравшие стороны, вся знать королевская, да, они попадали в рабство. И вот так, значит, Хаджар тоже попала в рабство. Так, она была королевской крови, но оказалась в рабстве. Впоследствии долгих лет Ибрахима, алейхиссалам, и Сарат не было детей. И со временем сама же Сарат настояла на том, чтобы Ибрахим, алейхиссалам, женился на Хаджар. Я как раз говорил о том, что Ибрахим, алейхиссалам, отличительной его особенностью была его щедрость. Говорят, он никогда не садился, говорит, один за стол, чтобы поесть. Чтобы найти человека, с кем бы вместе поесть, он порой преодолевал расстояние дневного пути. И потому, действительно, порой очень часто мы сталкиваемся сегодня,
несмотря на то, что в семьях достаточно доход, семейный доход, да, но тем не менее бараката в этой семье не бывает. Причина в чем? Причина в том, что в этой семье отец отдельно кушает, мать отдельно кушает, дети отдельно, мальчик отдельно, девочка отдельно, бабушка, дедушка отдельно. Естественно, в этом доме баракат, естественно, и не будет. А баракат будет в том случае, если за одним столом, чем больше рук будет, говорит, над пищей, над тарелкой, да, тем больше, говорит, будет баракат. И вот Ибрахим, алейхиссалам, наедине никогда, значит, старался, значит, не принимать пищу. В поисках, с кем бы поесть, он преодолевал порой даже вот такие вот как раз расстояния. С другой стороны, за один раз Ибрахим, алейхиссалам, мог зарезать более 1000 голов и раздавать все это до единого грамма людям, нуждающимся, бедным и так далее. И люди поражались его щедрости, восхищались и говорили: как же ты так можешь? И тогда однажды Ибрахим, алейхиссалам, сказал: да это что? Если бы у меня был бы сын, я бы даже сына своего не пожалел бы ради Аллаха. И вот после этого прошли годы, после того, как по настоянию самой же Сарат Ибрахим, алейхиссалам, женился на Хаджар, и Хаджар родила Исмаила, алейхиссалам. По-видимому, после рождения сына Хаджар уже почувствовала себя как-то более уверенной, и, как говорится, она, наверное, подняла голову, и это не понравилось Сарат. И она начала требовать от Ибрахима, чтобы я, говорит, больше не видела ее и ее ребенка здесь, в доме. Получив веление Всевышнего Аллаха, Ибрахим, алейхиссалам, Хаджар вместе с Исмаилом отвезли ту местность, которая называется Харам, то есть нынешняя земля, где находится Харам-Машид, где находится Кааба. Там была пустыня, необжитая земля. Ибрахим, алейхиссалам, взял определенное количество пропитания, взял воду и готовился к путешествию. Когда они прибыли в это место, он сделал типа что-то шалаша и оставил Хаджар вместе с Исмаилом в этом месте и собирался уходить. Хаджар обратилась к нему и сказала: на кого же ты нас здесь покидаешь? На что Ибрахим, алейхиссалам, ей объяснил, что таково веление Всевышнего Аллаха, и он их делает аманат, поручает Всевышнему Аллаху и оставляет здесь. Вскоре после этого кончились запасы воды и пищи, и Хаджар в поисках помощи, там рядом холмы, холм называется Сафа и Марва, и вот она поднималась на этот холм, смотрела вдаль, не видно ли какая помощь. Переходила к другому холму, Марва, поднималась на этот холм, смотрела другую даль, не видна ли где какая помощь. И вот так, когда она проходила между этими холмами 7-й раз, и вот тогда она услышала голос из небес, который извещал ей и говорил о том, что вернись к своему мальчику, ты получила то, что ты просила. А когда же она подошла к Исмаилу, рядом с ним из земли с сильным напором билась фонтаном вода. И таким шумом, с таким напором, напоминающий шум сильного ветра, и вот видит, что эта вода все поливает вокруг, заливает вокруг, и она подошла и сказала: «Зам, Мубарак, хватит. И вот
этот источник появился как раз, посмотрите, примерно это случилось около 5000 лет тому назад. И вы обратите внимание, другой обязательной составной частью паломничества является что? Сa'ю. А что такое сa'ю? Это семикратное хождение между холмами Сафа и Марва. Кто впервые это делал? Хаджар. Вот это является еще одним доказательством того, что религия одна от одного Бога, от одного Аллаха к человечеству. Вскоре кочевые арабы увидели, что над этой местностью начали кружиться птицы, и увидев, что это был признак того, что там появился источник воды, и туда прибыли они и спросили, чей этот источник? Хаджар ответила, что этот источник воды Господь дал ей и ее сыну. Тогда они попросили разрешения остаться в этом месте и обещали платить налог за пользование этой водой. И вот таким образом впервые после всемирного потопа началась жизнь и обосновался город Макка. И впоследствии Исмаил, алейхиссалам, женился на представительнице этих арабов, и потому его называют Абу Арабов, да? Отец арабов. И вот после того, как вот так вот обосновалась, началась жизнь в городе Макка. Я хотел бы остановиться на первом жертвоприношении, хотя, может быть, эта история известная, как именно это все случилось, первое жертвоприношение и начало праздника Курбан-Байрама. После того, как родился Исмаил, алейхиссалам, Всевышний Аллах напомнил Ибрагиму о том самом слове, которое он говорил: «Да, если бы у меня был бы сын, я бы даже сына своего не пожалел бы ради Аллаха». После того, как Ибрагим, алейхиссалам, убедился, что это не просто так, а что это прямое веление Аллаха, и вот он отправляется к Хаджар, приходит к ним, и Хаджар говорит: «Мы с Исмаилом собираемся в гости, приготовьте мальчика». Она искупала Исмаила, надела на него чистую одежду, причесала его и сделала на него красивые благовония. А Ибрагим, алейхиссалам, взял с собой заточенный нож и взял веревку. И отправились они в местности Мина. По пути их следований сатана, Иблис, подходит к Исмаилу и спрашивает: «Ты знаешь, куда тебя ведет отец?» Исмаил, алейхиссалам, говорит: «Мы идем в гости». И Иблис говорит: «Нет же, якобы твой отец получил веление Аллаха, чтобы жертву приносил тебя. И вот он ведет тебя, чтобы закалывать тебя». И тогда Исмаил, обратите внимание, алейхиссалам, говорит: «Если таково веление Всевышнего Аллаха, я согласен с решением отца, прочь от меня», и отгоняет его, проклиная. Тогда сатана обращается к Хаджар и говорит: «Ты знаешь, куда повел твоего единственного сына, твой муж?» Она говорит: «Они ушли в гости». «Нет же. Якобы твой муж получил веление Господа, чтобы зарезал своего собственного единственного сына, и вот они ушли для этого». А Хаджар, обратите внимание, отвечает: обратите внимание, какой крепкий иман, какая вера была этих людей. И она говорит: «Если таково веление Всевышнего Аллаха, я согласна с решением моего мужа», и, проклиная, отгоняет прочь. И тогда, видя безысходность, видя, что не может он остановить человека, тогда Иблис приходит к Ибрагиму, алейхиссалам, и трижды в 3 местах ограждает ему путь, преграждая ему путь, и говорит: «Ты, неужели твоя рука поднимется? Ты же всю жизнь ждал появления этого ребенка. Ведь тогда, когда родился
Исмаил, Ибрагиму, алейхиссалам, было около 120 лет. Вы представьте себе, ты всю свою жизнь ждал этого часа, неужели у тебя рука поднимется, чтобы зарезать единственного, самого любимого существа? И каждый раз Ибрагим, алейхиссалам, поднимал камушки с земли, проклиная его, закидывал его камнями. Вот именно это три самое место и есть, где именно преграждал дьявол Иблис дорогу Ибрагиму, алейхиссалам. Обратите внимание, значит, то, что случилось 5000 лет тому назад, так является составной частью сегодня тоже нашей религии. И вот после всего этого Ибрагим, алейхиссалам, обратился к Исмаилу и сказал: да, действительно, Всевышний Аллах велит, чтобы я зарезал тебя, приносил в жертву. Исмаил, алейхиссалам, сказал отцу: отец, привяжи мои руки и ноги, а вдруг в несознательном состоянии я совершу какой-нибудь поступок. И сними с меня рубашку, чтобы мать не увидела крови на этой рубашке, и ей тяжело будет меня забывать. Ибрагим, алейхиссалам, так и поступил. Он привязал руки и ноги Исмаилу, алейхиссалам, и положил его на бок в сторону кибля и попытался зарезать. Но нож абсолютно никакого вреда не нанес Исмаилу, алейхиссалам. Видя, что у отца ничего не получается, Исмаил обращается к отцу и говорит: отец, наверное, то, что руки и ноги мои привязаны, это выглядит как насилие, и потому Аллах не принимает твою жертву. Развяжи мои руки и ноги, попробуй так. Развязали, попробовали, и опять ничего не получилось. Нож абсолютно никакого вреда не наносил телу Исмаила. Тогда Исмаил обращается к отцу и говорит: отец, по-видимому, ты смотришь мне в глаза, и потому не можешь выполнить веление Аллаха. Да, я отвернусь от тебя, повернулся к земле, попробуй с затылка. И так попробовал Ибрагим, алейхиссалам. И на этот раз тоже нож абсолютно никакого вреда не мог нанести телу Исмаила. В этот момент, как бы не упорствовал Ибрагим, алейхиссалам, Всевышний Аллах открыл все завесы с небес и сделал так, что всему сотворенному Аллахом вот это стало видно. И, обращаясь к всему сотворенному, Всевышний Аллах сказал: посмотрите же, когда я изъявил желание сотворить человека, вы говорили: зачем? Когда я заявил, что это мое самое любимое творение, вы говорили: за что? Посмотрите же на этого человека, которого единственное, самое дорогое существо, которое всю свою жизнь он ждал. И он готов ради меня, ради моего веления, ради выполнения моего веления, готов пожертвовать единственным долгожданным существом. Вот в чем была мудрость, дорогие друзья, именно этой процесса, этого амра. Тогда, видя, что абсолютно нож никакого вреда не может нанести, Ибрагим, алейхиссалам, взял этот нож, ударил по скале, камень раскололся на части. Еще больше удивился Ибрагим, алейхиссалам, и говорит: «Вау, как же так может быть? Нож камень режет, а тело Исмаила не режет». Разозлился, взял этот нож и вышвырнул об скалу. И тогда, по воле Всевышнего Аллаха, нож этот заговорил, обращаясь к Ибрагиму, алейхиссалам, и говорит: «О, посланник Аллаха, что же ты на меня так гневаешься?» Тогда Ибрагим, алейхиссалам, говорит: «Как же на тебя не гневаться в то время, когда ты мне не позволяешь выполнить веление Аллаха?» Тогда нож говорит: «А когда когда Намруз бросил тебя в огонь, а почему ты не сгорел?»
Ибрахим, алейхиссалам, сказал, тогда Всевышний Аллах приказал огню не сжигать мое тело. Обратите внимание, нож говорит, если тогда Аллах приказал огню не сжигать твое тело всего лишь один раз, а мне же Всевышний Аллах 7 раз предупредил, сказал, смотри, не навреди телу Исмаила. Как же я могу резать тело Исмаила в то время, когда на лбу его я вижу нур, сияние пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И вот тут, когда Ибрахим, алейхиссалам, вот этот момент, и появляется ангел Джабраиль, алейхиссалам, и приносит из рая огромного, даже говорят, значит, огромных размеров, этого барана, и вот этого барана и зарезали на место Исмаила, и вот оттуда и начинается один из самых великих праздников Курбан-Байрам. Посмотрите, этому празднику более 5000 лет, что является еще одним доказательством того, что религия одна, от одного Творца к одному человечеству. Говоря, рассказывая об Исмаиле, алейхиссалам, я хотел бы остановиться на некоторых фрагментах из его жизни. Однажды Ибрахим, алейхиссалам, после того, как Исмаиль, алейхиссалам, женился, посетил его. Когда он пришел, навестил своего сына Исмаила, Исмаил, алейхиссалам, не оказалось дома, а дома была только его супруга. Ибрахим, алейхиссалам, не представился, он поинтересовался, где, как муж, как жизнь. Она была недовольна, она говорит, вот того-то не хватает, это не хватает, там, и так далее, жаловалась на жизнь. Тогда Ибрахим, алейхиссалам, ушел, не дождавшись возвращения Исмаила, и попросил ее передайте, говорит, салам Исмаилу, алейхиссалам, и передайте ему, чтобы он порог дома поменял. Как только Исмаил, алейхиссалам, вернулся, эта женщина, то есть жена ему говорит, приходил один старый человек, и по его акценту, говорит, по-видимому, сирийским акцентом, из Сирии, наверное, говорит. И вот что-то он сказал, чтобы он порог поменял, и ничего не подозревая, сказала, значит, жена Исмаилу, алейхиссалам. Исмаил, алейхиссалам, сразу понял, что это был отец, и понял, что ему не понравилась его супруга. Тут же, не заходя в дом, развелся с ней, отправил ее домой и женился на другой. Через некоторое время приходит Ибрахим, алейхиссалам, и на этот раз опять Исмаила дома не было, была уже другая. Он расспрашивает ее о том, жизни и так далее. И обратите внимание, она воздавала хвалу Всевышнему Аллаху, она благодарила за то, чем Аллах одарил их. Она говорит, пьем воду Замзама, воздаем шукру Аллаху. И муж приносит, говорит, дичь из охоты. И мы, говорит, живем прекрасно, альхамдулиллах. И вот говорят, тогда как раз Ибрахим, алейхиссалам, сделал, говорит, дуа всем жителям, обладателям этих земель. И плоды этого дуа, этой мольбы Ибрахима, алейхиссалам, который Аллах принял, пожинают до сих пор эти народы. Вы знаете, что углеводороды этих земель, этих землях огромные запасы. Имеется в виду нефть, газ. Вы знаете, что практически все горы – это чистый мрамор. Вы знаете, что белый гранит добывается только в Аравии. И вот посмотри, каким благом Аллах одарил из-за бараката, из-за того, что из-за той благодати этой невестки, из-за того, что она выражала шукру, благодарность Аллаху за то, чем Аллах одарил ее. Поэтому, дорогие друзья, если мы с вами будем из числа тех рабов, которые будут благодарить
Всевышнего Аллаха, за те его ниматы, которыми мы пользуемся, которыми мы окружены, Всевышний Аллах будет нам давать еще больше и больше. И как же тогда получится, если же мы будем неблагодарными рабами? Вы сами посудите, разве к лицу разумному человеку, разумному, самому разумному существу сегодня, в то время, когда мы окружены всеми благами Аллаха, в то время, когда мы пользуемся всеми этими благами Всевышнему Аллаха, и если мы будем работать на его врага, это тогда, когда этот человек находится в забвении, этот человек находится в гафлате, этот человек как раз находится, не поминает, не выполняет веления Всевышнего Аллаха. Следовательно, он находится во власти сатаны, Иблиса. Как же тогда этого человека можно называть самым разумным существом? И второй раз Ибрахим, алейхиссалам, когда он посетил Исмаила, не дождался до прихода возвращения своего сына и вернулся обратно. И вот невеста, жена Исмаила, передала о том, что приходил такой, значит, старый человек, просил передать тебе салам, и сказал: укрепи порог. Значит, Исмаил, алейхиссалам, обрадовался тем, что ему понравилась его невеста, его жена, и воздал тоже хвалу Всевышнему Аллаху. Третий раз, когда Ибрахим, алейхиссалам, решил посетить Исмаила, алейхиссалам, на этот раз что-то Сарат заревновала. Сарат говорит: я не соглашусь, чтобы ты посетил своего сына Исмаила, пока ты мне не пообещаешь не встречаться с Хаджар. Ибрахим, алейхиссалам, так долго не виделся со своим сыном, и потому пообещал ей не встречаться с Хаджар. Когда же он прибыл, опять Исмаил, алейхиссалам, не оказалось дома, Ибрахим, алейхиссалам, начал расспрашивать о том, и спросил и об Хаджар, и ему сообщили, что Хаджар уже умерла. Тогда Ибрахим, алейхиссалам, решил остаться до возвращения Исмаила. Когда же вернулся Исмаил, алейхиссалам, естественно, очень долго отец и сын не встречались, они радовались друг другу, обнимались, и Ибрахим, алейхиссалам, сообщил радостную весть Исмаилу, алейхиссалам, в том, что Всевышний Аллах велит им воссоздать, построить Каабу именно в том месте, где она стояла раньше, до всемирного потопа. Ибрахим, алейхиссалам, не знал, где именно находилась Кааба, и никакого следа от него не осталось, от того места, где находилась. И нужно было именно воссоздать того именно размера и в том самом месте. И тогда Всевышний Аллах послал тучку, которая подавала тень именно на то самое место, именно той величины контура. И вот, веря в фундамент, Ибрахим, алейхиссалам, и Исмаил, они, алейхиссалам, начали строить Каабу. Каабу строили из камня, обратите внимание, из 5 самых больших гор. Из камня в качестве строительного материала использовали камень из 5 самых больших гор. Казалось бы, конечно, было бы проще всего из ближайших горы построить материал. А в чем же мудрость, друзья мои? Тогда, когда человеку, посетившему Каабу, то есть совершившему паломничество, на чашу весов будут ставить Каабу, но он будет уже не своим собственным весом, а весом 5 этих самых великих, больших гор. Посмотрите же, какая милость и милосердие со стороны Всевышнего Аллаха. И вот таким образом они начали строить эту Каабу, и когда Кааба уже поднималась вот видишь, фундамент подняли где-то до уровня метра, и тут Ибрахим, алейхиссалам, услышал голос извещало его о том, что со стороны горы Абу-Хубайс, о том, что во мне хранится драгоценность, и наступило время,
чтобы передать его тебе. Ибрахим, алейхиссалам, поднялся на эту гору, и когда он поднялся туда, одна из скал раскололась, и именно внутри этой скалы и оказался тот самый камень, черный камень, который Адам, алейхиссалам, привозил на землю, и который почернело от соприкосновений человеческих рук. Вот этот черный камень и получил Ибрахим, алейхиссалам. Существует несколько версий по тому, как этот камень оказался на горе Абу-Кубайс. Согласно одной из версий, говорится о том, что ведь Нух, алейхиссалам, когда взял этот камень на корабль, он, говорит, не знал. Ведь действительно не знал, будет ли спасено человечество или нет. Не зная этого, он взял, говорит, аманат сделал в горе Абу-Кубайс и дал, говорит, хранение, пока не наступит время, пока не востребует, храни этот камень, эту драгоценность. Согласно другой версии, говорится о том, что ангел Джабраиль, алейхиссалам, перед всемирным потопом дал этот камень на хранение горе Абу-Кубайс. Ну, так или иначе, но факт, что этот камень получил Ибрахим, алейхиссалам. И потому на уровне где-то 1,5 метра установлен этот камень и в Каабе, и мы с вами имеем возможность видеть, целовать этот камень. Важной сунной является поцеловать этот камень, когда ты совершаешь таваф. Но ввиду того, что сейчас практически этот вопрос становится невозможным, и когда же человек совершает таваф, он не имеет права притеснять кого-либо, ущемлять кого-нибудь, как некоторые это делают. И человек, который совершает таваф, обязан совершать это таким образом, как будто сухой листик, брошенный в реку, как оно несется этим течением. И вот так он должен совершать этот таваф, абсолютно не нанося какой-либо вред окружающим. Ни в коем случае нельзя толкаться и так далее. И правилом совершения тавафа является то, что когда ты совершаешь этот таваф, всегда вот левое твое плечо всегда должно быть в сторону Каабы. И если ты повернешься животом или спиной к этой Каабе, этот круг твой нарушается, и тебе нужно вернуться назад немножко и продолжить этот круг. Поскольку в нынешних условиях вернуться обратно, это и случается, очень много людей, тогда придется тебе делать еще один круг. То есть этот круг, по которому ты повернулся так или иначе, конечно, этот круг твой не зачитывается. И в этой связи, конечно же, каждому, кто собирается в хадж, паломничество, обязательно нужно изучить досконально эти все обрядовые стороны, иначе поехать в такую даль, сделать большие такие расходы и совершить там такие ошибки, и с такими ошибками возвращаться, это же не к лицу разумному человеку. И вот поэтому фактически и каждый раз, когда мы проходим мимо этого камня, значит, раньше там была такая коричневая полоса, на которой можно было остановиться, повернуться лицом к этому камню, а сейчас уже года 2-3 эту полосу убрали, и теперь уже поворачиваться к камню категорически в форме нельзя. И вот вы, если вы помните, года 3 тому назад, провожая паломников хадж, Саид Афанди, он обратился к паломникам и предупредил их, сказал: смотрите, теперь уже поворачиваться нельзя, если вы повернете, то вы, значит, нарушаете свой цикл. Что же остается? Там остается тогда сохранить левую руку в сторону Каабы, и при этом воздушным поцелуем мы отправляем только поцелуй в сторону этого камня. Только единственное остается нам. Именно в том месте, когда вы сравнялись с этим камнем. А вот некоторые же, которые этого не знают, они видят, что этой коричневой полосы нет. И вот они там ходят, ищут, смотрят сюда, где же она была там, и начинают там, бисмилля Аллаху акбар. Альхамдулилля, посмотрите, еще один нимат, который Всевышний Аллах нам дал. Посмотрите же, значит, досточтимый шейх Саид Афанди нас всех паломников предупредил, сказал: этот убрали, значит, пожалуйста,
будьте осторожны, ни в коем случае не поворачивайте ни телом. А как же тогда будет, представьте себе, некоторые, которые едут туда и не изучив предварительно это все, вот заботясь о своих женах, о своих сестрах, о матерях, они и поворачиваются и так, и поворачиваются и в другую сторону. И вы представьте себе, а какой же Аллах будет этих людей. Поэтому, дорогие друзья, да смилуется над ним Всевышний Аллах. Это наш уважаемый Куран Мухаммад Хаджи для нас оставил прекрасную книжку «Хадж. Пятый столб ислама». И вот в прошлом и позапрошлом году я был свидетелем того, что, альхамдулиллях, хвала Всевышнему Аллаху, что ни одного, наверное, практически все наши российские паломники, все с этой книгой ходили, изучали эту книгу, строго следуя под предписанием этой книги, совершали хадж. Поэтому те, кто намереваются совершить хадж, а намерение каждого человека должно быть, мало ли что может быть, милость Аллаха, она не ограничена, а нужно действительно заблаговременно, изучая, вот, узнать все тонкости совершения паломничества. И вот так вот построил Ибрахим, алейхиссалам, и Исмаил построил полностью Каабу. В процессе строительства вы могли обратить внимание, значит, перед Каабой там есть макама Ибрахима. Вы обратили внимание, там золотой купол, да? Вот такой, и под стеклянным колпаком, значит, там находится камень. И это еще один камень из небес. Что это за камень? Это тот самый камень, который Всевышний Аллах дал Ибрахиму, алейхиссалам, и этот камень служил в качестве подъемника. Тогда, когда Ибрахим, алейхиссалам, с Исмаилом строили эту Каабу, они становились со строительным материалом на этот камень, и этот камень перемещался по горизонтальной, так и вертикальной плоскости, именно на ту высоту, которую необходимо было Ибрахиму, алейхиссалам. И этот камень, что именно является особым камнем, да, на нем два глубоких следа, где-то глубиной около 10 сантиметров на камне стопы обоих ног Ибрахима, алейхиссалам. И вот этот камень имеет возможность, человек, посмотрев, значит, увидит этот камень, вот это есть макама Ибрахима. А по завершению строительства Всевышний Аллах повелел Ибрахиму, алейхиссалам, и он говорит: теперь ты позови, говорит, всех моих рабов ко мне в гости. Это не означает, что Аллах сидит там внутри Каабы, что, мол, приходит. То есть это место, куда собираются люди, так, пришедшие в гости к Всевышнему Аллаху. Ибрахим, алейхиссалам, говорит: как-то я позову, а как же люди меня услышат? А кто услышит, говорит, это мое дело, это моя забота. А ты, говорит, позови. И тогда Ибрахим, алейхиссалам, позвал, значит, гости Всевышнему Аллаху, и на его зов, кто из нас ответил, этот человек обязательно посетит Каабу. То есть это имеется в виду, ведь 5000 лет тому назад, естественно, у нас даже и в проекте не было. Но мы находились, так, копчики наших предков. И те чьи зара, даже находясь в копчике, который ответил на зов Ибрахима, алейхиссалам, этот человек обязательно посетит этот Каабу, обязательно совершит паломничество. Дай Аллах, чтобы мы оказались из числа тех, которые на его зов ответили не один раз, а в десятки раз. Значит, десятки раз, иншаллах рахман, этот человек посетит. И чтобы завершить эту тему, еще несколько слов скажу по поводу Каабы. Я вам говорил о том, что вот этот черный камень, да, этот ангел, который был смотрителем Адама, алейхиссалам, представленный к Адаму, алейхиссалам, в раю, и который окаменел так, из-за стыда перед Господом, от того, что он упустил тот момент, когда Адам, алейхиссалам, значит, подал на удочку, да, дьявола. И вот этот же камень, и в судный день он будет превращен в ангела,
и он будет еще одним дополнительным свидетелем, который будет говорить о том, что вот он приходил ко мне, вот он приходил и так далее, и так далее. Поэтому именно вот важной вот сунной является, когда ты именно проходишь мимо вот этого камня, именно вот не поворачивая, да, вот этот, и чтобы ты, бисмилляхи Аллаху акбар, и посылаешь свой воздушный поцелуй этому камню. Понятно, да? Если бы имели бы возможность, важной сунной было бы для нас поцеловать этот камень. Но это сейчас очень опасно. Даже попытку такую сделать, это получается очень... Ты создаешь проблему людям и создаешь себе проблемы. Я помню, в 92 году, когда первый раз я совершал, вот мне посчастливилось совершить паломничество, и вот тогда нас предупредили тогда еще. Но тогда не было так много людей, как сейчас. Но тем не менее нас предупредили. И один из паломников из нашего рейса, из Буйнакска, этот человек все-таки не послушался и полез туда, значит, туда же такое углубление получается, когда она стерлась, полез туда, как раз в это время какая-то волна паломников прошлась и поломал шейный позвоночник, третий день, четвертый день этот человек умер. Поэтому нельзя подвергать свою жизнь опасности. Нас предостерегает от этого. Но существуют такие люди, которые говорят о том, что не нужно этот поцелуй туда, значит, целовать этот камень. Этих людей не слушайте, пожалуйста. Так вот, когда наступает судный день, говорит, когда наступит судный день, Всевышний Аллах посылает ангелов, там количество не помню, около 90, что ли, тысяч ангелов отправляет и цепями приведите, говорит, Каабу на место суда. А когда же они приходят к Каабе, Кааба говорит, что я не трону с места, пока не выполнит мою просьбу. Ангелы начинают возмущаться, но Всевышний Аллах говорит, пусть скажет. Тогда Кааба говорит, поднимите вокруг меня всех тех, которые вокруг меня похоронены. А вокруг Каабы похоронено очень много людей. Очень много пророков. И поднимают, и говорят, их, они в белом прекрасном одеянии, поднимают их вокруг Каабы. Теперь трогай, говорят ему ангелы. Кааба говорит, нет, у меня есть еще одно условие. Какое же у тебя еще одно условие? Каждый, кто посещал меня, пусть они тоже соберутся вокруг меня. И тогда говорят, но среди них были те люди, которые случайно там оказались. Пришли туда не ради Аллаха. Говорит, все равно соберите их вокруг меня. Собирают, поднимают их всех вокруг Каабы. И теперь, говорит, трогайся. И опять Кааба говорит, нет, у меня еще одно условие. Какое же у тебя еще условие? Кааба говорит, позволь мне заступиться за всех, за них. Посмотрите же, каким благом обладает тот человек, который посещает и который совершает паломничество, дай Аллах, чтобы мы оказались из числа, из которых будут делать шафаат не только наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, и из-за любви к нему и по милости Аллаха нам, иншааллах, будут делать шафаат даже камень, даже вот это строение человека, иншааллах рахман. Вот такова история строительства Каабы. Следующий вопрос – это история пророка Исхака. С тех пор, как родился Исмаиль, алейхиссалам, прошло уже 30 лет, Исмаилю, алейхиссалам, было 30 лет, и Ибрахим, алейхиссалам, соответственно, получается 150 лет, и это время, а Сарат было около 90 лет. Это время приходит ангел Джабраиль, алейхиссалам, с радостной вестью к Сарат,
и сообщает ей о том, что ты родишь, говорит, мальчика. Ну, Сарат была поражена, она говорит, я в таком возрасте, все эти сроки прошла, как же могу я родить? Ну, такова воля Всевышнего Аллаха. Да еще ты родишь не простого мальчика, ты родишь будущего пророка, в роду которого будут тысячи пророков. И вот эта радостная весть и действительно стала былью. Родился Исхак, алейхиссалам. Естественно, Сарат радовалась, Ибрахим, алейхиссалам. И когда Исхак, алейхиссалам, вырос, поженили его и направили его в качестве пророка к одному из своего народа. Судьба Исхака как бы повторилась. Долгое время Исхака не было детей. И в конце концов родились двойни. Но они были такими, что с самого рождения как бы соперничали между собой. Даже существует предание о том, что они, будучи в утробе, даже, говорит, соперничали между собой. Однажды супруга Исхака, алейхиссалам, обратилась к Исхаку, алейхиссалам, и говорит, послушай, говорит, приложи ухо, послушай, о чем они там говорят. Он приложил ухо, и там один другому говорит, если ты раньше меня видишь, я порву живот матери и убью тебя, говорит. А другой говорит, да, я никуда не спешу. И не надо убивать мать, выходи. И вот так первым родился Айс, а вторым родился Якуб, алейхиссалам. Действительно, Айс оказался вспыльчивый, такой горячий, такой, да, такой энергичный, а Якуб же был тихий, погладистый, и, естественно, стал любимчиком матери, а Исхак был, то есть Айс был любимчиком отца Исхака, алейхиссалам. Вскоре после рождения детей Исхак ослеп. Он ослеп, и сыновей мог различить только на ощупь. Айс был такой плотного телосложения, тело было покрыто его волосистое такое, да, и вот так он на ощупь определял, этот Айс. А Якуб же, алейхиссалам, был так мягкий такой, и от него шел такой специфический приятный запах. Однажды Исхак, алейхиссалам, подозвал себе своего любимчика, Айса, и ему говорит, иди, зарежь жертвенное животное на имя Аллаха, подойди ко мне, я хочу тебя благословить. А что значит благословить? Я хочу просить Аллаха, хорошее хочу делать дуа для тебя. Тут же Айс ушел выполнить это поручение, а мать услышала это, тут же организовала быстренько жертвенное животное, надела на Якуба оленью шкуру, посадила перед Исхаком, и Исхак спрашивает, кто это? И тут же мать отвечает, это Айс. И тут Исхак, алейхиссалам, сделал дуа, и благодаря этому дуа, Якуб, алейхиссалам, все последующие, да, вот, народов, израильтян, пророки, практически за исключением нескольких пророков, это получается у нас Аюб, алейхиссалам, его сын Зулькифли или Башир и Хизри, алейхиссалам. Все остальные пророки вышли из потомства Якуба, алейхиссалам. Я имею в виду из израильтян, Бану Исраил. Через некоторое время выполнил свою... Исхак, когда ему сказали, что это Айс,
Он протянул руку, так посмотрел, вроде бы тело Айса, но запах Якуба. Он, Аллах разберется, обратился к Всевышнему Аллаху. Ну, таково было веление Всевышнего Аллаха, что именно это благословение получит не по желанию его отца, а именно по желанию Аллаха. И вот такой вот как раз, значит, случилось в жизни. Дальше, через некоторое время приходит Айс, выполнит задание отца, и он садится перед отцом и говорит: отец, выполнил я твое поручение. Как? Я же тебя только что благословил, говорит Исхак, алейхиссалам. И поняв, что и на этот раз Якуб, алейхиссалам, опередил его, он хотел вскочить: на этот раз я его живых не оставлю, но Исхак успокоил его, алейхиссалам, и сказал: подожди, и для тебя тоже найдется что-нибудь. И обратился к Всевышнему Аллаху с мольбой из дуа, и так получилось, что потомство Айса увеличилось, говорит, как число песчинки, песка, да, вот, пустыни, и из его потомства, говорит, вышли все последующие правители, все эти, да, значит, руководители, цари и так далее, и так далее. Вышли из потомства Айса. А, как я говорил, пророков из потомства Айса вышли только вот 3 пророка. Мать понимала, какой опасности она подвергла Якуба, алейхиссалам. Зная вспыльчивый, горячий характер Исхака, она тут же собрала вещи Якуба и быстренько его и отправила в путешествие. И она говорит: смотри, смотри, днем спрячься в кустах, а ночью перемещайся. И вот таким образом первым человеком, который совершил ночное путешествие, был Якуб, алейхиссалам. И потому Всевышний Аллах назвал его Исраил. От слова Исра – ночное путешествие. И потому оттуда и Израил, израильтяне. Бану Исраил, ай народы, потомство Израила, алейхиссалам, которого, значит, назвали Якуба, алейхиссалам. Понятно, да? Откуда происходит израильтяне? Это предки нынешних евреев. И в действительности же, значит, его должны были называть Исраил, а, значит, в библейских же источниках его называют Израил. Поняли, да? Якуб, Яков по библейским источникам. И вот таким образом и появился вот этот народ, израильтяне. Якуб, алейхиссалам, там у тети своей матери, значит, там он женился. Дальше, как происходил этот процесс, как именно родился первый иудейский пророк Юсуф, алейхиссалам. Иншаллах, об этом мы с вами будем говорить в следующий раз. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля али ва асхаби аджмайн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Дорогие друзья, мы в прошлый раз с вами говорили о том, как Якуб, алейхиссалам, вынужден был переселиться, и он был первым человеком на земле, который совершил ночное путешествие. И потому Всевышний Аллах его назвал Исраил, ай, ночной путешественник. А в библейских источниках его называют Израилом, а израильтяне – это народ, древние предки наших нынешних евреев. Таким образом, когда мы говорим о еврейских, иудейских, значит, пророках, некоторые говорят: зачем нам, говорят, нужны еврейские пророки. Пророки не бывают аварские или кумыкские или арабские или пророки. Это посланники, это лучшие и избранные из людей, которые, значит, Аллах послал для наставления для нас, человечества. Поэтому вот такое неуважительное отношение адрес пророка, конечно же, к пророку это недопустимо, и этого человека имам бывает неполноценный.
неполноценным, ибо вы помните, значит, вы знаете, уже, наверное, Мухтасар же проходили, же закончили, да? И там вот как раз «Аманту билляхи» вы же читаете. И вот это, чтобы вы знали, что если вы же говорите, что я верю истинности всех пророков, там не говорится о том, какой народности, какой национальности и так далее эти пророки. Всех без исключения более 124 тысяч пророков и 313 посланников, что они все были от Всевышнего Аллаха. И вот Якуб, алейхиссалам, женился на дочери тети, и впоследствии она родила ему 10 сыновей. Также он взял в жены и младшую сестру, звали ее Рахил, а она родила 2 сыновей. И вот сегодня мы с вами будем говорить об истории рождения первого иудейского пророка Юсуфа, алейхиссалам. Когда родился Юсуф, алейхиссалам, Якуб, алейхиссалам, находился в путешествии. И пришел ангел Джабраиль, алейхиссалам, и сказал ему: «Поспеши же домой, у тебя родился необычный мальчик». Придя домой, Якуб, алейхиссалам, увидел необычной красоты ребенок. Говорят, что Аллах создал красоту человеческую в 10 частях. Из них одну часть дал всему человечеству, а 9 частей дал пророку Юсуфу. Таков, говорит, этот ребенок был так красив, говорит. И выражая благодарность Всевышнему Аллаху, Якуб, алейхиссалам, зарезал более 700 голов и раздал до единого грамма. В последующей своей жизни Якуб, алейхиссалам, оказался привязанным к этому мальчику. Он не мог ни на минуту его оставлять. И больше всего внимания уделял этому своему сыну. Отсюда мы должны сделать вывод такой. Если мы из наших детей, одного из детей будем уделяя ему больше внимания и уважения, то в этом случае появляется ревность по отношению к этому ребенку остальных детей. И потому нам наш ислам, наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, от нас требует, чтобы мы одинаково относились ко всем детям. Если мы целуем, старшего ребенка, как правило, обычно мы целуем маленьких, младших, то при этом, мы обязаны таким же вниманием, такое же уважение оказать и по отношению к старшим детям. И вот то, что действительно Якуб, алейхиссалам, особое внимание уделял младшему Юсуфу, алейхиссалам, это среди братья уже начали ревновать к Юсуфу. В доме Якуба росло дерево. И каждый раз, когда рождались сыновья, на этом дереве появлялись ветки. И когда эти сыновья достигали совершеннолетия, Якуб, алейхиссалам, срезал эту ветку и дарил этому ребенку, этому сыну. И это было как некая реликвия. И с этими ветками они игрались, всегда увлекались, проводили время. Когда же родился Юсуф, алейхиссалам, такой ветки на этом дереве не появилось. А когда же Юсуф, алейхиссалам, вырос и начал понимать, что у каждого из братьев есть такие ветки, а у него же нет. И тогда он как раз начал требовать от отца: «А где моя ветка? Верните мне тоже мою ветку». А Якуб же, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и попросил у Всевышнего Аллаха: «Не обделяй моего любимчика, а дари его тоже такой же веткой». Тогда ангел Джабраиль, алейхиссалам, принес ветку из рая, и эта ветка была усыпана драгоценными камнями. Конечно же, вот тут уже
то, что появилась вот такая ветка, особая ветка у Юсуфа, алейхиссалам, у братьев уже от ревности перешли к зависти. Однажды, еще в детстве, Юсуф, алейхиссалам, увидел сон. Во сне ему приснилось, что поднялся сильный ветер, и вот эти ветки братьев, этот ветер разносит разные стороны, а его же ветка прижилась, проросла и начала плодоносить. Он рассказал отцу, отец попросил его: никому не рассказывай. То ли кто-то подслушал, то ли мать этих старших братьев услышала, но каким-то образом этот сон стал известен и братьям, и вот тут уже от зависти они перешли их отношение к ненависти. В следующий раз Юсуф, алейхиссалам, увидел сон, тоже в детстве же, что он увидел во сне солнце, луна и 11 звезд поклоняются ему, совершают ему поклон. Когда же он рассказал это отцу, отец опять-таки просил у него никому не рассказывать, но сон так или иначе стал известен братьям, и вот теперь уже братья окончательно решили, что они Юсуфа живых не оставят. В этой связи по поводу снов очень часто бывает, что вот, молодые любят рассказывать о своих снах. По этому поводу я слышал, как говорили знающие люди, что если ты увидел хорошие сны, ты не рассказывай, говорит, об этом сне, кроме как своему наставнику, если он у тебя есть. А если же нету, если ты будешь рассказывать этот сон другим, во-первых, у них может вызвать зависть по отношению к тебе, а с другой стороны, и ты больше не увидишь таких хороших снов. А если же ты увидел какой-нибудь плохой сон, то и если ты будешь это рассказывать кому-то другому, то фактически, говорят, ты всегда будешь видеть эти кошмарные сны, и твоя жизнь превратится просто в кошмар. И потому, значит, лучше всего, когда мы видим эти сны, будь они хорошие или плохие, это оставить на Всевышнего Аллаха и сделать намерение, иншаллах, самому лучшему, самому хорошему. Каждый раз, когда братья обращались к отцу и просили: отпустите вместе с ними Юсуфа, а отец не отпускал, ни на шаг от себя Юсуфа не отпускал. И порой даже он говорил: я боюсь, что вдруг его волки съедят. Но тогда братья пошли на хитрость. Они увлеченно начали играть, увлекая его в игру, и Юсуфу это настолько понравилось. И тогда братья сказали: а это разве игра? Видел бы ты, какие игры мы играем, будучи в поле. И тогда уже Юсуф, алейхиссалам, сам подошел к Якубу, алейхиссалам, и сам попросил отпустить его вместе с братьями. А просьбе Юсуфа, алейхиссалам, отец не мог отказать. Он его отпустил, но они не успели еще, как говорится, перейти порог, как очень сильно сожалел об этом Якуб, алейхиссалам. Как только они прибыли в лес, братья окружили Юсуфа и начали жестоко избивать его. Юсуф никак не мог понять, что же за такая грубая игра. Но в конце-то концов понял, что это не игра. Каждому из братьев он умолял, обращался за просьбой, просил защиты, но каждый только добавлял, избивал его. Юсуф, алейхиссалам, никак не мог понять, за что родные братья, которые никогда голос на него не повышали, вдруг начали его так жестоко избивать.
Поняв, что серьезность намерений братьев, Юсуф начал их умолять, просить: хотя бы оставьте рубашку на моем теле, чтобы она прикрывала мое тело, и чтобы она послужила саваном для моего тела. Тогда братья, наоборот, сняли с него эту рубашку и начали жестоко его избивать. Юсуф умолял, просил хотя бы глоток воды, но нет, ни один из них не оказал такой милости. В конце концов, один из братьев предложил, сказал, что он уже не жилец, давайте, говорит, бросим его в колодец. Неподалеку от этого места был колодец, еще вырытый со времен Сама, один из сыновей Нуха, алейхиссалам. И это был очень глубокий колодец, говорят, до 200 локтей доходила глубина этого колодца. И они решили бросить его в колодец. Когда они бросили его в колодец, ангел Джабраиль, алейхиссалам, проявил поспешность. Он подхватил Юсуфа, алейхиссалам, и посадил его на камень, который выступал из воды, и надел на него рубашку из рая, и сделал ему эту воду сладкой, и чтобы он мог утолить не только жажду, но и голод. Так Аллах Всевышний бережет тех любимых своих рабов. А что же касается братьев, они зарезали одного ягненка, измазали ее кровью, рубашку Юсуфа, алейхиссалам, поймали одного волка и, притворяясь, будто бы они плачут, встали перед отцом и сказали ему: вот мы увлеклись игрой, за это время этот волк съел Юсуфа. Обратите внимание, практически получилось, высказывая вслух свое опасение, Якуб, алейхиссалам, как бы подсказал братьям, как именно поступить. Якуб, алейхиссалам, говорил всегда сыновьям: я боюсь, друг его съедят волки. И отсюда, наверное, можно извлечь определенный урок, что свои опасения нам не рекомендуют вслух высказывать, ибо те, которые хотят нам вреда, в первую очередь это сатана, да, постарается, чтобы превратить его в действительность. И вот Якуб, алейхиссалам, естественно, очень переживал, он плакал, но при этом он обратил внимание на то, что рубашка совершенно целая, и нету ни одной царапины, ни одного поврежденного места, и вся в крови. И возникло у него сомнение, как же мог тогда съесть волк его сына Юсуфа, алейхиссалам, так, чтобы не повредив рубашку. Тогда он попросил оставить его наедине с волком, а когда же сыновья ушли, он обратился к Всевышнему Аллаху и попросил Всевышнего Аллаха: позволь, сделай так, чтобы волк мог ответить на мои вопросы. И первый вопрос, который он задал волку, это было: ты съел моего сына? Обратите внимание, волк отвечает: нам, животным, кровь и мясо пророков недозволено, запретно. И мы с вами в последующем увидим самое дорогое и самое разумное из всех творений. Человек, сколько же пророков убивал, даже говорят, значит, тысячи пророков общей сложности были убиты именно не животными, не хищниками, а человеком, человечеством. Второй вопрос, который Якуб, алейхиссалам, задал, это было: а что же тогда стало с моим сыном? И обратите внимание, волк отвечает: мы и не из тех, кто распространяет сплетни по земле. Якуб, алейхиссалам, понял, что что-то такое случилось с его сыном, но что не мог понять,
Он очень много плакал, переживал и в конце-то концов ослеп. Теперь вернемся к Юсуфу, алейхиссалам. Братья на следующий день навестили Юсуфа, хотели убедиться в том, что он мертв. Они подошли к колодцу и позвали Юсуфа. А ведь он же никогда в своей жизни не слышал даже грубого слова со стороны своих братьев. И когда они позвали, он подумал, они, наверное, пожалели о том, что они сделали, и потому пришли за ним, и отозвался на зов. Поняв, что Юсуф жив, они начали его закидывать камнями. Но тут старший из братьев, Ягуза, заступился и говорит: если вы будете это делать, я все расскажу, как было отцу. И вот это как раз, конечно, и спасло Юсуфа, алейхиссалам. Братья ушли. Через несколько дней пришел этот старший из братьев Ягуза, подумал, что если Юсуф жив, возьму немножко ему пропитания и загляну сам. Когда же он приблизился к колодцу, он увидел, что неподалеку от этого колодца расположился торговый караван, который следовал в Египет. И кто-то из этих караванщиков подошел к колодцу и бросил ковш, чтобы набрать воды. И в то время, когда он поднял этот ковш, представьте себе, вся вот эта земля Канаана, говорят, она так осветилась, как будто выглянуло солнце из колодца. Этот человек был просто поражен красотой Юсуфа, ибо он никогда в своей жизни не увидел, не мог увидеть такого красивого ребенка, такого красивого мальчика. Этот караванщик, конечно, не сказал, что он нашел этого Юсуфа в колодце, ибо могли и другие претендовать. Он сказал, что этого мальчика приобрел. И они забрали с собой этого мальчика и отправились в путь. А Ягуза же, увидев все это, поспешил к своим братьям, поставил их известность, и они догнали этот караван и потребовали от них, остановили их и сказали: вы украли нашего беглого раба. Караванщики предложили им: если это ваш беглый раб, тогда продайте же нам его. И братья продали Юсуфа, алейхиссалам, в рабство за бесценок. В этой связи существует такое предание. Говорят, однажды в детстве Юсуф, алейхиссалам, увидел свое изображение в зеркале, он посмотрел и подумал: как я красив. Если, наверное, я был бы рабом, меня, наверное, очень дорого продали бы. И вот Аллах сделал так, что он как бы вот какое-то мгновение попал в состояние вот этого самолюбия. Для чего? Вот для того, чтобы мы с вами из этого извлекали урок. И вот из-за того, что вот так вот в детстве он подумал, и Всевышний Аллах сделал так, что его продали в рабство, но продали за бесценок. И вот так Юсуф, алейхиссалам, оказался в рабстве. Тот человек, который приобрел Юсуфа, он прекрасно знал цену Юсуфу, и потому, как только прибыл в Египет, он надел на него нормальную одежду, привел на рынок рабов и продал его по своему собственному весу. По своему собственному весу. И за него заплатили и золотом, и деньгами, и тканью, другими товарами, благовониями и так далее, и так далее. То есть в то время самым ходовым товаром, расплатились и приобрели Юсуфа. Юсуфа приобрел первый визирь Египта, его звали Азиз, и вот он приобрел Юсуфа, алейхиссалам. У Азиза жену звали Зулейха, и у них не было детей. И вот они, намеревались из Юсуфа, алейхиссалам, сделать домработника и так далее.
По мере того, как Юсуф взрослел, его красота становилась все совершеннее и совершеннее. И вот тогда, когда он возмужал, когда он вырос, и впоследствии получилось, что Зулейха безумно влюбилась в Юсуфа. И вот она практически не давала ему прохода. Каждый раз, значит, она приставала к нему, и даже были такие случаи. Однажды его прижала она к стене и сказала, что вот на этот раз ты от меня не уйдешь. В этот момент Азиза в доме не было. В этом доме был, говорит, только маленький ребенок, которому было всего 7 дней от роду. Это был ребенок тети Зулейхи. В этот момент, говорят, существует версия первая, между Зулейхой и Юсуфом, говорит, появилось изображение его отца, что дало ему дополнительные силы, или же другая версия говорит о том, что, значит, между ними появился ангел Джабраил, который сказал, что еще одно движение, ты будешь лишен пророчества. И вот это дало, говорит, Юсуфу силы. Ему удалось вырваться из рук Зулейхи. Убегая, она схватила его рубашку сзади, и в результате рубашка порвалась. И в этот момент зашел Азиз, и Зулейха обращается к нему и говорит: «О, как хорошо, что ты вовремя пришел, вот Юсуф ко мне приставал». По воле Всевышнего Аллаха этот 7-дневный ребенок заговорил, обращаясь к Азизу, и сказал: «О, Азиз, если порвана рубашка спереди, виноват Юсуф. Если же порвана рубашка сзади, то виновата ваша супруга». Азиз понял, что вины Юсуфа нет. Но тем не менее слухи о том, что как так могла Зулейха влюбиться в своего раба, а эти слухи распространились по всему дворцу. Фактически, представьте себе, что значит, это считалось позором. Раб ведь не обладал никакими человеческими правами. Даже положение раба порой было намного хуже положения животного. И потому влюбляться раба, это считалось позором. И вот тогда Зулейха решила проучить этих женщин, дворцовых женщин, которые распространяли эти слухи, сплетни о ней. Она собрала 40 дворцовых женщин. Ну, дворцовых это означает, что жены там министров и так далее. Ну, скажем, сейчас в нашем понимании это кремлевских женщин, да? Вот 40 этих женщин она пригласила и пошла на хитрость. Она дала им заточенные ножи, дала им лимон и говорит, то есть как бы этикет приветствия, лучшего приветствия, да, по-видимому, египтян было, ты когда приветствуешь человека, что долькой лимона угостить того человека, который тебя приветствует. И вот он говорит, что когда к вам подойдет Юсуф, вы каждый из вас постарайтесь угостить его долькой лимона. А сама же надела на Юсуфа очень красивую одежду, надела на него корону и завела в зал. Юсуф подходил к каждой из них и приветствовал каждую отдельности, и они, вместо того, чтобы протягивать ему дольку лимона, они вырезали свои пальчики, протягивали ему свои пальчики, и при этом абсолютно не чувствовали боли. Когда же все это свершилось, Зулейха, вывела Юсуфа, алейхиссалам, обратилась к женщинам и сказала: «А теперь посмотрите на ваши руки. Что с вами стало? Вы всего лишь один раз его увидели, и посмотрите, что с вами стало. А каково мне, которая постоянно, каждый день вижу его в своем доме». Зулейха поставила условие перед Юсуфом, алейхиссалам, говорит: либо ты выполнишь мое желание, либо ты сгниешь в тюрьме.
И обратите внимание, дорогие друзья, особенно вот хочу обратить внимание мальчиков, молодежи нашей. Обратите внимание, даже поставив такое условие, Юсуф, алейхиссалам, выбрал тюрьму. Он выбрал тюрьму, нежели чем совершить харам, недозволенное, запретное. Ничем не повинную Юсуфа посадили в тюрьму. Следующий как раз вопрос у нас. Тюремная жизнь Юсуфа, алейхиссалам. Дай Аллах нам разума, да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Иншаллах, в следующий раз мы с вами завершим историю Юсуфа, алейхиссалам, и продолжим. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллахи раббил аламин, ассалату вассаламу ала сайидина Мухаммадин ва аля али ва асхаби аджмайн. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Тюремная жизнь Юсуфа, алейхиссалам. Юсуф, алейхиссалам, среди тюремщиков также пользовался авторитетом. Он их наставлял, он рассказывал им истории, рассказывал истории среди предыдущих пророков, рассказывал историю своих предков, Ибрахима, алейхиссалам. И именно находясь в тюрьме, Юсуф, алейхиссалам, получил пророчество. Джабраиль, алейхиссалам, принес ему жемчуг из рая, и он проглотил этот жемчуг, и этот жемчуг было именно умение и знание толковать сны. И вот в качестве знамения, подтверждающего, что действительно Юсуф является пророком, и посланником Всевышнего Аллаха, было именно то, что он умел умение и знание толковать сны. И вот вместе с ним сидели в тюрьме бывшие служащие фараона. Тогда Египтом правил фараон по имени Раян. Кто-то из соседних царств, по-моему, Йемен, хотел отравить этого Раяна, царя, то есть фараона Египта, и подкупил кого-то из его служащих, то ли повара, то ли официанта. И раньше времени началась между ними дележ, и в конце концов их обоих разоблачили и обоих посадили в тюрьму. До выяснения обстоятельств и так далее. И вот один из них, официант, увидел сон, и во сне ему приснилось там что-то, и он рассказывает Юсуфу, алейхиссалам, свой сон. Юсуф, алейхиссалам, ему говорит, что вскоре тебя освободят и восстановят тебя на прежнюю работу, будешь пользоваться так же, каким раньше ты пользовался доверием и уважением у фараона. А это не понравилось этому повару, как это его освободят, а меня нет. И вот он пришел к Юсуфу, алейхиссалам, и рассказывает выдуманный сон. Я, говорит, видел там во сне какая-то лепешка на моей голове, и птицы, говорит, клевали эту лепешку на моей голове. Юсуф, алейхиссалам, ему сказал, что да, тебя тоже освободят скоро, но отрежут тебе голову, и голову твою повесят, говорит, на кол, и птицы будут клевать твои мозги. Тот, естественно, испугался, начал уже оправдывать, говорить, что это я выдумал. А Юсуф, алейхиссалам, говорит, а теперь уже это не имеет абсолютно никакого значения. Именно так оно и будет. Так и случилось. Вскоре официанта освободили, восстановили на прежней работе, а установили, что виновным оказался этот повар, и его казнили. Так, как Юсуф, алейхиссалам, сказал, так и получилась его жизнь. Когда этого официанта отпускали, Юсуф, алейхиссалам, обратился к нему и сказал одно слово, 7 букв. Узкурни. Напомни обо мне. Напомни кому? Фараону. О том, что он без всякой вины сидит в тюрьме уже много-много лет. И вот Всевышний Аллах сделал так, что именно 7 букв в этом слове и 7 лет
этот человек, этот официант, совершенно начисто забыл о Юсуфе. С тех пор прошло 7 лет. Вот этот Раян, фараон Египта, однажды увидел сон. Во сне ему приснилось, что из реки Нил выходит 7 тучных, упитанных коров и пасутся рядом там лужайки. Тут же вслед за ним выходит 7 тощих, голодных, таких еще 7 коров, и эти тощие съедают тех, и все исчезает. Также он увидел во сне, что 7 колосьев золотистого цвета, и появляется тут 7 колосьев зеленого цвета, переплетаются между собой и исчезают. Очевидно, что это какой-то серьезный очень сон. Даже а он собирает всех своих мудрецов, собирает всех своих ученых, толкователей, и ни один из них не может ему объяснить, что же это означает. Более того, на следующий день все начисто забыли, какой сон видел фараон. Все помнят, что было очень серьезное что-то, а что именно, уже не могут вспомнить. И вот в таком состоянии находится, и этот официант приносит ему там что-то кушать, кладет это все перед ним и рассказывает ему, как он, когда сидел в тюрьме, и вот там он увидел такой-то сон, и вот там был человек, который, и как он рассказал, так и получилось, свершилось, говорит. И вспомнил тут и говорит, кстати, он просил напомнить о нем, что он сидит без всякой вины. Ну, тут как бы появляется надежда фараона. Он говорит, ну-ка, беги, быстренько спроси этого человека, какой же я видел сон. Официант прибегает к Юсуфу, алейхиссалам, и спрашивает, а какой же сон видел наш фараон? А Юсуф, алейхиссалам, рассказывает ему, напоминает о этих 7 коровах, о 7 колосьях. И тот радостный, вспомнил сам тоже сон, прибегает, рассказывает Раяну, а Раян говорит, быстро приведи этого человека ко мне. А когда же пришли за Юсуфом, Юсуф, алейхиссалам, сказал, ни шагу я не сделаю из этой тюрьмы, пока не установят причину, по какой, за что меня посадили в тюрьму и за что я столько времени проводил здесь. Конечно, тут же была создана, как говорится, государственная комиссия, правительственная комиссия, и занялись расследованием, вызвали всех этих дворцовых женщин, собрали всех, установили, что без всякой вины посадили Юсуфа, алейхиссалам, в тюрьму, Азиза уволили, лишили всех его титулов и так далее. Вскоре, говорит, он не выдержал и умер, а Зулейха, все, как бы также была лишена всех этих титулов, а в то время титул для человека это было все. Лучше было ему лишиться жизни, нежели чем этих титулов и званий. И вот тогда со всем почетом и уважением Юсуфа, алейхиссалам, привели во дворец. Как только пришел Юсуф во дворец, Раян у него спросил, ты откуда узнал о моем сне? Юсуф, алейхиссалам, ему сказал, что я пророк Аллаха, и перед приходом твоего человека ко мне пришел ангел Джабраиль, алейхиссалам, и он рассказал мне о том, какой сон ты видел. Тогда Раян спросил, а что же тогда мой сон означает? Юсуф, алейхиссалам, сказал, что в течение 7 лет в Египте будет урожайных лет, и нам надо будет готовиться, а следующие 7 лет будет голода, засухи, и мы будем жить только за счет того, что мы накопим. Что же тогда делать, как бы мысли вслух, сказал Раян. На что Юсуф, алейхиссалам, с оптимизмом сказал, надо заинтересовать каждого египтянина, чтобы он обрабатывал землю,
чтобы он сеял, посадил, надо скупать у них зерно, нужно строить зернохранилище, накопить это зерно и готовиться к этому годам засухи. Опять-таки, как бы мысли вслух, Раян сказал, так кому же мне это все поручить? И без ложной скромности Юсуф, алейхиссалам, сказал, поручи мне, я это сделаю. И вот из тюрьмы Юсуф, алейхиссалам, становится первым визиром, управляющим всеми делами Египта, на место уволенного Азиза. Юсуф, алейхиссалам, первый человек, который на земле начал искусственное орошение. Вот эти водяные мельницы, вот эти конструкции, с помощью которых, значит, используют вот это, да, для орошения, все эта система придумал Юсуф, алейхиссалам. Он заинтересовал каждого египтянина в обработке этих земель, и каждый сажал, и выгодно у них скупал это зерно. Построил огромное зернохранилище. И таким образом, столько он заготовил этого зерна, что все эти зернохранилища были переполнены. И вскоре наступили вот эти годы голода и засухи. Первую же ночь Раян начал кричать, я умираю, помогите же мне, накормите же меня, я умираю с голода. Юсуф, алейхиссалам, сразу же понял, что это такое, и тут же он, значит, сделал дуа, так бы провел по его, значит, животу, что помогло ему вынести вот эту боль, и предупредил, сказал, что начиная от Раяна и кончая самым последним расслужащим во дворце, им установил порцию, и больше этой порции ни одному человеку, ни одного грамма, чтобы не давали. Почему? Потому что, не дай Аллах нам испытать этого, голод – это не от того, что есть нечего. Вы же понимаете, что у Раяна так, что же там нечего было есть, поэтому он так кричал, звал. А дело в том, что, не дай Бог этого нам испытать, Аллах убирает организма способность насытиться. Это очень большая беда. И потому то, что мы сегодня, например, может там пару кусков хлеба есть и целый день, например, да, трудиться. А так получалось, что если даже ты буханку хлеба съешь, чувство сытости у тебя не наступало. Вот в чем была беда именно вот этого голода. И вот так справедливо начал править Юсуф, алейхиссалам, Египтом. В течение первого года египтяне вынуждены были приобретать зерно у Юсуфа, и при этом к концу первого года все драгоценности стали собственностью его. К концу второго года люди вынуждены были, значит, приносить все материальные, значит, ценности, за счет этого покупали зерно. К концу третьего года они вынуждены были, значит, за счет живости животных и так далее приобретать зерно. К концу четвертого года они уже продавали своих рабов. К концу пятого года продавали свои земли. К концу шестого года продавали своих детей, жен. И к концу седьмого года они вынуждены были продавать себя. Приходили к Юсуфу и говорили: спасите нас от голода. И вот так отдавали себя в рабство. И таким образом получилось, что к концу седьмого года Юсуф, алейхиссалам, он стал полновластным хозяином всего Египта. Все земли Египта принадлежали ему, все египтяне оказались в его рабстве, и все ценности, да, все оказалось в его состоянии. Он обратился к Раяну и сказал, спросил: ты доволен ли тем, как я правлю Египтом? Раян сказал: я очень доволен. Ты сделай то, что ты хочешь. Обратите внимание, во все времена в истории человечества человек всегда стремился к господству. Юсуф, алейхиссалам, в данном случае получил это господство. И на следующий день Юсуф, алейхиссалам, всем египтянам объявляет свободу.
Естественно, этот жест, на который способны только пророки. Рядовой обычный человек такое никогда не сделает. И потому и поэты, и певцы воспевали Юсуфа. Они восхищались щедростью, они восхищались великодушием Юсуфа, алейхиссалам. И вот они воспевали его. Однажды, возвращаясь к себе домой, одна старая слепая женщина вышла на дорогу и тоже воспела его. Ему эти слова показались настолько мудрыми и прекрасными. Он обратился к своему помощнику и сказал: поблагодарите эту старушку. И пошел дальше сам. А когда же этот слуга подошел к старушке, она сказала: мне никакой благодарности не нужно, а мне нужно встретиться и поговорить с Юсуфом. И, получив разрешение на это, привели эту же старушку к Юсуфу, алейхиссалам. И Юсуф обратился к этой старушке и спросил: что ты хочешь от меня? И эта старушка сказала: так быстро же ты меня забыл, Юсуф. Я Зулейха. Услышав это слово, это имя, Юсуф, алейхиссалам, вспомнил свои страдания, все те годы, проведенные в тюрьме, и как бы немножко жестко спросил: так где же твоя былая красота, где же твое богатство, где твоя молодость? На что Зулейха ответила: богатство мое забрал тот, который дал тебе богатство, а молодость мою и красоту мою я потеряла из-за любви к тебе. И Юсуф спросил: а что же ты теперь от меня хочешь? И вот Зулейха говорит: я отказалась от своих идолов, я приняла единобожие, и я пришла к тебе с надеждой на то, что ты выполнишь 3 моих желания. Ведь попроси Всевышнего Аллаха, чтобы Он исполнил 3 моих желаний. И вот теперь, какие же у тебя условия? Юсуф, алейхиссалам, обещал выполнить эти 3 условия. И Зулейха сказала: попросите Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах вернул мне мою молодость и мое зрение. Не задумываясь, Юсуф обратился к Всевышнему Аллаху, и прямо на глазах этой женщине вернулась ее молодость и зрение. «Что же ты хочешь еще?» – спросил Юсуф, ничего не подозревая. И 3 условие Зулейха сказала: а теперь женись на меня. Этого, естественно, Юсуф, алейхиссалам, не ожидал. Он оказался в растерянности, но в этот момент рядом с ним оказался ангел Джабраиль, алейхиссалам, который известил его о том, что в небесах благословляют их брак. И вот так как раз Юсуф, алейхиссалам, женился на Зулейхе, и весь Египет праздновал эту свадьбу. И вот здесь Юсуф, алейхиссалам, обратился к ней, Зулейхе, и говорит: вот видишь, говорит, то, что ты хотела получить недозволенным путем, теперь ты получила дозволенным путем. Поэтому, дорогие друзья, когда какому-то молодому человеку понравилась девушка, не нужно делать грехов, созерцая ее глазами или думая о ней там и так далее. Что же нужно делать? Нужно поспешить, пока другой не опередил, к ее родителям и посеять руки и жениться. И получить все это по дозволенным способам. Зулейха и Юсуф, можно сказать, на земле одной из самых счастливых пар. Всевышний Аллах сделал так, что в сердце Юсуфа, как в зеркале, отразилась любовь Зулейхи к Юсуфу.
И теперь уже Юсуф не мог ни на одну минуту без нее находиться. И вот так они любили друг друга, жили они счастливо. И Зулейха родила ему 4 детей. И после того, как умерла Зулейха, еще 40 лет прожил Юсуф, алейхиссалам, но он оказался однолюбом и больше ни на ком не женился. Голод, который распространился по всему Египту, распространился и в соседние государства. Естественно, все это дошло и до Якуба, и до семьи Якуба, алейхиссалам. Услышав о том, что в Египте можно приобрести зерно, Якуб сказал своим сыновьям, чтобы они подготовились к поездке в Египет за зерном. И они собрали кое-какие продукты питания, взяли немножко меда, взяли немножко зайтуна и отправились за зерном в Египет, чтобы променять на зерно. Как только 10 своих братьев прибыли в Египет, естественно, Юсуф их сразу же узнал. Но братья никогда и не могли предположить, что того мальчика, которого они продали давным-давно, как говорится, в рабство Египет, что он может оказаться управляющим Египта, правителем Египта. И в это время он оказал им прием, он расспрашивает их, откуда, кто такие. И они говорят о том, что вот у нас, говорит, было 12 братьев, один из братьев пропал, и с тех пор, как пропал Юсуф, отец ослеп. А вот самый младший из братьев, Биньямин, отец никуда от себя не отпускает, и он остался вместе с отцом. Ведь мать Юсуфа, Рахил, она родила самого младшего брата Юсуфа, это Биньямин, и говорят, после рождения этого Биньямина она умерла. Где-то через месяц, говорит, она умерла, и вот Юсуф и Биньямин остались сиротами без матери. И после потери Юсуфа Якуб, алейхиссалам, уже ни на шаг от себя не отпускал Биньямина. И вот вся любовь, которая была к Юсуфу, она перешла к любви к Биньямину. Юсуф очень хорошо их принял, дал каждому из них зерно и даже приказал своим управляющим тайком от них один из мешков спрятать немножко золота, чтобы они побыстрее могли вернуться. И сказал им: смотрите, вы обязательно приходите за зерном, но в следующий раз, если вы придете без младшего брата, но вы не получите ни одного зерна. Обязательно приведите своего младшего брата Биньямина. Когда же они прибыли домой, обратите внимание, сыновья обращаются к Якубу, алейхиссалам, и говорят: если бы правителем Египта был бы наш родной брат, лучшего приема нам не бы оказали бы. Так хорошо нас приняли, но сказал, что в следующий раз тоже приходите за зерном, но обязательно с Биньямином. А Якуб, алейхиссалам, об этом слышать не хотел. Вот после случая с Юсуфом он уже своим сыновьям не доверял. Голод заставляет человека многому изменять свои принципы. Действительно, последующие годы голод заставил Якуба, алейхиссалам, отказаться от этого своего принципа, и пришлось ему отпустить Биньямина. И к тому же братья, его сыновья, уверяли его, клялись именем Аллаха, что они не вернутся домой, если что случится с Биньямином, они привезут его в целости и сохранности. И кроме того, они говорили о том, что вот в мешках нашли это золото, и его тоже надо вернуть хозяевам. Тогда Якуб, алейхиссалам,
согласился отпустить Беньямина. Когда же на этот раз уже 11 братьев прибыли в Египет, Юсуф, алейхиссалам, очень обрадовался им. Он приказал накрыть каждому по 2 человека отдельные столы, и братьев посадил по 2 человека. А, естественно, Беньямин остался без пары. Он обратился к ним и сказал, что, вы знаете, мне как хозяину дома не к лицу оставлять гостя в одиночестве, и сам садился с ним за стол. А вечером Юсуф попросил отдельно по 2 человека, да, чтобы им приготовили комнаты. А опять-таки, точно под таким же девизом, попросил в комнате, где вот постелили, приготовили постель Беньямину, чтобы ему приготовили там же и постель. Юсуф, алейхиссалам, расспрашивал Беньямина, расспрашивал его об отце, расспрашивал о брате. И каждый раз, когда упоминало имя Юсуфа, Беньямин плакал. Тогда Юсуф обратился к нему и сказал: хотел бы ты, чтобы я, такой как я, у тебя был брат? Опять Беньямин плакал. Тогда Юсуф снимает свою корону, у них было потомственное родимое пятно в затылке, говорит, и показал, сказал, что я твой родной брат, и рассказал всю свою историю, все то, как поступили с ним их братья. Всю ночь они не спали, они плакали, смеялись, радовались. И тогда Юсуф предложил Беньямину остаться вместе с ним. Беньямин согласился, он сказал: сделай как хочешь, как ты хочешь, так и сделай. Я с этим согласен. На следующий день Юсуф, алейхиссалам, приказал всем дать зерно. И управляющему сказал, чтобы мерку, серебряную мерку, спрятал в мешке Беньямина. И тогда же, когда они выехали за город, охранники догнали их, остановили и сказали: это ли ваша благодарность? Вы так хорошо были приняты управляющим, а после вас мерка пропала. И тогда практически получилось, значит, что братья начали говорить о том, что мы сыновья пророка и потомки пророков, и мы такими вещами не занимаемся. Но тем не менее охранники начали проверять их мешки, а когда же очередь дошла до Беньямина, они остановились, сказали, что наверняка вы ошиблись. Мы ошиблись, но тут как бы братья хотели восстановить, как бы убедить, доказать, что все чисто. Сами взяли, высыпали содержимое мешка Беньямина. И тут как раз и выпал эту мерку. В этот момент подоспел Юсуф, алейхиссалам, и подоспевший Юсуф услышал следующие слова. Братья сказали: ах, эти сыновья Рахила, его брат Юсуф был вором. Оказался и он, Беньямин, тоже вор. Но тут Беньямин, уже уверенный, он говорит: ах, эти сыновья Рахила, что только им не пришлось вынести и из-за вас. Конечно, вот здесь слово, сказанное в адрес Юсуфа, это было больно слышать. Ведь мы же с вами знаем, что пророки не могут быть, да, не могут совершить грехи. Также они защищены даже от возможности совершения греховного. А что же тогда имели братья? Почему эти братья обвинили Юсуфа в воровстве? В детстве, когда Юсуф, алейхиссалам, остался без матери, тетя, то есть старшая сестра Якуба, брала Юсуфа на несколько дней к себе. Несколько дней он у него находился, а несколько дней находился у Якуба. И вот когда наступало время отдавать Юсуфа,
она не могла расстаться с ним и пошла на хитрость. Она надела на теле Юсупа такой потомственный вот это, там пояс, который они получили по династии, да? Вот это драгоценными камнями этот пояс надела на Юсупа и одела сверху одежду. А когда же Юсуп отвели в дом Якуба, алейхиссалам, заявила о пропаже пояса. В то время по шариату Якуба, алейхиссалам, если кто-то что-то воровал, он в течение года должен был находиться в рабстве хозяина краденой вещи. Смотрите, в данном случае есть вина Юсупа, алейхиссалам? Конечно же нет. И вот она объявила о пропаже пояса и потребовала, чтобы Юсуп, алейхиссалам, оставался у нее. И вот тогда, или в другой версии в этой связи говорится о том, что по материнской линии Юсупа, алейхиссалам, дедушка, оказывается, у него была такая-то икона, и тайком он брал вот эту икону и тайком поклонялся этому икону. Юсуп, алейхиссалам, в детстве же это заметил, будущий же пророк. Так задача, главная задача пророков наставлять людей, также бороться против этих икон, там, идолов и так далее. Он взял, говорит, разломал, то есть взял это у него, то есть если можно называть это воровством, взял его, говорит, разломал и выбросил. То есть, обратите внимание, естественно, Юсуфу, алейхиссалам, было больно слышать это все из его уст братьев. Тогда Юсуф, алейхиссалам, обратился к ним и говорит: вы, как поступает по шариату вашего отца с тем, кто что-то воровал? Они говорят, вот там в течение года вор попадает в рабство хозяина краденой вещи. Так разговор нет к вам. Вы соберите свое зерно, идите домой. А Беньямин же здесь останется год. Братья начали умолять, просить, плакать. Ни за что. Любой из нас, кого угодно и так далее. Но, в конце-то концов, Юсуф, алейхиссалам, видя их упорство, обращается к ним и говорит, берет в руки эту мерку, берет палочку и начинает по ней стучать. Естественно, издается определенный звук. Он говорит: а вы разве не знаете, эта мерка-то волшебная? А вы знаете, о чем говорит эта мерка? И вот этот звон продолжается. Эта мерка говорит о том-то, о том-то. И рассказал им историю, как они выманили брата, как они его окружили, начали жестоко избивать, как они поступили с ними, как продали его в рабство. Братья были ошеломлены. Они думали, неужели не может быть, чтобы это был Юсуф? И тут Юсуф, алейхиссалам, опять-таки снимает корону, показывает им затылок и говорит: неужто вы действительно меня не узнаете? Тут же братья бросились к нему и просили прощения. Простите нас. Обратите внимание, дорогие друзья, имея возможность материально, физически, как угодно и тогда, имея все права наказать, отомстить и так далее, Юсуф, алейхиссалам, проявляет великодушие и говорит: я вам прощаю, да простит вам Всевышний Аллах. Юсуф, алейхиссалам, тогда дает им как раз свою рубашку, которую ангел Джабраиль, алейхиссалам, принес ему, когда они бросили его в колодец, и говорит: поспешите же, говорит, отцу, обрадуйте его, и бросьте, накиньте эту рубашку на его голову, и вернется к нему зрение. И всех своих семей заберите, и все переезжайте в Египет. И вот братья поспешили домой, на перегонки. Каждый из них хотел первым обрадовать своего отца. И расстояние, которое преодолевали за несколько недель, преодолели за несколько дней. И когда же эту рубашку бросили на голову Якуба, алейхиссалам, ему вернулось зрение,
И первый вопрос, который задал Яков, обратите внимание, а какой он вере? И братья сказали, что он исповедует единобожие. Это религия, ислам, религия покорности, повиновения, подчинению воле Аллаха, которую исповедовали все пророки, начиная от Адама, алейхиссалам, и завершая нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Обратите внимание, дорогие друзья, тут же братья, то есть сыновья Якуба, обратились к отцу Якубу, алейхиссалам, и говорят: «О Аллах, о Отец наш, прости у Аллаха, чтобы Аллах нам простил наши грехи». Обратите внимание, ведь Якуб, пророк, алейхиссалам, не сказал им: «Вы что делаете ширк? Вы почему через меня просите у Всевышнего Аллаха? Нельзя так просить, вы просите прямо у Всевышнего Аллаха». Не сказал Якуб, алейхиссалам. И Якуб, алейхиссалам, сказал им: «Иншааллах, наступит пятничную ночь, и я после таджуд намаза, перед рассветом, попрошу Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах простил вам ваши грехи». Общей сложности вместе с Якубом, алейхиссалам, во главе с Якубом, Египет переехало 78 человек. Чтобы встречать отца Юсуфа, все египтяне вышли. Они по всему Египту как бы выстроились таким образом, с обоих сторон получился как бы человеческий коридор. С обоих сторон стояли эти колесницы и сами египтяне, а во главе этой колонны стоял Раян и Юсуф. А так встречали они отца Юсуфа. Конечно, эту встречу передать, рассказать невозможно, но скажу лишь одно. Как только встретились, Юсуф, алейхиссалам, первый вопрос, который задал он Якубу, алейхиссалам, было так: «Что же, отец, ты так много плакал, что ты ослеп? Вот мы бы с тобой, говорит, все равно на том свете встретились бы». Обратите внимание, Якуб, алейхиссалам, говорит: «Я ведь плакал не от того, что тебя потерял. Я ведь плакал. Вдруг ты поменяешь веру, и мы с тобой, и в вечной жизни больше с вами не встретимся». Обратите внимание, дорогие друзья, именно нам могло показаться, что как же так пророк плачет за то, что потерял сына, а ведь плакал, оказывается, он не от того, что он потерял Юсуфа, а от того, что боялся, вдруг он потеряет истинную веру. Посмотрите, как беспокоились даже пророки об этой вере. И как беспечно, как бы безответственно мы относимся к этой вере. Посмотрите, настолько сегодня родителей беспокоят, совершенно не беспокоят о том, какую веру исповедуют их дети. Как же так можно действительно, что нас не беспокоит то, что именно исповедуют наши родные, родственники, близкие люди? И потому наши мусульманские дети попадают в всевозможные эти секты, и они попадают в все эти течения, в том числе и экстремистские, и так далее, и так далее. Почему? Потому что вроде бы получается вот уникальная вещь. Тогда, когда кто-то из наших родных, близких, кто-то заболел или попал в какую-то аварию, весь Тухум собирается около этой больницы, около этой реанимационной там отделения и так далее. Это прекрасно, это очень хорошо. Но тогда, когда кто-то из наших родных и близких еще находится в забвении и не находится в вере, он находится вот такой беспечности, но почему же здесь мы совершенно не проявляем вот этой сплоченности, вот этой вот взаимной поддержки и взаимной выручки? А ведь из-за этого невежества может ведь так получиться, что мы
с теми нашими дорогими людьми, близкими нам людьми, в вечной жизни даже с вами больше не увидимся. Следующая история – это история Зулькифли. По поводу истории Зулькифли существует несколько версий. Согласно одной из них говорится следующее, что один из пророков, израильтян, обратился к Всевышнему Аллаху и попросил правителя из числа своего народа, израильтян, чтобы он уже, мол, старый, и на его место с преемником ему, чтобы из его же народа представили такого человека. И Всевышний Аллах дал этому пророку описание молодого человека, которого он может оставить на свое место своим преемником. А требования это были следующие. Этот человек должен каждый день днем соблюдать пост, а каждую ночь он должен проводить в богослужении. И третье условие, этот человек не должен ни за что, ни в каких условиях гневаться. Вот эти требования. Тогда, говорит, этот пророк собрал свой народ, обратился к этому своему народу и объявил им, вот кто из вас, значит, в состоянии выполнить эти требования? Все промолчали, один молодой человек поднял руку и сказал, что он может это делать. Пророк не обратил на него внимания, слишком молодой, и люди разошлись. В следующий день опять собрали израильтян, опять обратился он к своему народу, и опять тот же самый молодой человек только ответил, я могу. И тоже разошлись, не обратили на него внимания. И в третий день, также пророк собрал людей, и третий раз тоже тот же самый молодой человек сказал, что я могу. Тогда вызвали его и сказали, ты будешь с сегодняшнего дня моим преемником, будешь правителем. А ведь условия ведь серьезные, каждую ночь напролет, значит, ночь проводить богослужение, а каждый день соблюдать пост и ни в коем случае не гневаться. И вот этот молодой человек так и начал править. Видя, как он справляется с этим, а сатаны, значит, от этого становился все хуже и хуже. А он пытается каким-то образом, как бы он не находил, какой подход не искал к этому молодому человеку, никакой не получается. Вот тогда он решил так. У этого молодого человека, значит, было перед обедом несколько часов, которые он отдыхал. Только это время он отдыхал. И вот Иблис в облике мудреца, там какого-то старца, приходит к этому молодому человеку с какими-то вопросами именно в то время, когда молодой человек только должен был идти на отдых. И в один день фактически не дал ему отдохнуть. Задача же его что делать? Значит, вызвать гнев у этого молодого человека. Вывести из его состояния равновесия. Далее, следующий день тоже точно такое же время приходит. А уже прошло сутки, он не может отдохнуть. И второй раз также приходит именно то же самое время, якобы с каким-то вопросом, опять так-то, так-то, и, естественно, этот молодой человек не смог отдохнуть. Прошло это время, дальше он занят там вопросами правления и так далее. И этот раз тоже не смогли его вывести из спокойствия. И третий раз точно так же поступил. И вот так сколько бы сам не пытался, Иблису не удалось вывести его из равновесия, и потому его народ, его и назвали, говорят, Зулькифли, а выдержанный, выносливый и так далее. И вот одна из версий. Согласно другой версии, говорится о том, что один из сыновей Аюба, алейхиссалам, Башир, и это, говорит, он был как раз пророком. Его назвали Зулькифлем. Башир его звали.
По библейским источникам Бишир, так и называется. У них после смерти отца большая семья братья и сестры остались. И вот в соседнем государством правил царь, и он был из числа неверующих, то есть кафиров. И этот царь, узнав о прекрасной дочери Аюба, он попросил, ее руки у ее братьев. А они же, отказали ему, сказали, что мы не создаем, не выдаем свою сестру за кафира. Если хочешь жениться на нашей сестре, мол, прими единобожие, прими ислам. Но это как-то задело самолюбие этого царя, и вот он начал свои военные действия. Естественно, семья Аюба и его народ, они тоже сопротивлялись, защищались. И в конце концов так получилось, что Башир попал в плен. Взяли его в плен, но в результате переговоров удалось договориться о том, что они его отпустят, если эта сторона, то есть брат Аюба, то есть брат вот этого Башира, выплатит выкуп за Башира. И те договорились. Ночью брат Башира видит сон, и во сне ему говорит о том, что ты не плати ни одной копейки, этот царь примет единобожие. После такой договоренности на следующий день брат Башира заявляет о том, что не буду платить ни одной копейки, что хочешь, то и делай. Разгневанный этим царь приказал вырыть огромную яму, устроил в этой яме костер и бросил Башира в этот костер. И наблюдает, смотрит, все потухло, а с Башира тело на теле его ни одна волосинка не сгорела. Они вытащили его и говорят, ты, наверное, колдун, ты заколдовал, наверное. Нет, говорит, Башир рассказывает, алейхиссалам, историю своих предков, рассказывает историю Ибрахима, алейхиссалам. Вот моего предка, говорит, тоже Намруз бросал в огонь, и Аллах уберег, говорит, его тоже от огня. И также, говорит, Аллах уберег меня. Мы поклоняемся тому Аллаху, который так бережет своих рабов. И вот после всего этого, это настолько сильное воздействие произвело на этого царя, он принял единобожие, впоследствии женился на дочери Аюба, на сестре Башира, и вместе с Баширом, алейхиссалам, распространял единобожие, помогал ему во всем. И вот Башира, говорит, впоследствии назвали Зулькифлем. Вот такова история, такая короткая история и Зулькифль. Теперь мы переходим к следующей истории. История пророка Шуайба, алейхиссалам. У Ибрахима, алейхиссалам, вот чтобы завершить историю целиком полностью авраамического периода, Ибрахим, алейхиссалам, было потомство, и еще одного сына его, говорят, звали Мадьян, и именем этого Мадьяна так и получило название потомство его Мадьяни, так и называется, и местность, в котором обживали эти люди, также называется земля Мадьян. И вот на этой земле жили люди, и один из этих людей, из Мадьян, просил все время Всевышнего Аллаха: «О Аллах, одари меня благочестивым сыном». Аллах ему дал сына, и он назвал его Ятрун. А впоследствии люди начали его называть Шуайб. И то, что люди начали его называть Шуайбом, говорят о том, что именно то, что отец просил благочестивого сына, именно вот доказательство того, что, мол, именно этот сын и есть тот самый благочестивый сын,
И поэтому, говорит, прижилось к нему это имя Шуайб, и он нам известен в истории и в коранических источниках, как Шуайб, алейхиссалам. В библейских источниках его называют Иофор. Иофор. Мадьяне, сами по себе эти люди в основном занимались торговлей. Эти люди фактически впервые в истории человечества придумали обман при купле и продаже. То есть они делали так, у них были специальные мерки, по которым они покупали себе товар, они были, наоборот, увеличены, а были мерки, по которым они продавали товар, они же были, наоборот, укорочены. И таким образом, фактически, они считали порядки вещей обман при купле и продаже. И таким образом, фактически, получается, что обман торговли впервые среди человечества именно начали эти мадьяне. Шуайб же, алейхиссалам, ему после смерти отца в наследство достались определенное количество овец. Он пас этих овец, и в этих делах нигде никаких общественной жизни своего народа не принимал никакого участия. Однажды к нему обратился один человек, он говорит: я гость, приехал из соседнего государства, говорит, прибыл сюда, чтобы купить зерно. Я купил, говорит, вот 100 мерок, а оказалось в действительности только 80. Вот так, говорит, меня обманули, говорит, эти люди. Я тебя прошу, говорит, подключись, говорит, обратись, объясни этим людям, что нельзя так обманывать. Шуайб, алейхиссалам, тогда обратился к своим землякам и наставлял, говорил им о том, что нельзя, это очень большой харам, что не будет никакого бараката в ваших деяниях, в ваших поступках, и в вашей прибыли никогда не будет бараката. И в это время как раз рядом с ним оказался незнакомый человек. И он обратился: кто ты? Это был Джабраиль, алейхиссалам. И этот Джабраиль, алейхиссалам, известил Шуайба, алейхиссалам, в том, что он получает пророческую миссию, чтобы призвать этот народ к единобожию, и чтобы он наставил их на путь истины, чтобы, самое главное, эти люди оставили вот этот обман при купле и продаже. После чего Шуайб начал наставлять этих людей, говорил им, рассказывал им о том, что без всякого сомнения, что наступит наказание Всевышнего Аллаха, но они же ему в лицо смеялись и даже говорили о том, как же можно по-другому, это же есть правило торговли. Как можно, говорит, по-другому торговать? Правило торговли, говорит, это как можно больше обдурить покупателя и как тем самым, как можно больше, говорит, получить прибыли. Мадьяне поклонялись своим идолам, у них были своих идолов, каменных идолов. И тогда, когда Шуайб, алейхиссалам, обратился к этим людям, все эти их цари предлагали Шуайбу: ты возьми, если тебе нужно богатство, мы будем тебе давать богатство. Если тебе нужна какая-то должность, мы будем тебе давать этой должности. Но Шуайб отказывался от всего, он говорил: миссия моя, задача моя заключается в том, чтобы вы оставили это пагубное для вас же действие, обман, обсчет покупателя, и чтобы вы, вернулись к единобожию. Но ни в какую тогда эти мадьяне перед ним поставили условия. Чем ты докажешь, говорит, что ты посланник? Пусть, говорит, наши идолы подтвердят, что ты являешься посланником Аллаха. И обратите внимание, тогда Шуайб, алейхиссалам, обратился к их идолам
и спрашивает: скажите, кто я? И тогда это идолы, каменные их статуи заговорили и сказали: ты посланник нашего Господа, Творца, Создателя всего сущего. Ты его посланник. Но мадьяне не выполнили условия, которые говорили, что если подтвердят наши боги, что ты посланник Аллаха, что мы последуем за тобой. И тогда Аллах послал на них наказание, и вот тут появились мухи, от укуса которых люди умирали. Муха цице, и люди прятались, убегали, но Шуайб же шел следом за ним и говорил: раскайтесь, сделайте таубу, примите единобожие, оставьте свои эти действия, поступки, неугодные Аллаху. А они же продолжали говорить: ни за что, никогда. Тогда, говорит Всевышний Аллах, послал на них, послал такой горячий поток воздуха, как туман такой появился, но этот туман был очень горячий такой воздух, и когда люди дышали, в буквальном смысле заживо прожигали их легкие. Но те люди, которые последовали за Шуайбом, алейхиссалам, они за всем этим наблюдали, как за спектаклем, они абсолютно никакого вреда от этого не получили, а те же, которые противостояли Шуайбу и не следовали, не оставляли вот этих своих дурных поступков, они же были уничтожены. Дорогие друзья, посмотрите, сегодня, когда мы идем в магазин или когда мы идем на рынок, действительно создается такое впечатление, как пишет Саид Афанди в своей книжке «История пророков», «Кисасуль Анбия», такое, говорит, впечатление, как будто мадьяне переехали в Дагестан. Какие ухищрения люди не делают? Какие-то магнитики, какие-то, там расстроенные эти весы и так далее, и так далее. И при том, а что обидно, эти люди, которые называют себя мусульманами, из своих же мусульман смотрят своему брату, своей сестре нагло в лицо и тем самым обманывают его, обсчитывают его. Порой не будем говорить об количестве. Вы обратите внимание, торговец – это, говорит, человек, который находится на войне, человек, который находится на джихаде. А именно, это человек, который, вот представьте себе, край пропасти, и по краю пропасти человек, который идет прямо по краю этой пропасти. Если он обсчитает своего покупателя, хоть на грамм, он шаг сделал в ту сторону пропасти. И что же тогда получается? Из-за этого 1 грамма, или, может быть, из-за 1 рубля, весь прибыль его, миллион его, да, пусть будет его прибыль, весь этот миллион для него становится харамом. А если же он сделает шаг чуть-чуть, ведь кто же из нас, когда мы идем по краю этой пропасти, кто из вас может пройти прямо по этой пропасти, как она доходит? Тогда, когда вот этой пропасти, там не видно глубины. Есть ли у вас таких смельчаков? Нет уже. И никогда ни один человек, разумный человек по такой краю пропасти не будет идти. Он будет отходить от этой пропасти чуть дальше, а вдруг обвалится, вдруг упадет, вдруг что-нибудь случится. Так ведь получается в жизни нашей. И поэтому и разумному человеку стоило бы сегодня, например, хотя бы чуть-чуть, скажем, пусть будет этот грамм перевес, нежели чем, чтобы это было недовес. Вдруг весы там, может быть, по каким-то техническим причинам, лишь бы не получилось недовес, а наоборот, чтобы было перевес, разумный человек отойдет чуть-чуть от этой пропасти. А ведь этот лишний грамм или лишний рубль, который попал к покупателю,
она же сделает на него как садака. А садака что такое? Как Аллах возвеличивает этот садака? Как садака является именно тем щитом, который ограждает человека от огня ада, от всех бедствий, от болезней, от страданий этой жизни. Что нас может защитить, кроме как садака наш? Вы же помните, слышали, наверное, такую историю, когда однажды одна женщина пришла, то есть привели в дом пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в качестве служанки, когда ее привели, и тут же приходит Джабраиль, алейхиссалам, говорит, что эта женщина, та, которая предназначена для огня, и она не может находиться в доме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И тогда, поблагодарив эту женщину, дали ей несколько фиников и отправляют домой. И по дороге к ней приходит этот попрошайка, и она долькой, частью финика угостила эту попрошайку. И тут же приходит Джабраиль, алейхиссалам, пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: верните эту женщину, она уже защищена от огня ада. Посмотрите же, долька даже финика, как этого человека может защитить. А сколько таких долек мы могли бы оставить покупателю, этот продавец, и сколько благодати этот человек получил бы, и не только себе, да своему потомству, своим родным и своим близким. Или же другая история. Говорят, во времена Сулеймана, алейхиссалам, одна птица обращалась к пророку Сулейману, алейхиссалам, и говорит, что один человек, говорит, все время приходит, забирает, говорит, мои яйца, и мне не дает выполнить свой долг перед Всевышним Аллахом, оставить вырастет потомство. И Сулейман, алейхиссалам, говорит, этого человека, значит, сделал ему насихат, попросил, чтобы оставил все это дело. И в следующий раз, и Сулейман, алейхиссалам, птице говорит: все, теперь иди, делай свое дело. Опять после приходит с жалобой эта птица Сулейману, алейхиссалам, ведь Сулейман, алейхиссалам, знал языки, и даже из животных, животные к нему обращались за справедливостью, когда их обижали люди. Тогда Сулейман, алейхиссалам, приказывает своим джиннам, джинны были ему подчинены, говорит: идите, говорит, сделайте так, чтобы этот человек упал, и, значит, убейте этого человека, когда будет залезать очередной раз за этими яйцами туда, на дерево. А птице сказал: идите, делай свое дело. И через некоторое время опять эта птица появляется, и жалобой становится перед Сулейманом, алейхиссалам, и говорит: и опять этот человек забрал. Тут же Сулейман, алейхиссалам, приказывает: найдите этих джиннов, которые я отправлял с этим заданием. Не могут их найти. Искали по всему свету, нашли одного на востоке, другого на западе. В связанном виде. Привели их и спрашивают: что же случилось? Да вот, говорит, мы хотели выполнить твое веление, и тот момент, когда, говорит, этот человек залезал на дерево, мы хотели только подойти и сорвать его оттуда. Но в этот момент, говорит, пришли ангелы, связали нас и бросили, говорит, одного туда на запад, другого на восток. Тогда найдите этого человека, приведите, говорит, мне ко мне его. Привели этого человека и спрашивают: что ты этот день делал, говорит, когда выходил из дома? Да ничего, говорит, не сделал. Ну расскажи, говорит, что-нибудь, вспомни, говорит, что. Да вот проходил, говорит, и да, встретил одного попрошайку, говорит, и что-то он у меня попросил, по-моему, я чем-то его угостил, и он сказал, говорит, что да продли тебе Всевышний Аллах твою жизнь. Обратите же внимание, что из себя представляет эта садака. Этот грамм или этот часть яблоки, который вот этот человек, вы представьте себе, этот человек, продавец, он не знает, что делать, яблоко пополам, что ли, отрезать. Но нет, не бывает случая, редко он как будто свое сердце отрывает, отдает это яблоко. Значит, думая, как будто он там, понимаешь, свое состояние отдает. Поэтому, дорогие друзья, ведь должно быть понятно человеку, что
Если, например, этот костюм мой стоит, скажем, условно 100 рублей, и в этом 100 рублей рубль мой, который добыт нечестным путем, именно вот за счет обсчета, скажем, или же пусть будет она в виде взятки получена, или она может быть получена за счет продажи там водки, ну, недозволенного Всевышним Аллахом, запретного, то какое бы я деяние не совершил, какое бы нам поклонение я не совершил, это же человек должен понимать, что это Аллах не принимает такое. Но, к глубокому сожалению, порой ты видишь человека и с четками в руках, и с тюбетейкой на голове, и прямо в хиджабе мусульманском. И вот они, по-видимому, не знают историю Мадьян. Дай Аллах, чтобы наш народ Аллах наставил на путь истины. Дай Аллах, чтобы каждый из нас осознал вот эту историю и извлек историю из всех этих предыдущих пророков и предыдущих народов. Ведь я еще раз подчеркиваю, эта история пророков, это не просто сборник хабаров. И Аллах Всевышний, обращаясь к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: я рассказываю, говорит, этой истории тебе для того, чтобы укрепить иман в сердцах людей. И рассказываю эти истории, говорит, для того, чтобы разумные могли извлекать оттуда уроки, и чтобы мы с вами не могли повторять ошибки предыдущих народов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тема сегодняшней у нас лекции – это история рождения пророка Муса, алейхиссалам, Моисей по Библии. С тех пор, как умер Юсуф, алейхиссалам, прошло уже почти 500 лет. Среди израильтян жил человек по имени Дакуз. Этот человек, он работал пастухом, прожил достаточно долгую жизнь, около 170 лет, но у этого человека не было потомства. Но он никак не мог смириться с тем, что Аллах Всевышний не дал ему потомства. Даже животным он ревновал, завидовал им. Когда увидит кто-то какой-то со своим потомством, он завидовал и говорил: вот видите, ему даже Господь дал, а мне не дал. Однажды даже получилось так, что мимо него проходит корова с теленком, и вслед им смотрит он и говорит: даже этой твари, говорит, Аллах дал, говорит, потомство, а мне не дал. И тогда по воле Всевышнего Аллаха эта корова заговорила, повернулась в его сторону: да родится Дакуз у тебя мальчик, но он будет первым из человечества, который войдет в ад. Помните ситуацию, да? Когда этот ребенок плачет, умоляет: нет, нет, не хочу, вот только это. Да если вдруг аптекарь скажет: на, возьми, подавись. Не хотел, не получит, пожалуйста, получите. Дакуз не дожил до дня рождения этого ребенка, и мать его, то есть жена, родила этого мальчика ему после его смерти. Мать, старая женщина, с надеждой на то, что этот ребенок, этот единственный, который всю жизнь она ждала, и наконец-то она родила, и как бы вся надежда в этом ребенке, и она делала все возможное, чтобы его как-то воспитать, приучить к какому-то ремеслу. И дала ему имя Валид. Но сколько бы мать ни старалась,
мальчик в сознательной своей жизни ничего не делал из того, что ему говорила мать. Он говорил: не хочу. Что хочу, то и делаю. И потому даже его люди назвали хочушником. Значит, хаун. И с раннего детства привык, значит, научился пристрастился к азартным играм, и все, что можно было стащить из дома, брал, играл, проигрывал. Даже однажды получилось, что он проиграл даже одежду свою. Нечем себя было прикрывать, а от стыда перед этими людьми, знакомыми, вынужден был сбежать с этого места. И потому люди смеялись и говорили: фараон, сбежал хочушник. Оттуда как раз и название Фираун. Если бы Всевышний Аллах нам в Священном Писании не рассказал бы о том, что этого человека звали имя Валид по рождению, никто бы не знал бы. Он в истории нам, человечеству, известен под именем Фираун. Сбежал хочушник. Вот этого, значит, Валида, никто его не знает по имени Валид. И последующим мы с вами тоже будем его называть Фирауном, ибо он недостоин носить имя Валид. Сколько бы мать не старалась воспитать его, приучить его чему-либо, какому-либо ремеслу, это ей не удалось. Он с раннего детства воровал, грабил, дрался, ругался, попадал в тюрьмы и так далее. И вот такая вот жизнь у него проходила. Даже однажды ему счастье улыбнулось. Всевышний Аллах как бы представил ему возможность начинать все с новой страницы. Однажды ему удалось остановить взбесившего коня и тем самым спас одного очень состоятельного, богатого человека. У этого человека не было потомства, и он в знак благодарности за спасение в последующем как бы усыновил Фирауна. Сделал его управляющим своих дел. Вскоре после его смерти и он все свое состояние завещал Фирауну. И что же Фираун? Все до единой копейки, все это проиграл. В конце концов, Фираун установил пост у входа кладбища и начал брать налог с покойников. Для того, чтобы от имени, значит, фараона он требовал налог с покойника, и после только этого разрешали хоронить его. И так было до тех пор, пока не умерла дочь фараона. С нее тоже он от имени фараона взял, значит, с родственников налог. А это они рассказали фараону, сказали, что там от твоего имени человек собирает деньги. А фараон настолько разозлился, говорит: приведите ко мне его, я отрежу ему голову. Когда же привели, по-видимому, фараон освоил очень такую одну важную операцию вот в этого делового мира, то есть операцию деления. И он поделился деньгами, а фараон, по-видимому, очень любил тоже деньги, и он вместо того, чтобы наказать его, Фирауна, наоборот, приблизил его к себе. Приблизил против воли своих визиров. Ведь человек низшей касты, когда цари, правители приближают к себе, никогда это хорошим не кончало. Разрешил ему построить дворец поблизости со своим дворцом, даже назначил его впоследствии руководителем, начальником охраны. Однажды фараон увидел сон. Ему приснилось, что какой-то крокодил откусил ему голову.
И он в таком страшном таком состоянии выскакивает из своих покоев, выбегает по коридору, и в коридоре встречает этого фараона, и тот говорит: в чем твое беспокойство? Вот такой страшный, ужасный сон увидел, говорит. Завел его к себе, в свои покои, раздел его, отрубил голову, надел его одежду, кого мог спугнул, кого мог подкупил, и таким образом к власти Египта пришел фараон. Кафир. Как было предсказано Юсуфом, алейхиссалам, что придет к власти Египта кафир, и тогда нашему народу, говорит, станет очень плохо. Действительно, израильтянам стало очень плохо, их поработили, их эксплуатировали почти круглые сутки и платили им очень мало жалования. Положение в Египте самих животных, наверное, было намного лучше, чем положение израильтян в Египте. И вот так вот это все длилось до тех пор, значит, пока фараон не увидел сон. Фараон был следующим человеком за Намрузом, который провозгласил себя Богом. Но, в отличие от Намруза, фараон прекрасно знал, что он не является Богом. Намруз, что сколько бы его 40 лет били ему по голове, да, так и не догадался, не осознал, что он не является Богом. А вот в отличие от него, фараон это прекрасно понимал. Рассказывает такой случай. Однажды к фараону постучался Иблис. Фараон спрашивает: кто там? Заходит Иблис и говорит: какой ты Бог, если ты не знаешь, кто к тебе стучится? Ты меня раскусил. Да, действительно, не Бог я пойду сейчас народу, признам, значит, объясню с ним, прошу их прощения. Подожди, только вот этого пока не следует делать, говорит ему Иблис. Когда это надо будет тебе раскаяться перед народом, я тебе скажу. И вот в этой связи я хотел бы вам сказать следующее, дорогие друзья. Те, которые до сих пор еще намаз не делают, они знают, что существует Аллах, они знают, что нужно сделать намаз. И им точно так же, как этому фараону, Иблис говорит: подожди, чуть-чуть подожди, не время еще. Вот там сессию там, подождите, чуть-чуть закончится. Сейчас там зачеты надо, сейчас надо там контроль написать. Вот там вот летом, иншаллах, спокойно ты научишься и будешь делать намаз. А летом будет некогда, потом следующий. Ну вот сейчас до этого, что ли, женюсь, вот уж точно тогда буду делать, соблюдать. Выйду замуж, вот тогда точно буду молиться. И вот тут женится туда-сюда, пока медовые месяцы и так далее, не до намаза. И вот тут как раз рождаются дети. Вот тут подождите, сейчас не до этого. Нужно подождать, пока они подрастут. Подросли, вот они в школу пошли, потом уже в вуз пошли, надо поженить их. Да вот сейчас на пенсию пойду, иншаллах, буду все делать. И вот один прекрасный день, все, человек уходит из этой жизни, и этот Иблис протирает руки и говорит: еще один. Вот чтобы вот так не случилось, человек, который осознает, понимает, что ты самое лучшее, прекрасное творение Аллаха, ты окружен всеми Его благами, и самое ценное из них – жизнь твоя, возможность видеть, говорить, слышать. Все это Всевышний Аллах тебе дал. И как же тогда ты можешь отказаться от диалога с ними? В то время, когда именно этот диалог тебе именно нужен, ибо Аллах не нуждается в нашем поклонении. Фараон увидел сон, и во сне ему приснилось, что родится мальчик в семье израильтян,
который поставит конец его царствования. Перед этим несколько слов о том, о женитьбе Фирауна. Один из израильтяне, несмотря на то, что их порабощение, несмотря на то, что они находились в рабстве, несмотря на ущемленность их положения в Египте, они продолжали единобожие. Были среди них, которые исповедовали это единобожие. И один из таких праведных израильтян, он увидел во сне, что у него на спине выросло какое-то дерево, и на этом дереве появились прекрасные плоды, но черный ворон питается этими плодами. И ему толкователи снов объяснили, что, значит, у тебя, говорит, родится дочь, она будет очень богочестивая, но она попадет, говорит, в руки кафира и умрет из его рук. Так и случилось. У этого израильтянина в семье родилась дочь, дали ей имя Асият, и она была очень богочестивая, она была очень умна, она была прекрасна. И информация о том, что есть такая дочь, так и есть такая девушка, об этом информация дошла и до Фирауна, и он захотел жениться. Когда же он посылает своих сватов, родители наотрез отказались. Но Асият понимала, что если откажут Фирауну, он весь ее род уничтожит. Понимая, зная это, Асият согласилась выйти ему замуж и предложила, значит, что поставила при этом два условия. Первое, что разрешат ей исповедовать свою религию, а религию единобожия. Первое условие. И второе условие, что он не заставит ее поклоняться ему, Фирауну, как Богу. И вот с этими условиями Асият согласилась, вышла замуж. От первого брака, то ли жена у него первая умерла, то ли он развелся, у него была дочь, у Фирауна. И она была больна. У него была кожная болезнь, то ли проказа, то ли что-то. Ни один врач Египта, даже соседних государств, никто ничего не мог ей, ничем не могли ей помочь. И единственным утешением для нее было это обливать себя водой из реки Нил. И потому Фираун провел ветку по своему дворцу от реки Нил. И вот дочь его вместе со своими служанками целыми днями все время проводила в этой воде. Несмотря на то, что Фираун женился на Асият, обратите внимание, дорогие друзья, несмотря на совместную жизнь, Всевышний Аллах уберег Асият от этого Фирауна, и за всю свою вот эту супружескую жизнь даже рука его, говорит, не соприкасалась к телу Асият. Когда Фираун приходил к ней как к супруге, Аллах посылал к нему джинна в облике Асият. И вот так Аллах чистоту этой Асият сохранил от этого, значит, кафира, от этого Фирауна. Так Аллах бережет своих любимых рабов. И вот, узнав о том, что родится в семье израильтян мальчик, Фираун, как это и делал Намруз, установил очень жестокие такие порядки. Установил слежку за каждой семейной парой. И эти жандармы, и эти, значит, акушерки, они докладывали ему, по какому адресу, где родился мальчик. Тут же жандармы приходили, забирали этого мальчика. Если мальчик, резали его, если девочек, то оставляли. И вот представьте себе общие сложности,
Фараон, говорит, зарезал более 70 тысяч еврейских мальчиков. Вот теперь уже понятно, да, почему этот человек одним из первых войдет в ад. Но, к глубокому сожалению, сегодня так называемые религиоведы, даже иудейские, они говорят, что Бог Моисея, Яхве с Моисеем договорились, говорит, о том, что иудеи будут резать своих первенцев, своих мальчиков. Мол, как будто этих мальчиков резали сами иудеи. Значит, пожертвуя их ради, мол, Бога. Посмотрите, какую глупость. Вот посмотрите, как искажаются исторические факты, исторические события. В действительности же были зарезаны более 70 тысяч детей израильтян, и их резали по указу Фараона, опасаясь рождения Моисея Муса, алейхиссалам. В конце концов, египтяне сами начали возмущаться. Если, говорит, ты так будешь истреблять наших рабов, кто, говорит, на нас будет работать? И вот по требованию самих египтян Фараон вынужден был пойти на следующую уступку. Один год оставляли мальчиков, а следующий год уничтожали. И таким образом, тот год, когда оставляли детей, в семье Имрана родился Харун. А Аарон по Библии, алейхиссалам. А следующий же год, когда убивали уже детей, сыновей, следующий год родился Муса, алейхиссалам. Роды принимала акушерка, и она была из тех, все были акушерки людьми этого Фараона, и она собиралась доложить, но когда она приняла роды и взяла в руки Муса, алейхиссалам, и увидела на его лице пророческое сияние, и вот это изменило ее намерение. И она откровенно обратилась к матери и сказала: ты родила необычного мальчика. Я должна была об этом доложить, и я собиралась доложить об этом, но я это не сделаю. Я тебя прошу, сделай что-нибудь, чтобы сохранить его. Вот так сказала, и ушла она. А когда же она вышла из дома, и за каждой акушеркой тоже были эти сыщики, они выследили и сказали: ты зачем заходила в дом Имрана? Она сказала: они мои давние знакомые, и я просто в гости к ним ходила. Не поверили ей, и жандармы заходят в дом. И представьте себе состояние матери, которая видит, что заходят в дом те, которые унесут в жизнь только что родившегося самого дорогого существа, ее дитя. Она не осознает, что она делает. Она хватает этого ребенка, вместе с этими пеленками прямо бросает в горящую печь. Жандармы зашли, обыскали все везде, не оставили ничего, даже тряпки, положенные друг на друга, все обыскали. И когда они вышли, мать еще находилась в состоянии оцепенения. Она не осознавала тот поступок, который она совершила. Но очнулась она, услышав детский плач, и с ужасом бросилась к печке, вытащила оттуда своего ребенка, и по воле Всевышнего Аллаха даже пеленки, тряпки, в которые был завернут ребенок, даже эти тряпки не обуглились. Посмотрите,
сколько мы уже видим, как Аллах бережет своих рабов. Мать понимала, что оставлять ребенка в доме очень опасно. Соседи могли услышать плач, они могли донести. И потому она обратилась к плотнику. То ли это был просто знакомый, то ли это был просто сосед, то ли она просто своей по доброте души рассказала ему. Но факт, что этот плотник догадался, для чего мать, жена Имрана заказывает сундук, герметично закрытого сундука, сверху еще с отверстиями. Он выполнил заказ, но тут же пошел к жандармам. И хотел сказать, что в семье Имрана родился, по-моему, мальчик, но Аллах разве допустит такое? И язык его онемел. Он что-то пытался говорить, но его не понимали эти жандармы. Не понимая, что именно он хочет от них, они его избили и выгнали из участка. Тот приходит домой, все нормально, восстановилась речь, вернулась к нему, и он бежит заново обратно к жандармам и хочет рассказать что-то, но на этот раз Аллах лишил его не только языка, речи, но и зрения. И те от души его избили и выбросили из участка, так и не поняв, что он от них хочет. Придя домой, это был первым человеком, который понял, что ребенок, который родился в семье Имрана, это необычный ребенок. И потому, говорит, считает, что это первый человек, который увидел Моисея Муса, алейхиссалам, будущего пророка, и обратился к Всевышнему Аллаху и попросил: «О Аллах, прости меня ради этого ребенка, который родился в семье Имрана». И Аллах простил ему, и этот человек больше не стал докладывать об рождении этого ребенка. И вот мать Мусы, алейхиссалам, поместила этого ребенка, Мусу, алейхиссалам, в этот сундук, и, ночью выходит к реке Нил и обращается к Всевышнему Аллаху, говорит: «Это мой аманат, поручаю тебе, сохрани», и пускает по реке. И Всевышний Аллах сделал что? Именно что этот сундук с ребенком, и она попала в ту самую ветку, которая проходила по дворцу Фирауна. А это время как раз в реке, в этом канаве, этой ветке, дочка Фирауна вместе со своими подружками, они игрались, и она слышит плач. И на них прямо идет этот сундук. Когда же она открыла этот сундук, и как только ее кончики пальцев соприкасались с телом младенца, на ее глазах прошла ее болезнь. Вы представьте себе молодую цветущую девушку, которая не может ни одеться, ни выходить в люди, из-за той болячек, которыми полностью заполнено ее тело. И вот в таком состоянии она, и вдруг, как только этого младенца в руки брала, взяла, она тут же на ее глазах проходит вся ее болезнь. При этом она прижимает этого младенца к груди и бежит к Асият и говорит: смотри, смотри, кого я нашла, и посмотри, что со мной стало. Естественно, в доме Фирауна все радовались. Не было границы радости и счастья. Единственный Фираун насторожился. Фираун начал говорить: а вдруг это тот самый мальчик, которого я опасаюсь? Но Асия тут же заступилась и сказала: если даже это тот самый мальчик, ты же в любой момент успеешь его уничтожать. Ты посмотри, какое счастье, какую радость, какую благодать этот младенец принес в твой дом. И вот вы обратите внимание,
опасаясь рождения этого младенца, этого мальчика, Фараон уничтожил более 70 тысяч детей. И Всевышний Аллах сделал так, что этот младенец пришел в собственный дом Фараона. И не забывайте вы, что тот же Аллах, который вот это все так сделал, и сегодня, и вечно будет править миром. И посмотрите же, как выглядит сегодня вот промыслы или вот эти планы тех людей, которые якобы строят свои планы для разрушения ислама, для того, чтобы навредить исламу. Если бы они знали бы эту историю, может быть, это их остановило бы. Вот уже 7-й, 8-й день Муса, алейхиссалам, в доме Фараона. Но он ничего не ел. Сколько бы кормилец не приводили, и сколько бы они ни старались его накормить, а Муса, алейхиссалам, отворачивался от этих женщин, кормилец. И тут возникла проблема, что же дальше делать? И вот тут как раз приводит собственную мать Моисея, Муса, алейхиссалам, и тут же и Муса потянулся к ней, и от души с аппетитом, естественно, и принимается за еду. Фараон даже удивился. Он заподозрил что-то такое и спрашивает, откуда у тебя материнское молоко? И тут обратите внимание, мать Моисея, Муса, алейхиссалам, говорит, разве в Египте осталась какая-нибудь женщина, которая не пострадала от тебя? И Фараон подумал, наверное, у этой женщины тоже я зарезала мальчика. И Всевышний Аллах скрыл от него, что это жена Имрана, что это родная мать Мусы, алейхиссалам. Асият начала уговаривать, умолять, просить, оставайся во дворце и будь кормилицей. Вы же знаете, что ребенок, значит, должен, обязан, желательно накормить в течение 2 лет материнским молоком. А мать говорит, мне что, делать нечего? У меня дома семья, нет, я не могу здесь остаться. И тогда Асият уговаривает, умоляет ее, возьмите тогда нашего мальчика домой и кормите его в течение 2 лет. А вы посмотрите, собственный дом к собственной матери. Ведь все это регулирует Всевышний Аллах. Мусу, алейхиссалам, передали собственный дом к собственной матери, и в течение 2 лет он находился у собственной матери. И через 2 года она возвращает его в дом Фараона, и при этом за кормление своего собственного ребенка она получает деньги, получает ценные подарки от Асият. И вот так Всевышний Аллах устроил жизнь Мусы, алейхиссалам. Как только Муса, алейхиссалам, появился в доме Фараона, вот этих самых с детства он испытывал неприязнь к Фараону. А Фараон же уже без него никак не мог обходиться. Он всегда его нянчил, ласкал его и всегда брал его на руки, а когда он берет на руки его, Муса, алейхиссалам, дергает ему бороду. И однажды Фараон говорит, слушай, так дерзко со мной никто не поступал в моей жизни. Точно это, наверное, тот самый мальчик, которого я опасаюсь. Асият тут же заступилась и говорит, да ты что? Он же еще ничего не понимает. Фараон задумался. Ага, сейчас я проверю, понимает он или нет. И приказал слуге принеси, говорит, мне горящий уголек и финик на подносе. И поставили перед Муса, алейхиссалам. Он в 3-м году находился. Муса, алейхиссалам, финик увидел. Ему зачем уголек нужен? Он протянулся к финику. Тут же Джабраиль, алейхиссалам, взял, руку его перевел на горящий уголек. У него же уже инстинкт, запрограммировано все. Он хватает этот уголек и бросает в рот.
обжегся и начал плакать. Даже, говорит, из-за этого, когда он, значит, возрослел, даже немножко картавил. Асият говорит, вот видишь, я же тебе говорил, что он ничего не понимает. Да, действительно ничего не понимает. Подумал Фираун. Ну, маленькие некоторые эпизоды из его жизни, в детстве. Когда Муса, алейхиссалам, исполнилось 7 лет, он сидел на коленях Фирауна, а Фираун сидел в троне Египта. И его вот этот трон был украшен всевозможными этими идолами. И вдруг Фираун начал так гордо разглаживать вот эти идолы, которым украшен трон. Муса, алейхиссалам, разозлился, вскочил с его колени, развернул и ударил ногой. 7-летний ребенок ударил, и трон Египта развалился. Фираун упал, ударил носом об землю, разбил нос, потекла кровь. Все, кричит, стража, хватайте этого мальчика, это точно тот самый мальчик. Асият приходит и говорит, слушай, ты посмотри, 7-летний ребенок, развалил трон Египта. Ты представляешь, какой силач у тебя растет? Он вырастет, и он будет твоим охранником, он будет твоим телохранителем. Муса, этот Фираун, подумал, да, действительно. После этого прошли еще годы, еще один эпизод из жизни, тогда, когда Мусе, алейхиссалам, исполнилось 13 лет. Они сидели за обеденным столом, и тут принесли им жареного верблюжонка. Мусе, алейхиссалам, как-то стало им жалко. Он обращается к Всевышнему Аллаху и говорит, «Кумби изниля», «Стань именем Аллаха». И тут же со всеми этими спецами, со всеми этими, значит, с зеленью и так далее, этот ожил верблюжонок, встал, а Фираун настолько испугался, кричит, «Стража, хватайте его, точно это тот мальчик». А в то время в Египте самыми передовыми, самыми модными людьми считались колдуны, фокусники. Асият подходит и говорит, и в то время, значит, в Египте было более 700 этих фокусников всевозможных. И Асият спрашивает Фирауна, у тебя здесь, в Египте, есть такой фокусник, который может оживить жареного верблюжонка? А он говорит, нет. Да он же тебя на весь мир прославит. Да, действительно, подумал Фираун. И вот так каждый раз, когда Муса, алейхиссалам, произносил имя Фирауна, он всегда вслед за этим посылал проклятие ему. Ла'ан Аллах. Будь он проклят. А люди же не знают, что это не его сын. А люди же думают, что это Муса, алейхиссалам, сын этого Фирауна. И потому люди удивлялись, как это сын проклинает своего отца. И прибегали к Фирауну, рассказывали ему, вот так. И Всевышний Аллах делал так, что вот это состояние, вот этот момент, Фираун приходил в состояние ярости, и этого человека либо убивал, либо калечил. И люди, когда слышали, что Муса отправляет проклятие в адрес Фирауна, они боялись, не знали, что делать. Пойти опасно доложить. И вот никого в таком неведении находились. А что же касается Муса, алейхиссалам, он старался как можно больше встречаться со своим народом и слушал их, утешал их и рассказывал, говорил с ними. А потом, когда ему исполнилось 23 года, однажды он шел по дворцу и услышал зов о помощи. Когда же он подошел, одного молодого израильтянина избивал египтянин. Он просто подошел и хотел просто разнять их,
взял рукой, не ударил, просто оттолкнул этого египтянина. Он упал и скончался на месте. Это же увидел израильтянин, увидел, что не ударил он. И увидев это, он сильно испугался и тоже сбежал. И по всему дворцу искали убийцу этого египтянина. Это считалось таким преступлением, что, значит, как осмелились, как посмели поднять руку на египтянина, и искали по всему дворцу, кто же мог совершить это убийство. А так получилось, что через несколько дней опять Муса, алейхиссалам, услышал зов о помощи. Он подошел, смотрит, тот же этот израильтянин и с двумя молодыми египтянами, которые уже приходились как племянниками того убитого, они между собой, какие-то там были разборки. А Муса, алейхиссалам, подошел к ним и обратился к этому израильтянину, протянул в сторону ее руку. Что ты все время лезешь в какие-то драки? А тот вскочил назад и говорит: ты хочешь меня убить, как того египтянина? Эти ребята услышали и тут же побежали к Фирауну и рассказали ему, что твой сын Муса убил нашего дядю. Вот на этом мы с вами остановимся. Иншаллах, в следующий раз мы продолжим продолжение этой истории, как Муса, алейхиссалам, вынужден был сбежать из этих земель, из Египта. Иншаллах рахман, в следующий раз расскажем. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. В прошлый раз мы с вами начали говорить об истории пророка Мусы, алейхиссалам, Моисея по Библии. Вы обратите внимание, дорогие друзья, помните, мы говорили о том, что приводили аят из Корана, где Всевышний Аллах, обращаясь к нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалам, говорит, что в этих историях, мы, говорит, эти истории вам рассказываем для того, чтобы, говорит, укрепить иман в сердцах людей. Если человек понимает, знает, с каким трудом этот иман и какой ценой этот иман люди берегли и довели до нас, это же становится уже очевидным. А сегодня с такой легкостью эту веру человек продает. Одни за деньги, другие там за, значит, должности, третьи там просто так отделать нечего и так далее, и так далее. О том, что религия у нас одна, и о том, что не может быть, чтобы от одного Господа к одному человечеству были различными религиями. И вообще о толерантности и веротерпимости в исламе вот свидетельствует следующий исторический эпизод. Когда ангел Джабраиль, алейхиссалам, пришел за пророком Мухаммадом Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам, и сказал о предстоящем мираже, и когда было Исра, перенесение из Мекки в Иерусалим, Джабраиль, алейхиссалам, остановил нашего пророка в одном месте и сказал: здесь остановись и соверши 2 раката намаза. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, остановился и сделал 2 раката намаза и спросил: что это за место? И с этого места шли приятные такие благовония. И Джабраиль, алейхиссалам, сказал, что это место, где казнили семью вот этой парикмахерши. Другой раз, в другом месте остановил Джабраиль, алейхиссалам, и попросил: здесь соверши, говорит, 2 раката намаза. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, остановился и совершил 2 раката намаза.
и спросил, что это за место. И тогда Джабраиль алейхиссалам сказал, это место, где Муса алейхиссалам разговаривал с Всевышним Аллахом. Ну и третий раз, когда он остановился, сказал, что это место, где родился Иса алейхиссалам. Обратите внимание, если бы фактически, да, как пытались вот представить атеисты или религиоведы, так называемые религиоведы именно с атеистическим клоном, антагонизм, то есть противостояние между этими религиями, и христианскими, или же иудейскими, или мусульманскими и так далее, если бы это было бы в действительности таковым, в истинности, разве вы так поступили бы? Ну и еще раз, мы бы дали бы имена своим детям, имена этих людей. Это и Асият, это и Муса, это и Харун, это и Ибрахим. Это же имена самых таких великих, почитаемых нами с вами пророков. И вот мы же как раз и говорим, иншаллах рахман, когда мы доберемся до последней лекции, и там тоже будем говорить, главное ведь требование ислама, фактически это получается имане. Мы обязаны верить в истинности всех священных писаний. Если ты усомнишься в истинности хоть одного священного писания, мы обязаны верить в истинности всех пророков. И если мы усомнимся хоть в истинности хоть одного из этих пророков, то мы перестаем быть мусульманами. Поэтому той веротерпимости, какой есть в исламе, той толерантности, какой есть в исламе, нигде, никогда, ни в одном обществе никогда не было. Просто те люди, которые понятия не имеют об религии, об исламе, когда эти люди начинают судить о мусульманах, об исламе, это подобно тому, как будто бы человек, который никогда в своей жизни не ел слаще кизила, и пытается эти люди дать оценку меду, как это будет выглядеть? Это будет выглядеть очень смешно, очень глупо. И поэтому для того, чтобы рассказать о пчелином меде, этому человеку недостаточно его увидеть, ему надо его попробовать. И вот тогда будут эти, понимать, знать, что же действительно из себя представляет религия. В следующей части мы с вами будем сейчас рассказывать о том, как Фираун собирался противодействовать Моисею Муса алейхиссалам, и как Всевышний Аллах посылал на египтян различные испытания, и как все-таки Фираун обещал, каждый раз обещал Моисею Муса алейхиссалам принять единобожие, но не сдержал свое слово. Народу египтян Всевышний Аллах посылал различные испытания. Это прежде всего потоп. Локальный потоп для египтян, это было так, что для израильтян абсолютно не было никакого потопа, для них это было как густой туман. А то время, когда дома и поля египтян были полностью затоплены. Я помню, еще в детстве я слышал разговор, отец, рахимуллах, рассказывал, что, говорит, однажды, когда был потоп, были дома полностью затоплены в течение месяца-двух, и после всего этого потопа, говорит, одну старую женщину нашли, живую, и люди интересовались, как такое могло случиться. И спрашивает эту женщину, как ты выжила, говорит, а чего выживать, что, говорит, было? В эти дни, говорит, туман был, говорит, густой, и все. В то время, когда для людей это все было настоящим бедствием. И тогда люди интересовались, что же ты делала, говорит, такое, что ты могла вот так вот красить самое. И попросили рассказать о своей жизни.
И оказывается, эта женщина, и это традиционно у всех наших народов, по-моему, практиковалось, и, может быть, и сейчас тоже практикуется. В четверг, говорит, вечером, когда я доила корову, никогда это молоко в дом не заносила. Всегда раздавала, говорит, его. Посмотрите, наверное, многие из вас помнят, те, кто живут в сельской местности, у которых есть корова, и многие действительно по сей день вот так поступают, да, значит, делают садака эту пятничную ночь, то есть молоко не заносили в дом. Так вот, вот так, я хочу сказать, подчеркнуть, так Аллах бережет того, кого Аллах хочет беречь. И вот для израильтян, вот это бедствие для египтян, это было просто всего лишь густым туманом. А то время, когда египтяне же страдали, были затоплены их сады, поля, дома, и они обратились к своему этому фараону и говорят: ты же наш Бог, избавь нас от этой беды. Фараон прекрасно понимает, в чем дело. Он обещает им: все будет нормально, идите, я избавлю вас от этой беды. А сам же идет к Мусе, алейхиссалам, и говорит ему: я обещаю принять единобожие, и я обещаю отпустить твой народ, но избавь мой народ от этой беды. Муса, алейхиссалам, обрадовался и обращается к Всевышнему Аллаху: о Аллах, избавь этот народ от этой беды. Все, вода отошла, и зазеленели заново поля, сады расцвели, и народ начал прекрасно жить, хорошо, еще лучше начали жить, но фараон свое слово не сдержал. Следующим испытанием для египтян это было нашествие саранчи. Огромная стая этих саранчи полностью ликвидировали поля, урожай этих египтян. В то время они совершенно не касались полей, садов этих израильтян. Опять-таки, египтяне обращаются к фараону: ты же наш Бог, избавляй нас от этой беды. А фараон, обещая им, сам идет, значит, к Мусе, алейхиссалам, и на этот раз тоже обещает принять единобожие и отпустить его народ. Муса, алейхиссалам, поверив, обращается к Всевышнему Аллаху, и Всевышний Аллах избавляет этих египтян от этой беды. Но заново расцвели сады, все прекрасно, и ни фараон, ни его народ не приняли единобожие и забыли о своем обещании. Тогда Всевышний Аллах посылает на египтян лягушек, нашествие лягушек, такие темно-фиолетовые, отвратительным таким запахом. И везде, всюду, ты в кастрюле там где-нибудь, посуде, или же в постель ты собираешься спать, или в постели, куда бы, где бы ты не посмотрел, и везде, и всюду эти лягушки, и с отвратительным таким запахом, если ты коснешься его, то несколько дней этот отвратительный запах с рук не сходил. И буквально в смысле бедствия, а израильтян абсолютно не беспокоили. И опять-таки египтяне обращаются к фараону, а фараон обращается в свою очередь к Муса, алейхиссалам. Тот поверил и обращается к Всевышнему Аллаху. Тут пошли такие ливневые дожди, и полностью все эти лягушки смылись с лица земли. Но фараон не сдержал свое слово. Следующим испытанием было это вши. Такое их количество было, говорит, что не то, что утварь, деревянный утварь, они превратили, говорит, просто в сетку. Одежду, которую, значит, эти египтяне оставляли, и там вытаскивали его чуть ли не до коридора, там таскали. Вот такое нашествие было в то время, когда для израильтян это абсолютно никакой беспокойства им не доставляло. Опять-таки, фараон обращается к Моисею, Муса, алейхиссалам, просит у Всевышнего Аллаха, Аллах избавил этот народ от этого испытания. Следующим было испытание в реке Нил,
вода превратилась в кровь. Когда оттуда брод убрали египтяне, это чистая кровь, невозможно было ни стирать, ни готовить, ни пить. А когда же брали оттуда воду израильтяне, для них это была чистая, оставалась чистой водой. И опять они обратились к фараону. Фараон, значит, успокаивает их, все будет нормально, а сам идет к Моисею Муса, алейхиссалам, клятвенно ему обещает. Обещает, но принять единобожие и отпустить его народ. Но Муса, алейхиссалам, попросил Всевышнего Аллаха, избавил этот народ, но фараон не сдержал свое слово. Порой мы с вами что-то обещаем, и это обещание не выполняем. Если мы с вами что-то обещаем и не выполняем это обещание, следовательно, в этом человеке сидит маленький фараончик. Да убережет Всевышний Аллах нас от общности с этим существом, с этим человеком. Ведь никто же нас не тянет за язык, чтобы мы что-то обещали. Но если ты что-то обещал, значит, это обещание надо держать хотя бы ради того, чтобы не быть похожим на фараона. Следующее испытание, это было уже серьезное испытание, готовилось для египтян. И тогда Муса, алейхиссалам, повелел своему народу, чтобы народ подготовился. А подготовился он по 10 человек, собирались у одного и находились в ожидании просто, чтобы выйти из этих земель. И тогда Муса, алейхиссалам, получил повеление, чтобы они зарезали ягненка и кровью отметили дома всех израильтян. А когда израильтяне отмечали свои дома кровью, египтяне смеялись, издевались над ним. Они говорили, что израильтяне вообще свихнулись. Но в эту ночь спустились ангелы с небес, и они вошли в все дома, не отмеченные кровью. Они вошли в эти дома и умерщвили всех первенцев. То есть не было в Египте ни одной семьи, в котором бы не было покойника. И в эту же ночь Муса, алейхиссалам, во главе с Моисеем Муса, алейхиссалам, все израильтяне вышли из этих земель, ушли. Уходя из Египта, наконец-то, хоть спустя 500 лет, они решили выполнить завещание первого иудейского пророка Юсуфа, алейхиссалам. А ведь он же завещал, чтобы его похоронили на земле предков, то есть в Иерусалиме. И вот тогда, ведь прошло с тех пор 500 лет, и не могли найти место захоронения Юсуфа, алейхиссалам, и вот на этом они потеряли время. Но в конце-то концов нашли одну старую женщину, и она помнила, что однажды ее дедушка ее в детстве отводил на зиярат к Юсуфу, алейхиссалам. И вот все-таки нашли, и гроб с его телом взяли с собой, и Муса, алейхиссалам, вместе со своим народом отправились в сторону Иерусалима. Египтяне очухались, как говорится, от своего горя, а когда они очнулись, фактически поняли, что нет уже израильтян. И они сразу же подумали, что это, наверное, Моисей, Муса, алейхиссалам, умерщвил всех их детей и потому сбежал со своим народом. И тут же начали готовиться к походу, погоню за Мусой, алейхиссалам. Когда израильтяне приблизились к Красному морю, и они увидели, что с другой стороны уже фараон догоняет их. Обратите внимание, тут же израильтяне обратились к Моисею, Муса, алейхиссалам, говорит: впереди море, сзади уже догоняет фараон. Зачем ты нас оттуда забрал? Лучше бы, говорит, ты нас в рабстве оставил бы. Муса, алейхиссалам, получил
повеление Всевышнего Аллаха, чтобы тростью своей ударил по воде, но он ударил, результат абсолютно не получалось. И тогда Всевышний Аллах ему говорит: «О Муса, скажи, делай салават на пророка Мухаммада, Ахмада, и ударь после этого». И вот 10-й раз он ударил этот трость, именно делая салават на пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам. И тогда, говорит, море, Красное море поднялся, образовав вот такие холмы, горы водяные. И вот таких проходов по дну Красного моря было 12. И впереди Муса, алейхиссалам, и вслед за ним израильтяне, и замыкал весь этот последний был Харун, алейхиссалам, и 12 тухумов, 12 родов Израиловых, 12 сыновей Якуба, алейхиссалам, каждый по одному вот своему вот этому, да, по проходу, и израильтяне перешли по дну Красному морю в другую сторону. Когда же Фараон догнал, пришел, он увидел это чудо, но это чудо его не остановило. И он решил продолжать преследование Моисея, Муса, алейхиссалам. И когда последний израильтянин вышел из моря, и последний из египтян вошли в Красное море, вода начала сходить. Вот тут Фараон уже понял, что это наступает конец. Он вскочил с лошади и бросился на суджда, то есть земной поклон, и хотел произнести шахадат. Но тут Джабраиль, алейхиссалам, бросил, говорит, ему клочок земли и остановил его. И предъявил ему собственноручно подписанный приговор. По поводу этого приговора надо сказать следующее. Вот обратите внимание, Муса, алейхиссалам, в течение 40 лет, 40 лет он призывал Фараона к единобожию. Он 40 лет просил у Всевышнего Аллаха наказать этого Фараона. Но Всевышний Аллах отсрочил выполнение мольбы, просьбы Мусы, алейхиссалам, на 40 лет. А мы с вами порой иногда думаем, один раз обратился к Всевышнему Аллаху: «О, Аллах, там что-нибудь там, просим у Него». И если там на следующий день тебе это не дали, или это сию минуту не дали, и мы то возмущаем: «Я же молюсь, я же пост соблюдаю, я же там, теологии учусь». Почему Аллах не принимает мою мольбу? Помните, мы с вами говорили о том, что просить-то надо уметь, что надо просить, правильно же? Мы откуда знаем? Если мы что-то просим, чтобы там, скажем, дай Аллах мне такую-то должность. Где гарантия того, что эта должность для тебя будет приносить пользу для религии, для народа? Нету же. Поэтому надо как просить? Просить надо: «О Аллах, дай нам то, от чего нам будет польза, как для этой жизни, так и для вечной жизни». Аллах же знает, правильно? И вот Муса, алейхиссалам, 40 лет просил и отсрочил выполнение приговора его просьбы на 40 лет. Почему? Из-за того, что, говорит, Фараон, он уважением относился к хлебу. Он даже крошки этого хлеба подбирал. Если где-то увидит какой-то кусок хлеба, он слезал с коня, подбирал эти крошки хлеба. Если вдруг он увидел, заметил, но не нашел, в буквальном смысле ползал на коленях, искал это место. Но если не обнаруживал, ограждал это место, чтобы случайно человек не наступил на этот хлеб. Из-за хурмата, из-за уважения к хлебу,
Посмотрите, вот этого даже динозавра, можно сказать условно, да? Человек, который зарезал более 70 тысяч детей. И человек, который назвал себя Богом. И этого человека Аллах берег, потому что у него был один амал, хороший, что он уважением относился к хлебу. А если же мы с вами, мусульмане, если же мы с вами будем уважением относиться к хлебу, как же Аллах не будет нас любить? Ведь действительно хлеб это и есть то, что это же из райский неамат. И потому больно бывает иногда, порой увидеть, что вот как мы относимся к хлебу. Некоторые этим хлебом, например, там ложки, вилки вытирают. Некоторые, значит, этот крошка хлеба там под столом где-то красит самый. Поэтому давайте же с уважением относиться к хлебу, подбирая каждую крошку. Бисмиллахи рахмани рахим. И говорят, я даже слышал такое, что по количеству крошек, говорит, это будет как махар для гури вечной жизни. И вот однажды, когда этот фараон также заметил где-то какой-то хлеб, кусочек хлеба, и слез с коня и на коленях ползал, искал этот кусок хлеба. Это время приходит к ему Иблис и спрашивает: ты что делаешь? Да вот это я здесь хлеб где-то заметил. Ты Бог. Ты же Бог, можешь сколько хочешь хлеба создавать. К лицу ли Богу на коленях ползать по земле и искать какие-то крошки? Фараон встал и подумал: да, действительно, я же Бог. И после этого, с этого дня, он перестал так относиться с уважением к хлебу. Именно в этот день у него появился человек, неизвестный для него, это был ангел Джабраиль, алейхиссалам. Он пришел в облике человека, заметив незнакомого человека, фараон спрашивает: ты что? Кто такой? Говорит. Да вот я пришел, говорит, к тебе за советом. У меня, говорит, есть один такой раб, он, говорит, пользуется всеми моими благами. Даже порой пользуется моим именем. Но не выполняет ни одного моего поручения. Как мне с ним поступить? Фараон тогда говорит: надо утопить его на дне Красного моря. Тогда Джабраиль, алейхиссалам, ему говорит: тогда пиши, говорит. И фараон пишет: вот этого раба, который пользуется всеми своими благами своего господина, и который не выполняет ни одного его поручения, утопить на дне Красного моря. Подпись фараона. Естественно, вы догадались, что он собственноручно подписал приговор для себя. Обратите внимание, дорогие друзья, сегодня сколько среди нас людей, которые пользуются всеми благами Всевышнего Аллаха. Это начиная от жизни, самого ценного, самого дорогого, что у нас есть. Это иметь нормальную внешность, альхамдулилля, для того, чтобы выходить в люди. Ведь если бы Аллах сделал бы такую внешность, безобразную, какую-нибудь уродливую, ведь люди, человек не мог бы выходить. Далее, возможность видеть, говорить, слышать, возможность выходить замуж, рожать детей, жениться, иметь детей, родителей, наслаждаться этим прекрасным этим миром. Мы же всеми этими благами пользуемся. И при этом амру Аллаха удалиться от запретного, а именно тебе вредного. Ведь мы же сказали о том, что ничего Аллах не запретил человеку, кроме того, что вредит самому же человеку. И поговорить с ним, то есть совершить намаз.
Значит, фактически получается, что в данном случае это человек, который не совершает намаз, это человек, который не остерегается от запретов Аллаха. Этот человек чем отличается от Фирауна? Значит, в душе этого человека тоже сидит этот фараончик. Да убережет Всевышний Аллах нас от общности с этим человеком. И вот тогда Джабраиль, алейхиссалам, и предъявил ему этот собственноручно подписанный приговор, и Фараон вот так и нашел свою смерть на дне Красного моря. Из египтян спасся только один человек. Из всей вот этой армии Фараона спасся только один человек. И этот человек был дворцовый шут Фараона. И за что же Всевышний Аллах спас этого дворцового шута? Из-за того, что он, издеваясь над пророком Муса, алейхиссалам, изображал его. Для того, чтобы рассмешить дворцовой элите, он перед ним ходил, одевался, вот так одевает Муса, алейхиссалам. Он ходил перед ним, стоял, вот так он выступает, вот так он говорит, вот так он ходит и так далее. Обратите же внимание, если даже этот человек, издеваясь над пророком, его подражал, из-за этого Аллах его спас. А если же он подражал бы его, любя, выполняя амру Аллаха, ведь Аллах в Священном Коране нам говорит, будьте хорошими, добрыми, прекрасными людьми. Если мы будем вместе с ними, иншааллах рахман, без всякого же сомнения, этот человек получит от них благодать. Поэтому, если мы сегодня будем, некоторые люди говорят, ну а что же говорит? Разве, говорит, в Коране говорится о том, что надо следовать шейхам, что надо иметь духовного наставника и так далее. Разве Коран не говорит, бисмилля рахман рахим, значит, кун ма садикин. Будьте хорошими, значит, добрыми, порядочными, правдивыми людьми. А как же тогда быть по-другому? Разве этого недостаточно? Естественно, если человек любит тех людей, которые поминают Аллаха, поминает тех, любит, почитает и дружит с теми людьми, которые фактически другого смысла, другого интереса к этому дуньялу абсолютно у них нет, кроме как говорить об Аллахе, о пророке, любви к пророку Мухаммаду Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам. Ведь мы же как раз говорили о том, что когда человек заходит в магазин, где продается благовоние, если даже он просто постоит рядом с этими благовониями в этой прилавке, эти хорошие запахи будут к этим людям переходить. Но если ты посидишь полчаса, то даже 5 минут посидишь рядом с человеком, который курит, или там еще как чего-нибудь там, да, у кузнеца там, то эти запахи тебе без всякого сомнения против нашей с вами воли перейдут на тебя. Точно так же и добронравие, вот эта аура позитивная, вот она переходит независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Поэтому, дорогие друзья, постарайтесь, пожалуйста, дружить с хорошими людьми. Остерегайтесь от плохих людей. Просто даже, вот я помню, когда вот однажды рассказывал об этом, вот о том, что надо дружить с хорошими людьми, выступал с лекцией, один старый человек ко мне подошел и говорит,
как ты правильно говоришь, говорит, вот в моей молодости, говорит, был один такой случай. Я, говорит, один раз вот в своей жизни решил, говорит, пойти посидеть в Гудикане. Я чувствовал себя, говорит, молодым, вот, ну, думаю, пойду, говорит, посижу в этом Гудикане. Взрослым себя почувствовал. Сел, говорит, и в Гудикане сидел, говорит, один известный пьяница, сел рядом с ним. И вот сижу, говорит, тут проходит один другой человек, односельчанин, и этот пьяница обозвал его какой-то кличкой. У некоторых людей такие вот бывают клички, эти вещи из-за своего невежества не знают, что обзывать кого-то какими-то кличками, естественно, нельзя. Этот старик, говорит, подходит к нам, развернул и дал, говорит, мне пощечину. И я понял, говорит, и запомнил на всю жизнь. Спрашивается, зачем я в своей жизни пошел к этому пьянице, рядом с ним сел? От того, что я рядом с ним сел, пришел, говорит, этот старый человек, уважаемый человек в селении, и дал, говорит, мне такую пощечину. Действительно, видите, если бы этот человек не сидел бы с ним, эту пощечину не получил бы. Ведь он же ничего не сказал. Просто посидел, но получил. Поэтому, дорогие друзья, дружите с хорошими людьми, иншаллах рахман. Вместе с ними, с тех, кого мы любим, вместе с ними будем, иншаллах рахман равы. Так ведь сказал пророк Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалям. На этом мы с вами сегодня остановимся. В следующий раз продолжим нашу лекцию. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. В прошлый раз мы с вами начали говорить об истории пророка Мусы, алейхиссалам, Моисея по Библии. Мы говорили, рассказали об его детстве, и именно дошли до того места, где, вот, когда ему исполнилось 23 года, однажды, когда он прогуливал по дворцу, вдруг он услышал зов о помощи. А когда же подошел, нашел, что одного израильтянина, молодого израильтянина, избивал египтянин, заставляя его таскать дрова и так далее. Муса, алейхиссалам, приблизился по зову этого израильтянина, чтобы разнять тех, кто дрались. И подошел он и просто оттолкнул этого египтянина, при этом он упал и скончался. Увидев это, этот израильтянин очень сильно испугался. Он увидел, что Муса, алейхиссалам, даже не ударил его, а просто оттолкнул. И тот молодой израильтянин сбежал с этого места, а по всему дворцу подняли шум. Как же так, кто мог поднять руку, а это считалось вообще с таким преступлением, что кто-то посмел поднять руку на этого, ну, на египтянина. Через несколько дней Муса, алейхиссалам, проходил опять-таки по дворцу, и вдруг он слышит опять-таки зов о помощи. А когда же он приблизился, он увидел, что тот же самый молодой человек, израильтянин, на этот раз с двумя египтянами спорил и вступил в какую-то там драку. Муса, алейхиссалам, приблизился к ним и обратился к этому израильтянину и сказал: что ты все время лезешь в драку? А только Муса, алейхиссалам, когда протянул в его сторону руку, израильтянин так испугался, отскочил назад и говорит: ты, наверное, хочешь меня тоже убивать, как того египтянина. Естественно, эти молодые ребята, которые с ним дрались, это египтяне, они были племянниками того убитого египтянина, и они тут же побежали к фараону и рассказали фараону о том, что твой сын Муса, значит, убил, говорит, нашего дядю. И тут фараон издает приказ, говорит: где кто найдет, где бы кто бы не нашел Муса, алейхиссалам,
на месте убивайте, говорит, его. И Муса, алейхиссалам, передали эти слова, и тут же он начал убегать. Уходил он, не глядя, куда, как говорится, глаза глядят. Уходил, убегал днями, ночами, и, оказавшись где-то в такой, вдали от этих города, он остановился передохнуть в тени одного дерева, неподалеку от одного колодца. Он обратил внимание, что к этому колодцу приходили люди, поили свой скот, овец и закрывали плитой этот колодец и уходили. А неподалеку от этого колодца две девочки пасли отару овец и никак не решались подойти к этому колодцу. И ему это стало интересно. Он подошел и спросил: а почему вы не поете, говорит, своих овец? Они сказали, что нам разрешают поить овец, только если к концу дня вода останется в колодце. И тогда он подошел к колодцу, вот эту плиту, которой была закрыта, этот колодец. 2-3 человека еле-еле его передвигали, взял, вышвырнул как перышко оттуда и подозвал этих девочек. Они напоили своих овец, и когда они вернулись домой, и то, что они пришли раньше обычного, отец начал интересоваться, что же послужило причиной, по поводу того, что вы так раньше времени пришли домой. Они объяснили, что там один молодой человек и помог нам напоить наших овец. Тогда это Шуайб, алейхиссалам, о котором мы с вами уже говорили, это пророк, который был послан народу Мадьян, об этом у нас был разговор уже. Это были дочери Шуайба, алейхиссалам, и Офар по Библии, я напоминаю вам. И вот он тогда посылает свою младшую дочь Сафуру: иди, говорит, пригласи этого молодого человека к нам в дом в гости. Сафура подошла к Моисею Муса, алейхиссалам, и передал просьбу отца. И тогда, когда, обратите внимание, некоторые думают, что вот эту исламскую форму одежды, которую мы сейчас, вот, альхамдулилля, все больше и больше появляется у нас женщин, девушек, которые одевают вот эту исламскую форму одежды, дай Аллах им всем счастья в обоих мирах, и смелости остальным также одевать вот эту форму. Так вот, некоторые думают, что эта форма как будто бы связана именно только с исламом. Обратите внимание, когда, говорит, Сафура шла впереди, у нее из-под платья выглядывали пятки. Муса, алейхиссалам, остановил ее и сказал: ты следом иди и скажи мне, в каком направлении идти. Посмотрите, тот период, значит, до объявления пророчества Моисея Муса, алейхиссалам, во времена Шуайба, алейхиссалам, значит, в то время тоже была такая же форма одежды, и не может же быть, чтобы где-то в каком-то периоде авратом был какой-то вот часть тела, а потом этот аврат изменился и стал каким-то другим. То есть и в иудейской религии, и христианской религии, и авраамический период, и мусульманский период, естественно, форма одежды для женщины, она была такая же, как сегодня это вот у наших мусульман. Когда же Муса, алейхиссалам, прибыл, и Муса, алейхиссалам, рассказал всю свою историю, все, что с ним случилось, и Шуайб, алейхиссалам, успокоил его, сказал, что это земля Мадьян, и она не подвластна фараону. Ты можешь себя здесь чувствовать совершенно безопасно, и предложил ему работать. И предложил ему работу пасти его овец. Если, говорит, ты будешь пасти моих овец в течение 8 лет, я вот свою младшую дочку Сафуру, говорит, отдам тебе замуж. Естественно, Муса согласился и начал пасти его овец.
Когда Муса, алейхиссалам, начинал пасти его овец, обратите внимание, у него в стаде было всего 400 голов. А к концу 8-го года там стало 4000 голов. Естественно, такой баракат, благодать, которая распространялась во всем, уважение и почет, который оказывали Шуайбу, алейхиссалам, именно из-за того, что вот Муса очень добродушно относился не только к людям, и очень с милосердием относился даже и к животным. Существует такое предание, однажды, говорит, Моисею, Муса, алейхиссалам, спросили, ты знаешь ли, почему именно тебя выбрали пророком? Муса, алейхиссалам, говорит, нет, не знаю, за что же меня Аллах выбрал в качестве пророка. И рассказывает, и ему говорит, что, помнишь, говорит, однажды, когда ты пас овец Шуайба, утром, когда только ты отпустил, говорит, этих овец, да, и ягненок один сбежал, говорит, убежал из этой отары, да, и ты за ним гнался целый день, и поймал ты его только вечером. И когда ты его поймал вечером, ты, говорит, его прижал к груди, поцеловал его и сказал, ох, бедненький, ты, наверное, измучился, и меня ты измучил. А вы сами посудите сами, что бы мы с вами сделали бы, если бы целый день гоняться за этим ягненком, и когда после того, как ты его поймал, было бы ли такое отношение? И вот именно, говорит, из-за той милости, да, того милосердия по отношению не то что к людям, даже к животным. Вот такими бывали пророки. Я повторюсь, наверное, каждому народу эти пророки отправлялись, они были как образец, как эталон человечности для этого народа, для того, чтобы не только по Священному Писанию они читали, как надо вести, что надо делать, чего нельзя делать, но вместе с тем, чтобы этот эталон, образец всегда был среди них, и чтобы они видели и подражали ему. По истечению 8 лет Муса, алейхиссалам, захотел отправиться домой, естественно, увидеть своих родителей, родных, близких и так далее. Но Шуайб, алейхиссалам, отговаривал его. Он умолял, просил его остаться еще хотя бы на 2 года. И даже он попросил, сказал, обещал ему, если, говорит, ты останешься, я тебе обещаю, говорит, 9-й год, вот все ягнята, которые родятся, говорит, женского пола, они все будут твоими. А 10-й год, говорит, все ягнята, которые родятся, говорит, там, мужского пола, все они тоже, говорит, будут твоими. И не только из-за этого Муса, алейхиссалам, просто не мог отказаться просьбе старого человека, а Шуайб был действительно в таком преклонном возрасте. И тогда Муса, алейхиссалам, согласился остаться еще на 2 года. И так получилось, что в 9-й год рождались все эти ягнята женского пола, а в 10-й год все мужского пола. И все пополнение овец отары за последних 9 и 10 год, за 2 года все стало собственностью Муса, алейхиссалам. Когда Муса, алейхиссалам, собирался уже вместе со своей отарой и вместе с Сафурой отправиться в сторону Египта, тут Шуайб, алейхиссалам, на прощание завел его в одну комнату. В этой комнате на стене, на гвоздях висело огромное количество разнообразных тростей, трость, и предложил Моисею Муса, алейхиссалам, выбрать одну из них. Муса, алейхиссалам, только вошел в комнату и посмотрел на тростей и протянул в сторону этих тростей руку. И навстречу ему одна трость потянулась. Но Шуайб, алейхиссалам, поспешил и говорит, любой другой, но только не этот, и перевесил ее на другой гвоздь. Тут Муса, алейхиссалам, опять протягивает руку в сторону тростей, а оттуда эта трость потянулась ему навстречу. Шуайб, алейхиссалам, говорит, опять, только не этот, любой другой. И 3-й раз, вот так, несколько раз Муса, алейхиссалам, протянул руку, и ему навстречу потянулся эта трость. И тогда Шуайб, алейхиссалам,
вручил ему эту трость и сказал: смотри, береги эту трость Адама, алейхиссалам, трость, которую Адам, алейхиссалам, принес из рая. Шуайб, алейхиссалам, не знал, какова будет судьба его зятя Мусы, алейхиссалам. Он не знал, что он будет пророком, но тем не менее, значит, трость Адама он уже вручил Моисею, Муса, алейхиссалам. Муса, алейхиссалам, вместе с отарой овец и вместе с Сафурой отправился, значит, в путь. Это уже было, значит, осенние дожди, было, говорит, прохладно. И когда они приблизились к подножию горы Сана, тут как раз начались роды у Сафуры. Он в поисках огня и помощи как бы начал искать, может быть, где-нибудь найти с надеждой кого-нибудь из пастухов, и отправился, значит, в поисках их, и где-то вдали увидел огонек. Но это был свет необычного сияния, а когда же он приблизился к этому месту, он услышал голос. Он услышал голос, который говорил: «О, Муса, что у тебя на руках?» Муса, алейхиссалам, сказал, что это трость, и этот же голос предложил ему бросить эту трость на землю. А когда же он бросил его на землю, тут эта трость превратилась в огромную змею. Муса, алейхиссалам, испугался и начал убегать от этого. Но тут Джабраиль, алейхиссалам, подошел и остановил Моисея, Муса, алейхиссалам, и сказал: от кого ты бежишь? Остановись, значит, и сказал, что это с тобой разговаривает твой Господь, Господь Всевышний Аллах. Муса, алейхиссалам, остановился, но тот же голос ему говорил: Муса, подойди, не бойся к змее и подними его. Но Муса, алейхиссалам, как-то не решался, подошел, протянул руку, схватил эту змею, тут же она превратилась в трость, и вот такое знамение было дано пророку Муса, алейхиссалам, Всевышнему Аллаху. Говоря о том, что Господь Всевышний Аллах разговаривал с Мусой, естественно, мы должны понимать, что этот разговор был не такой, как мы с вами разговариваем. Муса, алейхиссалам, слышал не так, как мы с вами слышим. Мы с вами слышим за счет колебания воздуха. Это колебание доходит до нашей мембраны, и мембрана начинает колебаться, и вот эти акустические колебания, звуковые колебания, они переводятся электрические, и мы начинаем слушать этот сигнал. А слышание же Мусы было совершенно иное. Он слушал каждой частичкой своего тела, то есть каждой клеткой. И потому и звук, который вот мы, когда говорим, он распространяется в определенном направлении. Бывает направление, по которому он распространяется максимальной скоростью, бывает то направление, куда он распространяется с меньшим расстоянием и большими потерями. Значит, звук же, голос же, который слышал Муса, алейхиссалам, он слышал, не имея направления. То есть невозможно было сказать, откуда этот голос идет. Сверху, снизу и так далее, справа, слева, спереди, сзади. Фактически такого направления не было. Поэтому, почему мы должны это понимать? Потому что мы говорили, что Аллах Всевышний не похож ни на одно из Его творений. Мы же, помните же, об этом говорили на первой, на второй лекции. И вот тогда Муса, алейхиссалам, общей сложности, говорит, Всевышний Аллах с Мусой разговаривал, там более 110 тысяч общей сложности слов. И вот такой состоялся диалог. И после каждого слова, говорит Всевышний Аллах, упрекал Моисея, Муса, алейхиссалам, в убийстве этого египтянина. А вы обратите внимание, разве Муса, алейхиссалам, было намерение даже не то, что убивать этого египтянина, даже ударить его? Не было же. И вот если же Всевышний Аллах своего посланника, третьего человека из всего человечества, после первого нашего пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам, потом Ибрахима, алейхиссалам, и третий
из всех самых великих людей, Муса, алейхиссалам, да, из самых великих пророков. Даже своего этого, значит, посланника, которого он назвал Калимулла, собеседником своим, если даже он его упрекал в убийстве вот этого египтянина, и тем более в то время, когда Муса, алейхиссалам, не то что намеревался убивать его, даже не намеревался ударять его, то какого же будет спрос тому человеку, который преднамеренно убивает людей, убивает, взрывает людей. Следующим знамением, которое Всевышний Аллах дал Моисею, Муса, алейхиссалам, было то, что Всевышний Аллах ему говорит: поставь руку, говорит, свою подмышку и вытащи его. И когда он вытащил эту руку, эта рука озаряла все вокруг, как мощный прожектор, значит, освещая вот этот путь. И вот эти два знамения Всевышний Аллах в качестве, значит, доказательства того, что он является посланником, дал Моисею Муса, алейхиссалам, и дал ему пророчество, послал его посланником, обещал ему священное писание, и отправил его своему народу, призвать фараона к единобожию, и чтобы освободить свой народ из рабства. Когда же в процессе диалога Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и сказал: «Я хочу тебя увидеть». Но когда Всевышний Аллах ему сказал: «Муса, это ты не выдержишь, это невозможно». Но когда же все-таки Муса, алейхиссалам, начал настаивать, тогда Всевышний Аллах сказал: «О, Муса, обрати внимание, я направлю свой взор на одну из гор, и всего лишь часть своего взора я направлю на этот гор, и посмотри, говорит, могут ли они выдержать его». И вот этот момент, говорят, все горы, да, все горы фактически, которые находились на земле, ведь не знают, на какой именно гору будут направлены взор Всевышнего Аллаха. И, естественно, самые большие горы думали: это, конечно, на меня, а другие думали: это вот на меня и так далее. Но была одна гора, которая самая такая незначительная, небольшая, и эта гора думала: а мне-то откуда? Откуда мне такой радости? И вот в этом отношении обратите внимание, когда человек говорит как раз горделив, и когда он думает, что вот он лучше, наверное, вот та и так далее, да, именно Аллах выбирает тех, у которых фактически нет этих вот карата гордости. Гордость – это свойство, сифат Всевышнего Аллаха. А Иблис из-за того, что он проявил гордость по отношению к Адаму, алейхиссалам, а Всевышний Аллах изгнал его из рая. Так ведь? И если кто-то из нас гордится, проявляет высокомерие, самолюбие и так далее, то этот человек находится во власти дьявола, сатаны. И потому, дорогие друзья, естественно же, этого человека амал, деяние Всевышний Аллах не принимает. И потому нам нужно сделать все возможное, чтобы очистить наши сердца от вот таких дурных пороков, болезней души. И вот эта вот медицина, мы об этом говорили, это область религии, которая именно занимается очищением наших сердец от вот этой ржавчины, от вот этого негативного, от этой душевных болезней. И это, значит, область религии, это и называется, это и есть ихсан, это и есть искренность, это и есть сулук, это и есть тасауф. Так вот, и Всевышний Аллах выбрал именно та самая гора, которая была как-то такая самая тихая, и думала, что вот никогда, наверное, его-то не выберут. И Всевышний Аллах направил именно на эту гору свой взор, и Муса, алейхиссалам, увидел, что на глазах, что эта гора растаялась. И увидев это, Муса, алейхиссалам, потерял сознание. Джабраиль, алейхиссалам, с трудом его привел в чувство, и как только он пришел в чувство, он сразу начал раскаиваться, просить прощения Всевышнего Аллаха.
за то, что он проявил такую дерзкость, мол, по отношению к Аллаху, настоял на том, чтобы ему показали Господа. Тогда Муса, алейхиссалам, попросил у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал ему в качестве помощника его родного брата, чтобы его Харуна, тоже, алейхиссалам, чтобы сделал пророком. И это тоже фактически Всевышний Аллах выполнил его просьбу. И Харун, его старший брат, который старше его был на 1 год, он тоже как раз получил пророчество для помощи и поддержки Мусы, алейхиссалам. Обратите внимание, эта трость Адама, алейхиссалам, она ведь не превращалась в змею у Адама. Дальше она передавалась Шису, Идрису, Гуду, и дальше она передавалась, значит, у Салиха была эта трость, да, помните? Он тогда ударил этой тростью, из скалы вызволил верблюдицу вместе с верблюжонком. Но тогда тоже эта трость не превращалась в змею. В чем же секрет того, что почему именно сейчас, когда эту трость передали Моисею Муса, алейхиссалам, вот эта трость начала превращаться в змею? Дело в том, что мудрость в том, что в то время в Египте самыми передовыми, да, вот самыми модными, вот считалось вот это колдовство, фокусники. Фокусников было более 770 всевозможных фокусников, и это считалось самыми. Сейчас у нас в нашем обществе являются самыми модными передовыми. Кто у нас? Это наука. Эта наука все развивается, и самыми почетными людьми являются это академики и так далее. Но для некоторых это, конечно, олигархи, но в действительности, в реальности же, реальной ценности это наука, эльм, знания. И всегда они были в цене. И вот в то время же это были вот эти фокусники. И потому в качестве знамения того именно периода, да, и Всевышний Аллах Моисею, алейхиссалам, дал именно вот эту трость, которая превращалась теперь уже в змею. Моисею Муса, алейхиссалам, уже было не до Атари, не до своей супруги, не до этих семейных проблем. Тут роды Сафури принимали, говорит, джинни, праведные джинни. Вы знаете, что среди джиннов тоже бывают мусульмане и не мусульмане. И вот помогли и в родах, и один из пастухов проходил поблизости, узнав дочь в Сафуре Шуайба, и он отвез это как раз Сафуру вместе с отарой овец и с ребенком к дому Шуайба, а Муса же, алейхиссалам, напрямик отправился в Египет. Прибыл в Египет Муса, алейхиссалам, прямо пошел в дом Фирауна, во дворец. В это время Фираун спал, а покой его охранял его старший брат Харун. И Харун попросил его оставить, не прерывай, говорит, его сон, давай, говорит, ты лучше завтра приходи. И на следующий день, когда Муса, алейхиссалам, приходил во дворец, и, естественно, Фирауну рассказывали о том, как он одет, что у него в руках, как он идет. И по мере того, как Муса, алейхиссалам, приближался, состояние Фирауна все больше и больше менялось. И когда же Муса, алейхиссалам, стал перед ним и сказал, что я посланник Аллаха, и Аллах послал меня к тебе, чтобы призвать тебя к единобожию, и чтобы ты освободил мой народ от рабства. Фираун посмеялся и сказал: нет, ты раб мой и раба моего сын. Как ты можешь быть, говорит, посланником? Чем ты докажешь, говорит, что ты посланник Аллаха? И тут Муса, алейхиссалам, обращается к Харуну, говорит: ты тоже пророк, говорит, значит, переходи в эту сторону, говорит, ко мне, и Аллах на тебя тоже возложил миссию, чтобы ты был пророком и помогал, говорит, мне. Когда Харун перешел к брату,
тут же фараон приказал снять с него эту богатую одежду, но Муса, алейхиссалам, надел на него свой халат и прикрыл его тело. И тогда доказательство того, что Муса, алейхиссалам, является посланником, Муса, алейхиссалам, бросил свою трость на землю, и тут он превратился в большую змею. Фараон сильно испугался, но он подумал, что за время отсутствия Муса, алейхиссалам, научился где-то колдовству, научился фокусничать, и потому решил, значит, его опозорить перед всем своим народом. На следующий день он собрал огромное количество людей, отобрал из всех этих фокусников, которые в то время были в Египте, как мы говорили, из 770, самых таких мощных таких, 70 фокусников отобрал из них и собрал всех, и в том числе их пригласил и Муса, алейхиссалам. Каждый из этих фокусников демонстрировал свои способности, показывал каждый свои возможности. Один там в веревку превращал в змею, другой там фуражку превращал в лягушку и так далее, и так далее. И когда каждый из них показывал свои возможности, даже Муса, алейхиссалам, немножко растерялся, он подумал, как такое может быть? Но трость, когда дошла очередь до него, задрожала его в руках. И когда последним он бросил эту трость на землю, на этот раз эта трость превратилась в семиглавую огромную змею. Несколько голов занялись ихними творениями и проглатывал ихние вот эти предметы их творений, а несколько занялись там зрителями, а одна персонально потянула за фараоном. Естественно, ведь фокусники поняли, что то, что показал Муса, алейхиссалам, это не является фокусом. Ведь фактически в мире известно такой народ и такое выражение, физика с полслова понимает. Это очевидно, да? И, естественно, фокусники тоже друг друга понимали, и сразу, хотя это все не дошло до фараона, но фокусники сразу поняли, что Муса, алейхиссалам, это не колдун, не фокусник, и они приняли единобожие, произнеся формулу единобожия «Ля иляха илляллаху ва Муса расулуллах». Этого фараон не ожидал. Тут же он приказал их арестовать, схватили их и мучили, говорили, откажитесь от единобожия, скажите, что я ваш Бог. И сколько бы их ни мучили, в конце-то концов, они не отказывались. Они продолжали твердить, что Аллах един и Муса его посланник. И в конце-то концов фараон начал четвертовал этих фокусников. Это значит, отрезал ноги, руки и распял их на финиковых пальмах. Обратите внимание, эти люди утром еще поклонялись фараону как Богу, и к концу дня эти все 70 фокусников, они стали настоящими шухадаами и фактически срастались с жизнью со словами на устах «Аллах един и Муса его посланник». Но тут среди людей один человек только возмутился, настолько люди боялись этого фараона. И это был муж парикмахерши, дочери фараона. И он возмутился, но тут же его тоже, 71-м, его тоже распяли. И вот так фараон уже начал свирепствовать. Через несколько дней вот эта парикмахерша, дочери фараона, делала прическу ей и вдруг уронила расческу. Она нагнулась за прической, при этом произнесла «Бисмилля» и послала проклятие в адрес фараона. Ла'ан Аллах.
дочка это услышала, и она спросила: а разве ты поклоняешься кому-то, другому Богу, кроме моему отцу? И тогда она сказала, что я поклоняюсь моему Господу миров, Аллаху, который сотворил и тебя, и который и твоего отца, и сотворил в этот весь мир. Но это не понравилось дочери Фирауна, и она обратилась, она пошла к отцу и рассказала отцу о том, что Машида поклоняется какому-то другому Богу, и после чего Фираун пригласил ее к себе, пригласил с ее детьми. В то время он установил большие такие котлы. В эти котлы бросал людей, которые отказывались утверждать, что он является Богом. Понимая, зачем приглашают ее, и она, Машидат, пришла, говорит, со своими детьми, и по очереди казнили ее детей, бросали в этот котел и говорили: откажись от единобожия и скажите, что я Бог. И в конце концов, когда же последний ребенок, ее двухмесячный от роду, и тут по воле Всевышнего Аллаха этот ребенок заговорил, обращается к матери и говорит: мать, держись, ты на истинном пути. И после чего и ее казнили. Увидев, что творится, Асият уже не выдержала. Она обратилась к народу и говорит: сколько же мы все это можем терпеть? И такую жестокость. Фираун приказал арестовать ее, схватили ее, вызвали ее родителей и говорили: вот Муса заколдовал вашу дочь. И Фираун делал все возможное для того, чтобы сделать больно Асият. Сколько бы он ни старался, Асият в лице ее только улыбка утверждалась. Она все больше и больше улыбалась. А ему нужно было увидеть ее искаженное от боли и страданий лицо, увидеть ее слезы и добиться того, чтобы она говорила, что он, Фираун, Бог, и спаси ее, и искал в нем спасение. Но сколько бы ее ни мучили, говорят, что как баранью шкуру растягивают для сушки, вот так, говорят, распяли ее, но, тем не менее, Асият уходила из этой жизни с улыбкой на лице. Говорят, что ни один из нас не уйдет, говорит, не покинет этот мир, если этот праведный человек, пока он не увидит тот уголок, который уготовлен ему в раю. И если этот грешник пока не увидит то место, которое уготовлено ему, ну, не грешник, наверное, а если это неверующий, пока не увидит то место, уготовлено ему в аду. И говорят, что Асият, увидев то место, уготовленное ей в раю, естественно, она больше и больше улыбалась. И еще больше радости вызвало в ее лице, тогда, когда пришел ангел Джабраиль, алейхиссалам, и перед смертью ее известил о том, что в вечной жизни она будет женой пророка всех пророков, пророка Мухаммада Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам. И, естественно, она и ушла из этой жизни с такой радостью, с такой улыбкой. Поэтому существует такое предание, что если, говорит, какая-нибудь женщина, покорная своему мужу, и скрывает его какие-то незначительные недостатки, и она, говорит, получает вознаграждение такое, какое получала Асия.
если она не разглашает, значит, семейные тайны, недостатки своего, выпячивая это все наружу и так далее. Дай Аллах, чтобы всем нам такой же иман, как был у этих людей. На этом мы с вами сегодня остановимся. В следующий раз продолжим нашу лекцию. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим лекцию. Тема история пророка Мусы, алейхиссалам. Мы говорили о том, что когда Всевышний Аллах вручил Мусе, алейхиссалам, Тору, и Мусе, алейхиссалам, Всевышний Аллах говорит: твой народ сотворил золотого теленка и начал поклоняться, говорит, ему. Муса, алейхиссалам, был удивлен. Он говорит: о Аллах, как же ты допустил? Как же ты допустил, говорит, такое? И Всевышний Аллах говорит: твой народ этого хотел, то, что твой народ хотел, я им и дал. Посмотрите, ведь фактически то, что человек, чего бы этот человек в этой жизни не добивал, Аллах ведь это все ему обещал, но в вечной жизни он получает тогда только наказание. Если то, чего он потребует, постарается добиваться в этой жизни, не будет соответствовать тем нормам, предписанным нам шариатом. И тогда же действительно так и получилось, когда Муса, алейхиссалам, ушел, и он задержался более чем на 30 дней, и тогда один из израильтян, называли его, так и прозвище его было Самир, а звали его тоже Муса. Муса его звали, и он имел тоже такое же происхождение, как и Муса сам, алейхиссалам. А именно, в то время, когда Фараон издал указ и резали, убивали всех мальчиков, которые рождались в семьях израильтян, говорят, что женщины рожали своих сыновей и их оставляли в лесах, прятали в пещерах и так далее. Вот так, зная, что все равно их зарежут, оставляли вот таким образом, прятали их в различных местах. И вот, посмотрите, и вот этот в данном случае Самир, тоже говорят, одной из версий, вот так оставила мать в лесу, и Джабраиль, алейхиссалам, воспитывал его. И потому он с раннего детства мог отличить, в каком бы облике Джабраиль, алейхиссалам, не появлялся среди людей, он мог сразу отличить его. И он мог определить тому, чему касалась лошадь Джабраиля, алейхиссалам, когда он появлялся среди людей, и он знал, что вот эта травинка или земля, к которой прикасалась, значит, нога Джабраиля, алейхиссалам, или его лошади, что она является животрепещущей, то есть носителем жизни. И вот тогда, когда Муса, алейхиссалам, задержался, вот этот Самир предложил расплавить то золото, которое им досталось. Вот это золото они расплавили, из него сделали теленка, и вот эту траву из следа Джабраиля, алейхиссалам, взял и вот поместил его в полость рта этого теленка, и он зарычал. Тогда он и говорит, что, посмотрите, Муса, алейхиссалам, пошел к Аллаху, и он заблудился, и вот, а сам, говорит, Аллах к нам пришел, говорит, вот, говорит, наш Бог. Действительно, израильтяне с тех пор, как они перешли Красное море, они требовали от Мусы, алейхиссалам, и говорили: у всех есть вот эти идолы. Давайте же нам тоже какой-нибудь идол,
чтобы мы могли, говорит, поклоняться этому идолу. Но Муса, алейхиссалам, их убеждал, переубеждал, говорил о том, что нельзя поклоняться чему-либо, кому-либо, кроме единому Аллаху. И фактически из-за этого требования, говорят, Всевышний Аллах и сделал так, что народу израильтян, мол, они никогда не насытятся материальным богатством, материальными ценностями, и сколько бы у них не было богатства, и в сердцах их будет всегда факр. Факр – это, значит, недостаточность, да? То есть вечные потребности еще большего, чем ты имеешь. И из всех более 70 тысяч израильтян, которые как раз перешли Красное море и следовали вместе с Мусой, алейхиссалам, только 12 тысяч человек остались верными единобожию и послушали Харуна, алейхиссалам. Сколько бы Харун, алейхиссалам, не старался, остальных людей он не мог спасти, и они начали танцевать, плясать вокруг вот этого теленка. И когда же Муса, алейхиссалам, пришел, вернулся к этому народу, и тут же как раз он набросился на Харуна, алейхиссалам: как же ты такое допустил, как же ты позволил? И Харун, алейхиссалам, оправдывался, говорил о том, что невозможно было остановить этих людей. И тогда же Муса, алейхиссалам, намеревался, значит, наказать Самира. Обратите внимание, Всевышний Аллах ему говорит: смотри, Муса, ты не трогай Самира. Самир, он очень щедрый, говорит, человек. Обратите внимание, даже такого человека, мунафика, значит, такого человека, который столько людей ввел в заблуждение, этого человека даже Аллах говорит: не трогай его из-за его одного хорошего поступка. Он, говорит, очень щедрый человек. Если же человек, уверовавший в Всевышнего Аллаха, и который, значит, исповедует свою религию как положено, и если же его сердце будет щедрости, как же Аллах тогда этого человека будет беречь, и как же Аллах этого человека будет любить? И поэтому одна из самых боголюбимых Аллаху черт человеческих является ат-таква, богобоязненность и щедрость его. Щедрость ведь может подумать кто-то, что же, как, в чем же появляется щедрость моей, если мне нечем, так скажем, угощать там или раздавать чего-то людям и так далее, и так далее. Но щедрость души заключается в том, что, дорогие друзья, то, что мы узнаем, то хорошее, прекрасное, это есть практически бриллианты духовные. Если ты ими делишься, если ты, значит, общаешься с родными, близкими, и ты показываешь свою доброжелательность по отношению к этой семье, но при этом не подчеркивая свое то, что ты знаешь и так далее, а именно своим добронравием и доброжеланием этой семье, это и есть самая главная щедрость. Щедрость именно делиться с людьми своими знаниями, своими умениями, не только делиться своими материальными ценностями. И вот Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и говорит: как же теперь поступить с этими людьми, которые стали муртадами? Муртад – это тот человек, который оставил веру свою. И по отношению к муртадам, чтобы получить, как же с ними поступить, Муса, алейхиссалам, выбрал из своего народа самых авторитетных 70 человек. Как говорится, самых мудрых, как говорится, самых старейшин. 70 самых уважаемых, почитаемых людей он выбрал из своего народа, и вместе с ними, соблюдая также этику, наводя также чистоту, и они все отправились к горе Тур-Сейн. Когда они приблизились к этой горе, гора была покрыта туманом, и когда Муса, алейхиссалам, вошел в этот туман, и эти 70 израильтян, они избранные из израильтян, видели, как лицо Мусы, алейхиссалам, оно сияло,
И они слышали то, как Муса, алейхиссалам, разговаривал с Всевышним Аллахом, и то, что Аллах Всевышний говорил Мусе, они все это слышали. Но они начали требовать: мы согласимся, мы поверим, уверуем тебе только в том случае, если покажите нам Аллаха. Разгневался Аллах Всевышний, и ангелы сделали так, что эти 70 человек один за другим, а каждый видел, как другой умирает. И 70 человек вот на глазах друг перед другом вот так умерщвил Всевышний Аллах. И тогда Муса, алейхиссалам, обратился к Аллаху и говорит: «О Аллах, они же избранные из моего народа, как я теперь к ним вернусь? Последуют ли они теперь за мной?» И спустя день это тела были, представьте себе, трупом уже, даже определенный трупный запах, говорит, появился на этих телах их, и прямо на глазах друг у друга оживили всех их, сперва одного, и он видел, как вот этот мертвый, и тут оживляется. И как вот так все 70 человек их оживили. И даже говорят, что по сей день потомство этого народа, тех из этих 70 человек, которые оказались среди них, даже вот этот запах, говорит, специфический, он сохранился, говорит. И вот действительно оживили, увидели, что вот так каждый из них оживил, и в этом было величие и могущество Аллаха. И когда же пришли они к своему народу, и было сказано, что принят покаяние. А покаяние было в том, что вот эти муртады, то есть вероотступники, они должны были садиться таким образом, прижав руками голову к своим коленям и не поднимать глаза на тех, кто их убивает. А те же, кто остались верными единобожию, они должны были убивать тех, кто отступили от веры. Вот представьте себе, какой была форма покаяния. И вот действительно было очень тяжело, потому что брату приходилось убивать своего брата, отцу своего сына, соседей своих и так далее. И это было очень тяжело. И тогда по мольбе, по просьбе Моисея Мусы, алейхиссалам, Аллах послал на них такой туман, который, значит, они не видели лица тех, кого они убивают. И все-таки Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху: истребляется же будет мой народ и спасение моему народу. И вот тогда Аллах оставшимся простил, но тем не менее, вот тех людей, которые поклонялись этой теленку и были муртадами, тогда Муса, алейхиссалам, расплавил вот этот теленка и, превратив вот этот прах, вот это все выбросил, говорит, на воду, и те, кто пили эту воду, говорит, на них осталась асар, то есть как бы серебряная полоса какая бы, да, как бы вот такая на усах, и вот таким вот этим знаком могли, говорит, узнать те из людей, которые были из числа вероотступников. Вот такое испытание пришлось, значит, пережить этому народу, и после чего они и продолжали свой путь в сторону Шама. Следующая история, на которую мы с вами остановимся, это история Мусы, алейхиссалам, и Каруна. Карун – это двоюродный брат Мусы, алейхиссалам, и с раннего детства был одним из самых таких благочестивых людей.
И он с раннего детства выучил Тору, Таурат и проводил очень много времени над чтением, над изучением Таурата. И Муса, алейхиссалам, ради того, чтобы обеспечить ему и его семье средств существования, научил его алхимии, то есть научил его определенным операциям, с помощью которых можно было получить золото. Он научил 3 людей, и каждый из них владел отдельной технологией и строго-настрого предупредил каждого из них, чтобы технологию, которым обладает каждый из них, чтобы не передавали друг другу. Итак, вот 3 человека мог, в конечном счете, один из них проводил одну технологическую операцию, другой проводил другую технологическую операцию, и третий проводил следующую, и получали золото. Полученное золото делили между собой поровну. И вот, несмотря на этот запрет, Аарон как раз разузнал технологию предыдущих вот как раз операций, и в конце концов начал сам лично получать золото. И сколько бы он золота не получал, чем больше становилось золото, тем больше у него появлялось желание его производить. И говорят, что у него эти склады были переполнены полностью этими монетами золотыми, а он сам же не успокаивался. Вы, значит, наверное, в детстве смотрели «Золотая антилопа». Именно этот сюжет взято из этой истории, и на основе этого сюжета как раз и вот поставили вот этот мультфильм. И вот даже говорят, что специальные были носильщики, и эти носильщики в специальных вот этих носилках носили ключи от тех складов, которые были переполнены монетами. И вот тогда, когда у него появилось такое количество богатства, Аарон подверг сомнению Тору и подверг сомнению установку Моисея Муса, алейхиссалам, его религии в том, что ты слишком много, говорит, берешь закат. А в то время закат фактически от Мусы, вот в его период было, значит, из 1001 монеты. И это ему показалось много. Далее Аарон начал говорить о том, что, значит, что это тягость для людей, и даже порой иногда выступал против Мусы, алейхиссалам. Однажды, когда Муса, алейхиссалам, выступал перед своим народом, и рассказывал о богочестии, о больших грехах, которыми является и, в частности, и прелюбодеяние, Аарон задал вопрос, а что, и пророкам тоже нельзя? Сам по себе вопрос Мусе, алейхиссалам, очень не понравился, он разозлился на него и как бы сквозь зубов сказал, да, и пророкам тоже. И тогда Аарон встал и сказал, у меня есть свидетели. Муса, алейхиссалам, сказал, приведите. И оказывается, Аарон подговорил одну женщину и обещал ей огромное количество золота, сказал, что ты выступишь перед народом и скажешь, что Муса, алейхиссалам, совершал с тобой прелюбодеяние. Подготовив эту женщину, Аарон привел эту женщину поставил перед своим народом. Разве Всевышний Аллах допустит, чтобы ее уста произнесла такой поклеп в адрес пророка? И она начала говорить правду. И она сказала, что вот этот Аарон мне обещал вот такое количество золота, что если я перед вами скажу, что Муса, алейхиссалам, совершил такой поступок по отношению ко мне. И, естественно,
ложь вышла наружу, и Муса, алейхиссалам, разозлился на Каруна, видя его состояние, Всевышний Аллах обратился к нему и сказал: «Земля и небеса тебе подчинены, поступай, как хочешь», говорит, по отношению к Каруну. Тогда Муса, алейхиссалам, обратился к народу и говорит: «Тот из вас, кто следует за мной, пройдите в эту сторону». И остались только Карун, и вместе с Каруном остался еще один человек. И тогда Муса, алейхиссалам, приказал земле: «Проглотите их», говорит. И вот на глазах этих людей земля начала глотать, то есть они тонули прямо в землю, как в болото. Вы видели, наверное, да? Вот так вот они начали проходить, а тогда, когда они дошли до коленей, тогда только осознали серьезность события и начали просить, умолять, плакать и так далее. Но на глазах все это происходило израильтян, и не успели полностью тела их скрыться с глаз, как израильтяне начали говорить о том, что, посмотри, Муса, алейхиссалам, убрал Каруна, чтобы овладеть его богатством. Естественно, это было слышать больно Мусе, алейхиссалам, и он тут же как раз обращается к земле и еще раз говорит: вместе со всем их богатством и вместе со всем их имуществом проглотите все это, говорит. И вот так, говорит, до судного дня они будут вместе со своим богатством проходить сквозь землю и вот так, не останавливаясь. Посмотрите, дорогие друзья, тогда, когда у человека, вот даже, казалось бы, у которого крепкий иман и такая надежная вера, как это все богатство, имущество этих людей выводило из строя. И потому дай Аллах нам крепкого имана, и действительно, если же у этого человека будет любовь к этим материальному, в любом случае это материальная любовь к мирскому, это ведь все беды человеческие, все его проблемы именно появляются из-за любви к мирскому. И вот именно тем лекарством, которое лечит нас от этой самой страшной болезни, именно болезни любви к мирскому, материальному, этим лекарством и является тасауф, является тарикат, является суфизм. И вот лекарями, которые лечат наши сердца от вот этой именно от страшной болезни, их называют устазами, шейхами, муршидами или просто духовными наставниками. Многие ведь известные люди, которые выступали против тариката, они говорили: да, конечно, тарикат хорошо, но мы никак ничего не сможем, говорит, делать с любовью к мирскому, любовью к материальному. Вот эта любовь, говорит, нас не пускает к тарикату. Дай Аллах, чтобы Аллах нас сделал из числа тех особых возлюбленных своих рабов. Ибо Всевышний Аллах же говорит о том, что когда я полюблю своего раба, только ему, говорит, я даю понимание своей религии. А как можно понимать религию, если человек отрицает душу, рух, жизнь, ядро ислама, ядро религии? Каковым является тарикат, которого в последнее время, начиная примерно вот этого 270-300 лет, специально начали отделять от шариата, в то время как шариат и тарикат – это как будто вот человеческое тело. То, что мы с вами видим, это оболочка, да, телесная оболочка, это есть шариат. И то, что невидимая часть душа, это и есть тарикат. Одно, без которого
практически невозможно. Алхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим лекцию. Тема история пророка Мусы, алейхиссалам. Мы говорили о том, что Муса, алейхиссалам, вместе со своим народом, израильтянами, прошел по дну Красного моря, что является чудом из всех чудес и великим знамением пророка Мусы, алейхиссалам. И мы с вами говорили о том, что когда из моря, из воды вышли последние из израильтян, и тогда, когда последние из египтян вошли в Красное море, вода начала сходить, и, поняв, в чем дело, фараон бросился на землю и стал, сделал суджду, земной поклон, и даже попытался произнести шахадат. Но тут Джабраиль, алейхиссалам, ему предъявил собственноручно подписанный приговор о том, что тот человек, который не слушается своего господина, пользуясь всеми его благами, этот человек должен быть на дне Красного моря. И так как раз фараон оказался на дне Красного моря. Все это происходящее увидели израильтяне. Увидели, и вода не успела еще успокоиться, как они начали говорить Мусе, алейхиссалам, что не мог утонуть фараон, несмотря на то, что прямо перед глазами случилось все это. Тогда Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху, и Аллах Всевышний выбросил тело, безжизненное тело фараона на берег именно в том виде, в каком он упал, именно в форме суджда, и в таком виде показали израильтянам. И об этом говорится в Священном Коране, и это является еще одним знамением Священного Корана. И вы знаете, наверное, слышали, читали в книжке «Божественные чудеса». Там рассказывают об этом теле, об теле фараона. Когда англичане обратили внимание на то, что в Коране, в одном из аятов Корана говорится о том, что мы выбросим тебя на берег, укромное место, и сохраним тебя в целости и сохранности, чтобы доказательство тем, кто придут через века. И англичане обратили внимание на это содержание, толкование этого аята и занялись раскопками в том направлении, по которому они могли из Египта перейти Красное море. И действительно они обнаружили, нашли это тело фараона, как будто он только что встал с положения суджда, и ни одной волосинки с его тела не выпало. И чудом является то, что если бы даже кто-то из оппонентов, из атеистов могли бы сказать, что такое не может быть, что, наверное, тело это было мумия бальзамировано, на сегодняшний день нам, человечеству, неизвестны технологии бальзамирования вместе с внутренними органами. А у этого фараона все на месте. И в таком виде его сохранил Всевышний Аллах в течение почти 3000 лет. Там, где в течение нескольких часов труп разлагается, буквально, как говорится, на глазах. И это чудо
продолжает по сей день свидетельствовать о себе. И это тело фараона, именно вот только стоящего в состоянии суджда, находится в Бритиш музее в Лондоне. И по сей день люди любуются вот этим зрелищем. И является свидетельством того, что все, о чем мы говорили об истории этого народа и о том, как они переходили через Красное море, что это является действительно истиной. После всего этого Всевышний Аллах повелел Моисею Муса, алейхиссалам, отправиться в сторону Шама, то есть где ныне находится это Сирия, Ливан, Палестина. Но израильтяне начали наотрез отказались. Они сказали, как это мы без воды, без пищи, под палящими лучами солнца можем, говорит, отправиться по этой пустыне. Никогда лучше бы ты нас оставил бы, говорит, в рабстве у фараона. Нам там было, говорит, намного лучше, чем вместе с тобой. И тогда обратите внимание, как Всевышний Аллах относился к этому народу. Ведь израильтяне были избранным народом, и об этом свидетельствует следующее. Тогда Всевышний Аллах говорит: я дам вам, вас будут сопровождать тучи, облака, чтобы вас не мучили жар солнца. Я буду, говорит, я уберу, говорит, чувство усталости с ваших тел. Я накормлю, говорит, вас в любой момент небесной пищей, так как только вы этого захотите. И каждый раз, когда вы захотите пить, вам достаточно будет поднять с земли камень, и из-под него будет сочиться, говорит, прохладная вода. Посмотрите, в буквальном смысле, какой заботой Аллах окружил этот народ. Как Он лелеял этот народ, как будто бы умолял, как будто о том, что если этот народ отправится в Шам, как будто от этого Всевышний Аллах что-то для себя может получить. Но прекрасно мы знаем, что Аллах не нуждается в нашего поклонения. Если даже все человечество, которое было, которое есть и которое будет, мы все будем поклоняться Всевышнему Аллаху, и не будет ни одного ослушавшего, от этого Всевышнему Аллаху ничего, его могуществу не убавляется, не прибавляется. И если все человечество, которое было, есть и которое будет, если мы все будем находиться, значит, в оппозиции, как говорится, то есть не будем слушать Всевышнего Аллаха, то от этого тоже ни могущество Аллаха не убавляется, не прибавляется. То есть Аллах не нуждается в своем творении и тем более нашим поклонением. И вот после таких уговоров израильтяне согласились и отправились вместе с Мусой, алейхиссалам. По пути их следования был город под названием Арих. И в этом городе жили люди, которые примерно 2 раза были выше, чем сами израильтяне. Но эти земли были очень благодатными, и Аллах повелел, значит, Мусе, алейхиссалам, что вы с легкостью призовете их к единобожию. Войдите и призовите их к единобожию. То есть, как бы получается, результат гарантирован, вы только войдите и призовите их к единобожию. Израильтяне остановились неподалеку от этого города, и Муса, алейхиссалам, 12 человек из своего народа, из каждого тухума рода по одному человеку отправили на разведку. Отправили их туда и сказали: разведайте, узнайте, и то, что вы узнаете, и то, что вы увидите,
расскажите только мне. И вот с таким условием отправили. А кто-то из жителей этого города Ариха, узнав этих людей, он притворился им, значит, путеводителем и в конце концов сделал так, что этих людей взяли в плен. И те обсуждали, как с ними поступить. Одни говорили, давайте их казнить, другие говорили, давайте их превратим в рабов и так далее. И в конце концов наступила ночь, и ночью им удалось сбежать. Убегая, они проходили через их поля, и увиденное их поразило. Действительно, эти земли были очень благодатными. На их деревьях росли такие плоды, например, плод гранаты могли нести только 2 человека. Кисть винограда могли поднять только 2 человека. И вот, увидев такую благодать, они взяли с собой кисть винограда и одну вот гранату. Когда же они прибыли, они прямиком стали перед своим народом, и народ начал восхищаться их плодами, и страх действительно вселился в их сердца, и они начали говорить о том, что если же у них такие плоды, а какие же они сами? И отказались фактически выполнить веление Аллаха, а войти в этот город и призывать этих людей к единобожию, несмотря на то, что им была гарантирована легкая победа. И вот получилось, что в данном случае эти разведчики нарушили условия, которые были поставлены Мусой, алейхиссалам. То, что увидите, то, что вы узнаете, только расскажите мне. Из-за этого народ воспротивил и говорит, что нет, мы не войдем в этот город, мы здесь подождем, а ты, обращаясь к Мусе, алейхиссалам, сказали, ты вместе со своим Аллахом иди, говорит, призовите их к единобожию, а мы вас здесь подождем. И вот посмотрите, каким же образом оставили амру Аллаха и ослушались Мусы, алейхиссалам, из-за чего Аллах наказал этот народ. Расстояние, которое они должны были преодолеть в течение нескольких недель, они уже до Шама преодолевали это расстояние в течение 40 лет. 40 лет они скитались по этим пустыням. И Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и сказал, о Аллах, среди этих людей были, естественно, мунафики, те, кто были лицемерами. Избавь мой народ от этих мунафиков. И действительно так получилось, что за время скитания по этим пустыням, вот те израильтяне, которые были из числа мунафиков, лицемеров, они отставали от людей, и как вот получалось, что заблуждались, и вот получали вот таким образом, вымирались. И в конце концов, в результате вот этих долгих скитаний, Муса, алейхиссалам, с теми людьми, которыми были верными ему, с этими людьми действительно с легкостью призвали этих жителей Ариха к единобожию. Далее их путь следовали они к Шаму, и Всевышний Аллах тогда, когда давал пророчество, Мусе, алейхиссалам, он говорил, что тебе мы будем давать священное писание, и по этому священному писанию будете жить, значит, и поклоняться. Наступило время, как раз нужно было пойти, значит, пойти на гору Тур-ас-Сайн за священным писанием. И было повелено Мусе, алейхиссалам, чтобы он соблюдал 30 дней пост. Пост он должен был соблюдать, пророки тогда соблюдали, день и ночь подряд вместе. Такое соблюдение поста свойственно было только пророкам. Но людям такое соблюдение поста, оно является недозволенным. И Муса, алейхиссалам, 30 дней действительно соблюдал пост, и после чего
значит, ему нужно было наводить чистоту, одеть чистую одежду и отправиться за Священным Писанием. А тогда же, когда прошли эти 30 дней, Муса, алейхиссалам, почувствовал, что за вот эти 30 дней, когда он соблюдал пост, как будто бы из его рта есть какой-то неприятный для него, казалось, запах. А этот запах изо рта постящего человека является самым приятным для Всевышнего Аллаха, и ангелы окружали Мусу, алейхиссалам, и наслаждались как раз этим запахом. А Муса же, алейхиссалам, решил так, что, наверное, нехорошо ему разговаривать в таком состоянии с Всевышним Аллахом, и, отправляясь в путь, использовал сивак. После чего Всевышний Аллах повелел ему: ты нарушил, говорит, то, что ты достиг в течение 30 дней, и тебе предстоит еще 10 дней соблюдать пост, и ангелы, фактически, которые наслаждались этим, значит, они вынуждены были отойти. И вот тогда через еще 10 дней Муса, алейхиссалам, задержался, и когда Муса, алейхиссалам, поднялся на эту гору, и вот здесь как раз Муса, алейхиссалам, изъявил, мы об этом с вами говорили, желание увидеть Всевышнего Аллаха, и Аллах ему сказал, что это невозможно, и мы об этом как раз говорили, когда, значит, через 70-тысячную завесу Аллах направил всего лишь там какую-то часть своего взора на одной из гор, которая, значит, и разрушилась на глазах Мусы, алейхиссалам. Муса, алейхиссалам, понял, что свою ошибку, просил прощения, и тогда Всевышний Аллах приказал, значит, повелел Джабраилю, алейхиссалам, чтобы он подготовил доски, и на 9 досках размерами по 9 локтей Моисей, Муса, алейхиссалам, были подготовлены текст Торы, Таурата. И говорят, Муса даже, алейхиссалам, слышал скрип, значит, того, как вот этот текст, священный текст записывали на этих досках. После того, как текст был подготовлен, Всевышний Аллах вручил ему, говорит, Моисей, Муса, алейхиссалам, эти 9 скрижалей, 9 досок, и сказал, обращаясь к нему: о, Муса, постарайся жить по этим скрижалям и постарайся умереть любящим Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Муса, алейхиссалам, спросил: а кто такой Мухаммад? Тогда Всевышний Аллах ему сказал, что это тот, которого я сотворил за 1000 лет до сотворения этого мира. Это тот, ради которого сотворил я все. Это самый любимый из всех моих творений. Мухаммад Мустафа, саллаллаху алейхи вассалам. Тогда Муса, алейхиссалам, узнав, что есть любимый из людей человек, а тогда он обратился и говорит: о Аллах, есть ли у тебя народ более любимый, чем мой народ? Ведь Муса, алейхиссалам, видел, как лелеет, как говорится, Всевышний Аллах его народ, и что его народ является избранным народом. Тогда Всевышний Аллах говорит: как мое величие над моими творениями, так и велика, говорит, умма пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, над уммами, над последователями других пророков. Тогда Муса, алейхиссалам, говорит Аллаху: о Аллах, дай эту умму мне. И тогда Аллах Всевышний говорит: эта умма принадлежит только пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам. Тогда Муса, алейхиссалам, говорит: хотя бы сделай меня из числа последователей этого пророка. То есть сделай хотя бы, говорит, меня из числа нас с вами. И тогда Аллах Всевышний говорит: Муса, не проси то, что тебе не положено. Ты можешь, говорит, просто только услышать их голос. И тогда, говорит, Аллах Всевышний, когда обратился к умме пророка, саллаллаху алейхи вассалам, и они ответили Всевышнему Аллаху: лабайк,
Аллахумма лаббайк. И тогда, говорит, фактически Муса, алейхиссалам, мечтал, чтобы быть одним из нас с вами. Вы представьте себе пророка, который из 5 самых великих пророков, улюль азм, 3 по числу из этих великих пророков мечтал быть одним из нас с вами. А мы же с вами еще не осознаем ту благодать, которым Аллах нас одарил. То благо, которым Аллах нас одарил. Именно быть из числа из последователей такого пророка. И в то время ведь не было ни одного случая, чтобы Аллах Всевышний кого-то из пророков, да, из своих творений, чтобы он сам лично благословлял. И Аллах Всевышний говорит, что я его благословляю, мои ангелы его благословляют. О, вы, которые уверовали, вы тоже его благословляйте. И вот за это благословление нам обещают нас 10 раз благословлять. Посмотрите же, какая милость. Если бы вот эту благодати, вознаграждение, которое человек получает, значит, произнося вот это салават в адрес пророка, саллаллаху алейхи вассалам, если бы это можно было бы выразить в виде материальных ценностей, наверняка из всего человечества ни один человек бы ни одной секунды свободным не проводил бы, а проводил бы, благословляя пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Но настолько мы фактически не понимаем ценности вечного мира, ради которого Аллах нас создал, и мы увлеклись этим материальным миром, а когда же мы понимаем, знаем, что ты выигрываешь где-то 2-3 рубля, и ради этих 2-3 рублей выигрыша этот человек тратит столько энергии, столько силы и столько времени. Дай Аллах нам разума, чтобы понять действительно истину. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля саййидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим лекцию. Тема история пророка Мусы, алейхиссалам. Мы говорили о том, что когда Всевышний Аллах вручил Мусе, алейхиссалам, Тору, и Мусе, алейхиссалам, Всевышний Аллах говорит: твой народ сотворил золотого теленка и начал поклоняться, говорит, ему. Муса, алейхиссалам, был удивлен. Он говорит: о Аллах, как же ты допустил? Как же ты допустил, говорит, такое? И Всевышний Аллах говорит: твой народ этого хотел, то, что твой народ хотел, я им и дал. Посмотрите, ведь фактически то, что человек, чего бы этот человек в этой жизни не добивал, Аллах ведь это все ему обещал, но в вечной жизни он получает тогда только наказание. Если то, чего он потребует, постарается добиваться в этой жизни, не будет соответствовать тем нормам, предписанным нам шариатом. И тогда же действительно так и получилось, когда Муса, алейхиссалам, ушел, и он задержался более чем на 30 дней, и тогда один из израильтян, называли его, так и прозвище его было Самир, а звали его тоже Муса. Муса его звали, и он имел тоже такое же происхождение, как и Муса сам, алейхиссалам. А именно, в то время, когда Фараон издал указ и убивали всех мальчиков, которые рождались в семьях израильтян, говорят, что женщины рожали своих сыновей, и их оставляли в лесах, прятали в пещерах и так далее. Вот так, зная, что все равно их зарежут, оставляли вот таким образом, прятали их в различных местах.
И вот, посмотрите, и вот этот в данном случае Самир, тоже говорят, одной из версий, вот так оставила мать в лесу, и Джабраиль, алейхиссалам, воспитывал его. И потому он с раннего детства мог отличить, в каком бы облике Джабраиль, алейхиссалам, не появлялся среди людей, он мог сразу отличить его. И он мог определить тому, чему касалась лошадь Джабраиля, алейхиссалам, когда он появлялся среди людей. И он знал, что вот эта травинка или земля, к которой прикасалась, значит, нога Джабраиля, алейхиссалам, или его лошади, что она является животрепещущей, то есть носителем жизни. И вот тогда, когда Муса, алейхиссалам, задержался, вот этот Самир предложил расплавить то золото, которое им досталось. Вот это золото они расплавили, из него сделали теленка, и вот эту траву из следа Джабраиля, алейхиссалам, взял и вот поместил его в полость рта этого теленка, и он зарычал. Тогда он и говорит, что, посмотрите, Муса, алейхиссалам, пошел к Аллаху, и он заблудился, и вот, а сам, говорит, Аллах к нам пришел, говорит, вот, говорит, наш Бог. Действительно, израильтяне с тех пор, как они перешли Красное море, они требовали от Мусы, алейхиссалам, и говорили, у всех есть вот эти идолы. Давайте же нам тоже какой-нибудь идол, чтобы мы могли, говорит, поклоняться этому идолу. Но Муса, алейхиссалам, их убеждал, переубеждал, говорил о том, что нельзя поклоняться чему-либо, кому-либо, кроме единому Аллаху. И фактически из-за этого требования, говорят, Всевышний Аллах и сделал так, что народу израильтян, мол, они никогда не насытятся материальным богатством, материальными ценностями, и сколько бы у них не было богатства, и в сердцах их будет всегда факр. Факр – это, значит, недостаточность, да? То есть вечные потребности еще большего, чем ты имеешь. И из всех более 70 тысяч израильтян, которые как раз перешли Красное море и следовали вместе с Мусой, алейхиссалам, только 12 тысяч человек остались верными единобожию и послушали Харуна, алейхиссалам. Сколько бы Харун, алейхиссалам, не старался, остальных людей он не мог спасти, и они начали танцевать, плясать вокруг вот этого теленка. И когда же Муса, алейхиссалам, пришел, вернулся к этому народу, и тут же как раз он набросился на Харуна, алейхиссалам, как же ты такое допустил, как же ты позволил? И Харун, алейхиссалам, оправдывался, говорил о том, что невозможно было остановить этих людей. И тогда же Муса, алейхиссалам, намеревался, значит, наказать Самира. Обратите внимание, Всевышний Аллах ему говорит, смотри, Муса, ты не трогай Самира. Самир, он очень щедрый, говорит, человек. Обратите внимание, даже такого человека, мунафика, значит, такого человека, который столько людей ввел в заблуждение, этого человека даже Аллах говорит, не трогай его из-за его одного хорошего поступка. Он, говорит, очень щедрый человек. Если же человек, уверовавший в Всевышнего Аллаха, и который, значит, исповедует свою религию как положено, и если же его сердце будет щедрости, как же Аллах тогда этого человека будет беречь, и как же Аллах этого человека будет любить? И поэтому одна из самых боголюбимых Аллаху черт человеческих является ат-таква, богобоязненность и щедрость его. Щедрость ведь может подумать кто-то, что же, как, в чем же появляется щедрость моей, если мне нечем, скажем, угощать там или раздавать чего-то людям и так далее, и так далее. Но щедрость души заключается в том, что, дорогие друзья, то, что мы узнаем, то хорошее, прекрасное, это есть практически бриллианты духовные. Если ты ими делишься, если ты
значит, общаешься с родными, близкими, и ты показываешь свою доброжелательность по отношению к этой семье, но при этом не подчеркиваешь свое то, что ты знаешь и так далее, а именно своим добронравием и доброжеланием этой семье, это и есть самая главная щедрость. Щедрость именно делиться с людьми своими знаниями, своими умениями, не только делиться своими материальными ценностями. И Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и говорит: как же теперь поступить с этими людьми, которые стали муртадами? Муртад – это тот человек, который оставил веру свою. И по отношению к муртадам, чтобы получить, как же с ними поступить, Муса, алейхиссалам, выбрал из своего народа самых авторитетных 70 человек. Как говорится, самых мудрых, как говорится, самых старейшин. 70 самых уважаемых, почитаемых людей он выбрал из своего народа, и вместе с ними, соблюдая также этику, наводя также чистоту, и они все отправились к горе Тур-Сейн. Когда они приблизились к этой горе, гора была покрыта туманом, и когда Муса, алейхиссалам, вошел в этот туман, и эти 70 израильтян, они избранные из израильтян, видели, как лицо Мусы, алейхиссалам, оно сияло, и они слышали то, как Муса, алейхиссалам, разговаривал с Всевышним Аллахом, и то, что Аллах Всевышний говорил Мусе, они все это слышали. Но они начали требовать: мы согласимся, мы поверим, уверуем тебе только в том случае, если покажите нам Аллаха. Разгневался Аллах Всевышний, и ангелы сделали так, что эти 70 человек один за другим, а каждый видел, как другой умирает. И 70 человек на глазах друг перед другом так умерщвил Всевышний Аллах. И тогда Муса, алейхиссалам, обратился к Аллаху и говорит: о Аллах, они же избранные из моего народа, как я теперь к ним вернусь? Последуют ли они теперь за мной? И спустя день это тела были, представьте себе, трупом уже, даже определенный трупный запах, говорит, появился на этих телах их, и прямо на глазах друг у друга оживили всех их, сперва одного, и он видел, как этот мертвый, и тут оживляется. И как так все 70 человек их оживили. И даже говорят, что по сей день потомство этого народа, тех из этих 70 человек, которые оказались среди них, даже этот запах, говорит, специфический, он сохранился, говорит. И действительно оживили, увидели, что так каждый из них оживил, и в этом было величие и могущество Аллаха. И когда же пришли они к своему народу, и было сказано, что принять покаяние. А покаяние было в том, что эти муртады, то есть вероотступники, они должны были садиться таким образом, прижав руками голову к своим коленям и не поднимать глаза на тех, кто их убивает. А те же, кто остались верными единобожию, они должны были убивать тех, кто отступили от веры. Представьте себе, какой была форма покаяния. И действительно было очень тяжело, потому что брату приходилось убивать своего брата, отцу своего сына, соседей своих и так далее. И это было очень тяжело. И тогда по мольбе, по просьбе Моисея, Мусы, алейхиссалам, Аллах послал на них такой туман,
которые, значит, они не видели лица тех, кого они убивают. И все-таки Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху: истребляется же будет мой народ и спасение моему народу. И вот тогда Аллах оставшимся простил, но тем не менее, вот тех людей, которые поклонялись эту теленку и были муртадами, тогда Муса, алейхиссалам, расплавил вот этот теленка и, превратив вот этот прах, вот это все выбросил, говорит, на значит, воду, и те, кто пили эту воду, говорит, на них осталась асар, то есть как бы серебряная полоса какая бы, да, как бы вот такая на усах, и вот таким вот этим знаком могли, говорит, узнать те из людей, которые были из числа вероотступников. Вот такое испытание пришлось, значит, пережить этому народу, и после чего они и продолжали свой путь в сторону Шама. Следующая история, на которую мы с вами остановимся, это история Мусы, алейхиссалам, и Каруна. Карун – это двоюродный брат Мусы, алейхиссалам, и с раннего детства был одним из самых таких благочестивых людей. И он с раннего детства выучил Тору, Таурат, и проводил очень много времени над чтением, над изучением Таурата. И Муса, алейхиссалам, ради того, чтобы обеспечить ему и его семье средств существования, научил его алхимии, то есть научил его определенным операциям, с помощью которых можно было получить золото. Он научил 3 людей, и каждый из них владел отдельной технологией, и строго-настрого предупредил каждого из них, чтобы технологию, которым обладает каждый из них, чтобы не передавали друг другу. И так вот 3 человека мог, в конечном счете, один из них проводил одну технологическую операцию, другой проводил другую технологическую операцию, и третий проводил следующую, и получали золото. Полученное золото делили между собой поровну. И вот, несмотря на этот запрет, Карун как раз разузнал технологию предыдущих вот как раз операций, и в конце концов начал сам лично получать золото. И сколько бы он золота не получал, чем больше становилось золото, тем больше у него появлялось желание его производить. И говорят, что у него эти склады были переполнены полностью этими монетами золотыми, а он сам же не успокаивался. Вы, значит, наверное, в детстве смотрели «Золотая антилопа». Именно этот сюжет взято из этой истории, и на основе этого сюжета как раз и вот поставили вот этот мультфильм. И вот даже говорят, что специальные были носильщики, и эти носильщики в специальных вот этих носилках носили ключи от тех складов, которые были переполнены монетами. И вот тогда, когда у него появилось такое количество богатства, Харун подверг сомнению Тору и подверг сомнению установку Моисея Муса, алейхиссалам, его религии в том, что ты слишком много, говорит, берешь закат. А в то время закат фактически от Мусы, вот в его период было, значит, из 1001 монеты. И это ему показалось много. Далее Харун начал говорить о том, что, значит, что это тягость для людей, и даже порой иногда выступал против Мусы, алейхиссалам.
Однажды, когда Муса, алейхиссалам, выступал перед своим народом, и рассказывал о благочестии, о больших грехах, которыми является и, в частности, и прелюбодеяние, Харун задал вопрос, а что, и пророкам тоже нельзя? Сам по себе вопрос Мусе, алейхиссалам, очень не понравился. Он разозлился на него и как бы сквозь зубов сказал, да, и пророкам тоже. И тогда Харун встал и сказал, у меня есть свидетели. Муса, алейхиссалам, сказал, приведите. И оказывается, Харун подговорил одну женщину и обещал ей огромное количество золота, сказал, что ты выступишь перед народом и скажешь, что Муса, алейхиссалам, совершал с тобой прелюбодеяние. Подготовив эту женщину, Харун привел эту женщину поставил перед своим народом. Разве Всевышний Аллах допустит, чтобы ее уста произнесла такой поклеп адрес пророка? И она начала говорить правду. И она сказала, что вот этот Харун мне обещал вот такое количество золота, что если я перед вами скажу, что Муса, алейхиссалам, совершил такой поступок по отношению ко мне. И, естественно, ложь вышла наружу, и Муса, алейхиссалам, разозлился на Харуна, видя его состояние, Всевышний Аллах обратился к нему и сказал, «Земля и небеса тебе подчинены, поступай, как хочешь», говорит, по отношению к Харуну. Тогда Муса, алейхиссалам, обратился к народу и говорит, «Тот из вас, кто следует за мной, пройдите в эту сторону». И остались только Харун, и вместе с Харуном остался еще один человек. И тогда Муса, алейхиссалам, приказал земле, проглотите их, говорит. И вот на глазах этих людей земля начала глотать, то есть они тонули прямо в землю, как в болото. Вы видели, наверное, да? Вот так вот они начали проходить, а тогда, когда они дошли до коленей, тогда только осознали серьезность события, и начали просить, умолять, плакать и так далее. Но на глазах все это происходило израильтян, и не успели полностью тела их скрыться с глаз, как израильтяне начали говорить о том, что, посмотри, Муса, алейхиссалам, убрал Харуна, чтобы овладеть его богатством. Естественно, это было слышать больно Мусе, алейхиссалам, и он тут же как раз обращается к земле и еще раз говорит, вместе со всем их богатством и вместе со всем их имуществом проглотите все это, говорит. И вот так, говорит, до судного дня они будут вместе со своим богатством проходить сквозь землю и вот так не останавливаясь. Посмотрите, дорогие друзья, тогда, когда у человека, вот даже, казалось бы, у которого крепкий иман и такая надежная вера, как это все богатство, имущество этих людей выводило из строя. И потому дай Аллах нам крепкого имана, и действительно, если же у этого человека будет любовь к этим материальному, в любом случае это материальная любовь к мирскому, это ведь все беды человеческие, все его проблемы именно появляются из-за любви к мирскому. И вот именно тем лекарством, которое лечит нас от этой самой страшной болезни, именно болезни любви к мирскому, материальному, этим лекарством и является тасауф, является тарикат,
является суфизм. И вот лекарями, которые лечат наши сердца от вот этой именно от страшной болезни, их называют устазами, шейхами, муршидами или просто духовными наставниками. Многие ведь известные люди, которые выступали против тариката, они говорили, да, конечно, тарикат хорошо, но мы никак ничего не сможем, говорить, делать с любовью к мирскому, любовью к материальному. Вот эта любовь, говорит, нас не пускает к тарикату. Дай Аллах, чтобы Аллах нас сделал из числа тех особых возлюбленных своих рабов. Ибо Всевышний Аллах же говорит о том, что когда я полюблю своего раба, только ему, говорит, я даю понимание своей религии. А как можно понимать религию, если человек отрицает душу, рух, жизнь, ядро ислама, ядро религии? Каковым является тарикат, которого в последнее время, начиная примерно вот этого 270-300 лет, специально начали отделять от шариата, в то время как шариат и тарикат – это как будто вот человеческое тело. То, что мы с вами видим, это оболочка, да, телесная оболочка, это есть шариат. И то, что невидимая часть душа, это и есть тарикат. Одно, без которого практически невозможно. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем. Да простит Всевышний Аллах грехи наши, наших родных, наших близких, наших умерших. Да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим лекцию. Следующая история – это история Хизры, встреча Хизры, алейхиссалам, и Мусы, алейхиссалам. Но прежде чем рассказать об этой истории, нам придется сперва рассказать о пророке Хизре, алейхиссалам. И после этого мы расскажем об истории встречи Мусы, алейхиссалам, и Хизры. Из потомства Айса мы с вами говорили о том, что из Якуба, потомства Якуба, алейхиссалам, вышли последующие многие тысячи пророков, а из потомства же Айса вышли только несколько пророков. Их в числе мы говорили об Аюбе, алейхиссалам, и его сыне Зулькифле, и другой как раз, значит, жил один царь, и этот царь, говорит, тоже был из потомства Айса. И у этого царя был единственный сын, и звали его, значит, имя я сейчас не помню, значит, его назвали Хизры. Хизры – это просто его прозвище. Хизром его назвали от того, говорит, что то место, куда он делал суджда, то место, куда он наступал, оно зазеленело. То есть появлялась зеленая трава, и потому назвали его Хизры. Хизры в детстве же отец отправлял к своему, значит, доверенному человеку для обучения. Но по пути следования Хизры, алейхиссалам, он встретил одного очень богочестивого человека, который исповедовал единобожие, и он останавливался у него, и у него получал знания. А тот, значит, доверенный человек царя думал, что Хизры перестал к нему ходить, а отец же не знал, что он туда к нему не ходит. И в действительности же Хизры, алейхиссалам, получал, значит, знания об единобожии от человека, который следовал, исповедовал единобожие. Впоследствии Хизры, алейхиссалам, вырос, и отец хотел его поженить, хотя такого желания Хизры, алейхиссалам, не было. Все-таки против воли сына отец поженил его на дочку царя соседнего царства. И первую же ночь Хизры, алейхиссалам, обратился к ней и сказал, что у меня есть тайна, если я, значит, его тебе открою, и если ты сохранишь эту тайну, будет тебе хорошо, но если ты
будешь разглашать мою тайну, тебе будет плохо. Как поступить мне? И она говорит, расскажи, я обещаю, говорит, сохранить в тайне. И тогда Хизри, алейхиссалам, говорит о том, что я исповедую, говорит, другую религию, нежели чем мой отец. Я мусульманин. И говорит, что у меня, я такой человек, говорит, который не нуждается в женщинах. Ты можешь, говорит, если хочешь пойти завтра же к отцу в родительский дом, если хочешь, можешь остаться, говорит, со мной. И жена выбрала второе, решила остаться с ними. Проходит время, проходят месяцы, проходят годы, потомства детей нет, а царь жаждал иметь наследника, и он обращается к Хизри. Хизри, алейхиссалам, говорит, это дело Всевышнего, когда он захочет, тогда он и отдаст. А обращается к невесте, она тоже повторяет точно так же. Ничем не повинную, значит, невестку, через некоторое время этот царь отправляет домой, и несмотря на то, что так несправедливо с ней поступили, и она свою тайну доверенную ей Хизри, алейхиссалам, сохранила и не разглашала. Это называется аманат. И вот через некоторое время царь взял, значит, другую девушку, поженил Хизри, алейхиссалам, на другой, несмотря на его сопротивление, уговоры. И вот в первую же ночь Хизри, алейхиссалам, и ей тоже рассказал точно так же, как поступил с первой. И она тоже сказала, что она сохранит тайну, и также решила остаться вместе с Хизри, алейхиссалам. Прошли годы, и опять нету потомства, и царь обращается к Хизри. Хизри, алейхиссалам, также ссылается на волю Всевышнего Аллаха, а тут он пошел на хитрость и какими-то уловками нашел подход к этой женщине, но у нее же не оказалось, как говорится, секрета, места для секретов. И она открылась и рассказала всю правду, ту тайну, которая была ей верена хранить Хизри, алейхиссалам. И тогда отец разозлился и начал ругать, обзывать и так далее. И Хизри, опасаясь, значит, расправы над ним, и сбежал из дома. Избежал, и долгое время не могли его найти. Тогда, потеряв всякий покой, отец собрал, значит, своих людей, самых верных людей, и 100 человек, и 10 бригад по всем направлениям, разослал их по всему свету в поисках Хизри, алейхиссалам. И одна из этих бригад, одной из этих отрядов в составе 10 человек наткнулись, нашли Хизри, алейхиссалам, который в необитаемом острове спокойно проводил время в богослужении. И он сказал им, что все ведь другие 9 бригад, они вернутся ни с чем, и они скажут, что не нашли меня. И вам тоже будет хорошо, если вы скажете, что не нашли меня. Если же вы скажете, что нашли меня и возьмете меня с собой, отец меня, несомненно, убьет, и в этом как раз и вы станете соучастниками этого убийства. И вот все 10 человек клятвенно обещали ему сохранить эту тайну и ушли, а когда же пришли к царю, 9 из них начали говорить прямо так, как все случилось, рассказали о том, что нашли Хизри, а один же наотрез отказывал, говорил о том, что не знаю, знать не знаю, не видел, нет, не знаю, не нашел. А 9 утверждали, ну что же ты, с ума сошел, что ли? Дайте нам людей, дайте нам корабль, мы пойдем сейчас тебе привезем его, говорит. И, естественно, царь дал еще больше помощников им, дал корабль, и они отправились. А Хизри, алейхиссалам, не веря им,
данным им словом, и он перебрался с этого места, и больше никто его не видел. Они пришли, естественно, не нашли Хизры и вернулись ни с чем. Разгневанный царь встретил во дворе невестку свою и тут же убил ее и сказал: из-за тебя все все началось. Узнав о том, что убили жену Хизры, та первая, которая была его женой, тут же перебралась, ушла из этого города, как бы чего не вышло. А с этих 9 человек, которые пришли и утверждали, что говорили, что они видели Хизры, и они приведут Хизры, когда они не привезли его повторно, и тех тоже убил этот царь. А тот 10-й узнал о том, что убили всех этих 9, и он на всякий случай решил покинуть этот город. Ушел из этого города. И вот так получилось, что впоследствии этот народ так погряз, говорит, в разврате, распутстве и так далее. И Аллах наказал этот народ. Наказал и уничтожил всех жителей этого города. И в этом городе спустя некоторое время тут появляются мужчина и женщина. И они встретились, и разговаривая между собой, оказались они оба те, которые скрыли, сохранили тот аманат, тот доверие, которое им сделали. И Всевышний Аллах сделал так, что у них появилось друг к другу, значит, влечение, они поженились и жили прекрасно, очень хорошо, и у них, говорят, появилось очень хорошее, благочестивое потомство. Обратите внимание, дорогие друзья, порой мы не обращаем внимания на то, когда с тобой поделился твой брат, или же по вере, или же родной твой брат, или кто-то, скажем, из друзей, товарищей, или же близких из родственников, и этот аманат, насколько мы храним. А тех же, кто хранит аманат, доверие другого человека, и который без его разрешения, ты же не имеешь права его разглашать. И посмотрите, как отблагодарил Всевышний Аллах этих людей. И поэтому одним из показателей крепкой веры человека является именно вот это умение хранить тайну, доверенную тебе. И в этой связи, конечно, действительно наступило сейчас такое время, и Саид Афанди Куддасаллаху сирруху подчеркивает это в своем произведении, что сейчас практически очень трудно, невозможно, говорит, найти такого человека, которому можно было бы вот так доверить свою тайну. И это есть аламат приближения именно действительно судного дня. Вот такова история Хизры, алейхиссалам. Теперь мы уже с вами знаем историю Хизры. Теперь вернемся к истории Хизры, встречи Хизры и Муса, алейхиссалам. Однажды Муса, алейхиссалам, выступал перед своим народом и рассказывал им об своей религии, наставлял их. И кому-то из израильтян показалось, что Муса, алейхиссалам, он является как бы бескрайним океаном знаний. Обращаясь к нему, Муса, алейхиссалам, этот человек спросил: кто на земле самый знающий из людей? Муса, алейхиссалам, как-то подумал, ведь он же посланник Аллаха, и сказал, что я. А Всевышнему Аллаху самым ненавистным является, когда человек говорит «я». И тут же Аллах Мусе, алейхиссалам, говорит: «О, Муса, у меня есть раб, который знает больше тебя». И тогда Муса, алейхиссалам, захотел встретиться, увидеться с ними. И вот тогда как раз и начал умолять, просить Всевышнего Аллаха. Дорогие друзья, вот эта история, она очень уникальна. Я хочу обратить ваше внимание, особенно и тех, кто там что-то пишет,
Если бы, например, эти ваххабисты могли бы эту историю из Корана убрать, они бы давным-давно это убрали бы. Но Всевышний Аллах ведь сказал, что «Я его сохраню до судного дня». И потому чудом Корана является то, что даже знаки препинания в Коране практически не смогли изменить, несмотря на 1400 с лишним лет. Если бы вот эта история встречи Хизри, алейхиссалам, и Муса, алейхиссалам, если бы это было бы, какой бы это ни был достоверным хадисом, и эти представители этой ваххабистской идеологии, они бы сказали бы, что это недостоверным. И вот посмотрите же, это является коранической историей, букву, которую не сможет никто изменить, и фактически полностью опровергает теорию, да, вот эту идеологию ваххабизма. Поэтому я попрошу вас внимательно послушать эту историю. И тогда, когда Муса настоял, просил, позволь мне встретиться с этим твоим рабом, и тогда Аллах Всевышний ему дал его сифаты, дал ему место, и Муса, алейхиссалам, вместе с пророком Юша отправился в путь. Они взяли с собой на пропитание, значит, сушеную рыбу, взяли кое-что еще, и по пути их следования Муса, алейхиссалам, остановился у моря, у одного источника, чтобы передохнуть. Муса, алейхиссалам, уснул, а Юша тут же как раз делал омовение, и этот момент от него вот эта часть воды от этого источника попала на эту сушеную рыбу, рыба ожил и выскочил, пошел, как раз попал в это море. Юша увиденный был поражен, но об этом, когда проснулся Муса, алейхиссалам, умолчал. Они продолжали путешествие, продолжали дальше идти, и Муса, алейхиссалам, устал и говорит: вот что-то мы, говорит, достаточное расстояние преодолели, говорит, давай немножко подкрепимся. Где, говорит, наша рыба? Юша, алейхиссалам, говорит, рыбы нет. И рассказал ему историю, что случилось с рыбой. И Муса, алейхиссалам, говорит, вы ведь в тех приметах, которые нам Аллах Всевышний дал, именно у этого источника мы должны были встретиться, увидеть, найти Хизри, алейхиссалам. И вернулись обратно. Когда они вернулись к этому источнику, увидели там на одном островке, сидел Хизри, алейхиссалам, сидел в молитве. Муса, алейхиссалам, обратился к Юша, попросил его вернуться к Харуну, алейхиссалам, а сам же подошел к Хизри. А когда же Муса, алейхиссалам, подошел к Хизри, Хизри, алейхиссалам, ему говорит: ассаламу алейкум, Муса, сын Имрана. Муса, алейхиссалам, был удивлен и говорит: ты откуда знаешь, что я Муса, что я сын Имрана? Хизри, алейхиссалам, от того же, кто тебя ко мне послал. И вот Муса, алейхиссалам, просит пророк из числа Улул-Азм, из 5 пророков, 3, да, который получил первую книгу. Также он просит, без всякого вот этой гордости, высокомерия, да, Хизри, алейхиссалам, возьми меня себе ученики. А Хизри, алейхиссалам, говорит: ты разве сможешь со мной остаться? Муса, алейхиссалам, обещает ему. И вот тогда, когда они находились у этого моря, прилетела одна птичка и начала над ними чирикаться. Она удалялась от них, далее приближалась к океану, морю, и заново возвращалась и продолжала летать над ними и чирикать. Хизри, алейхиссалам, обратился, спросил у Мусы: ты знаешь, о чем эта птичка говорит? Муса, алейхиссалам, говорит: нет, не знаю. Эта птичка говорит, что знание, которым обладает человечество,
они меньше, чем той капли, которая оказалась на его клюве, по сравнению с тем количеством воды, которое есть в этом океане. То есть человеческие знания настолько ничтожны по сравнению с знаниями Творца. Муса, алейхиссалам, был поражен теми способностями, теми знаниями, которым овладал Хизри, алейхиссалам. Далее они путешествовали и нашли, проходя мимо одного населенного пункта, проходили мимо кладбища. И на это кладбище просто черепа уже вышли из-под земли, торчали они. Когда они приблизились к ним, Хизри, алейхиссалам, начал называть вот это, показал 7, назвал каждого из их имена и сказал, что вот эти 7 были 7 братьев. Муса, алейхиссалам, был поражен его способностями, его знаниями. И тогда, в подтверждение своих слов, Хизри, алейхиссалам, обратился к этим черепам, и каждый из этих черепов назвал себя, назвал свое имя, представился и сказал, что он брат того-то, вот такого-то, такого-то, так. Далее. Они сели на один корабль, и эти люди взяли их, бесплатно посадили. Одни говорили, что это, наверное, может быть воры. Другие говорили о том, что по их лицам видно, что эти люди очень благочестивые, они могут быть пророки, ибо пророки не имеют с собой там саквояжа, вещей материальных и так далее. И вот, тем не менее, взяли их на этот корабль, и когда они плыли, вдруг взял какой-то топор Хизри, алейхиссалам, и начал выбивать, то есть ломать доски на полу корабля. Муса, алейхиссалам, не выдержал, набросился на него, говорит: ты что делаешь? Мы же можем утонуть. Эти люди нас бесплатно взяли на корабль. Это ли наша им благодарность? И Хизри, алейхиссалам, сказал: ты ведь обещал мне не выступать против того, что ты увидишь, что ты не сможешь со мной рядом находиться. Муса, алейхиссалам, вспомнил это свое обещание и сказал, что больше не будет. И продолжили путь. Когда они продолжили путь, вышли из этого корабля, шли по суше, они увидели, что недалеко от одного населенного пункта дети играются между собой, и среди этих детей был мальчик, который не достиг такого совершеннолетия, и Хизри, алейхиссалам, подошел к нему и ударом по голове убил этого мальчика. Муса, алейхиссалам, не выдержал и говорит: что ты делаешь? Это же преступление, ребенок, не достигший совершеннолетия, ты убил же этого ребенка. Хизри, алейхиссалам, ему говорит: я же говорил, что ты не сможешь со мной находиться. И тогда Муса, алейхиссалам, умоляет и просит, говорит о том, что если случится 3-й раз, я тебе говорю, я сам уйду. И на этом наше путешествие совместное прекратим. И вот 3-й раз они пришли в один населенный пункт, и в этом населенном пункте, кому бы они ни обратились, они отказались их принять. Они не дали им ни пищи, ни воды. И окраине этого населенного пункта Хизри, алейхиссалам, обратил внимание, что стена одного дома вот-вот развалится. Он подошел к этому дому и восстановил эту стену. Муса, алейхиссалам, возмутился и говорит: что же ты делаешь? Ты хоть плату этих людей возьми, говорит, они же нам глоток воды не дали, пищи не дали. Чтобы купить на пропитание, хотя бы деньги возьми, говорит, что ты делаешь? И Хизри, алейхиссалам, говорит: ну все, мы на этом теперь с тобой расстаемся. Говорил же, что ты не сможешь рядом находиться. А так бы ты мог бы увидеть десятки тысяч различных таких чудес. И тогда же Муса, алейхиссалам,
поинтересовался, ну в чем же тогда хикмат, как же тогда ты поступил, твои действия не соответствовали нормам шариата? Хизри, алейхиссалам, говорит, тогда, когда мы разбили этот корабль, через некоторое время прибыли, значит, на контрольные представители короля, и король решил, объявив соседнему государству войну, и отбирал все свежие новые корабли. И когда прибыла его комиссия, увидев, что на дне этого корабля есть прорубь, они отказались, сказали, что это негодный корабль. И тем самым, говорит, мы спасли для тех людей, которых нас перевезли, для них мы спасли, говорит, этот корабль. А у них другого средства существования не было, говорит, это были братья-сироты. И на их иждивении находятся, говорит, их больные братья. А то, что, говорит, оттуда вода не поступила, действительно, несмотря на то, что было прорубь сделано, и вода оттуда не поступала, а тогда, когда, говорит, мать тебя бросила в сундуке в реку, а почему, говорит, ты там не утонул? И тем самым Хизри, алейхиссалам, показал свою просвещенность, те тайные, скрытые от явных, от людей, да, знания. Далее, когда, говорит, этого мальчика, ну хоть мальчика почему, говорит, ты убил? Хизри, алейхиссалам, говорит, этот мальчик, а когда он видит, что Муса, алейхиссалам, сомнение его не отходит, он показывает, обнажает его лопатку, и на лопате написано «Кафирун абадан», то есть неверующий абадан, то есть никогда не уверующий. И от его, говорит, неверия могут он нанести вред своим родителям, а родители, говорит, у него очень благочестивые люди. А ведь родители же всегда выступают в качестве адвокатов, в качестве, значит, защитников своих детей, какие бы преступления эти дети не совершали. И понимая, зная, что от этого пострадают как раз родители, и потому, говорит, я его убил, говорит, его, и по велению Всевышнего Аллаха. И у этих родителей, говорит, сегодня, значит, родится, говорит, дочь взамен этому мальчику. И впоследствии, говорит, у этой девушки вышла она замуж, и в ее роду она родила более 70, говорит, пророков. Ее роду, то есть в последующем в роду этой как раз девочки, родились, говорит, общей сложности около 70 пророков. Но тогда Муса, алейхиссалам, говорит, ну почему же фактически, как же, говорит, тогда хоть эту стену, почему, говорит, ты восстановил, и почему хоть плату нельзя было попросить? А тогда, когда, говорит, ты напоил отару овец дочерей Шуайба, почему, говорит, ты за это у них плату не взял? Здесь же, говорит, под этой стеной спрятано, говорит, клад, а те, кому принадлежит этот клад, они, говорит, еще не достигли совершеннолетия. Если сейчас этот клад обнаружит, говорит, что это все могут разграбить, и потому, говорит, я восстановил стену, пока эти дети-сироты не подрастут, и пока они не станут, говорит, хозяевами этого клада. Таким образом, дорогие друзья, они друг другу сделали завещание и разошлись. И исходя из этой истории, как раз нам становится понятным, что действительно существуют знания, и эти знания называются знания ладуни, ильму ладуни, знания, которые знания, которыми одаривает Аллах особых своих рабов. В частности, вот в данном случае Хизри, алейхиссалам. И, альхамдулилля, и среди людей, и среди авлия, и среди излюбленных, избранных Всевышним Аллахом людей, естественно, будут до судного дня так и людей, которые обладают этими знаниями ладони. Их называют божественными знаниями некоторые называют их сокровенными знаниями.
но факт, что они существуют. А ваххабисты же считают, что этих людей, которые обладают этими знаниями, они называют, значит, людьми, которые, мол, привержены влиянию чертей, там, сатаны и так далее, и так далее. Это все, естественно, неправда, потому что доказательством этому является то, что Хизри, алейхиссалам, вот так обладал этими знаниями. И для того, чтобы понять, что же именно, как же эти знания, действительно, обладатели этих знаний жили и у нас, и живут, альхамдулилля, я хочу вам привести один только пример. Посмотрите, когда большевики пришли, и добрались они и Дагестана, и когда, объявив имам Гатсинский, призывал людей противостоять большевизму, Сайфуллах Кади Каддассаллаху сирруху говорил ему: не нужно это делать, ты не победишь, у них силы больше, а по шариату нельзя выступать против тех, у кого сила больше. Ты тем самым уничтожишь просто мусульман, и от этого ты никак не получишь ничего. Но его не послушали, и в результате этой войны были убиты более 5000 человек. И тогда, перед этим, Гатсинский, когда задает вопрос Сайфулле Кади и говорит, как же тогда поступить с этим большевизмом, Сайфуллах Кади, Каддассаллаху сирруху, взял 2 камня, протирая их между собой, сказал: они вот так уничтожат, исчезнут они. И вот так и получилось. 70 лет прошло, но без единого выстрела этот большевизм исчезл. Вот фактически вам одно из случаев того, что действительно существуют люди, которые обладают знаниями ладуни. Другой вам пример я могу привести. Живой свидетель, вот я перед вами. В 1993 году по просьбе нашего ныне президента, тогда председателя Верховного Совета, Муху Гимбатовича, мы отправились к Саид Афанди. Он просто хотел познакомиться с ним. 1993 год для Дагестана, взрослые знают, это были такие годы политических страстей, митинговые страсти. Одни говорили, что надо отделиться от России, другие там уже объявляли самостоятельность. Каждую неделю проходили эти бурные митинги, и были серьезные противостояния, межнациональные противостояния в Республике Дагестан. Вы просто трудно представить себе, наши народы в хасаюртовской зоне, вырыв окопы, друг на друга через прицел смотрели. Почти в течение 2 месяцев представители значит, вот этого движения Народный фронт Шамиля, аварцы на кумиков, представители движения Тинглик. Вот представьте себе, вот такого было, значит, одни говорили, что давайте Кумыкистан создадим, другие говорили Аваристан, Даргинистан, Лезгинистан и так далее. И вот так вот, казалось бы, неизбежно вот национальный конфликт. В Казбековском районе это, значит, акинцы, чеченцы против алмаксов, вот такие противостояния. В Новолакском районе лакцы против акинцев, чеченцев. Вот такого состояния было. Бурлило вот так вот Дагестан, эти межнациональные конфликты. И тогда Саид Афанди сказал Муху Гимбатовичу: «Валлахи, мой сын, в ближайшем столетии в этом Дагестане не будет фитна, смута, кроме как от ваххабистов». В то время в Дагестане было всего 2 ваххабиста. И большинство людей, даже многие алимы не знали еще, кто такие ваххабисты. 92-93 год. Вы представьте себе, потом уже Муху Гимбатович в 99 году, когда напали на нас эти бандиты,
выступая на чрезвычайной сессии, вот тогда как раз он говорил об этом. Он говорил, да, нас предупреждали, но не придали мне этому значения. И сегодня мы видим, что для Дагестана единственным возмутителем покоя у нас является именно этот ваххабизм, этот терроризм, этот экстремизм. Поэтому, альхамдулиллах, хвала Всевышнему Аллаху, что есть те, которые владеют этими знаниями ладуни, и, иншаллах рахман, будут они до того, как придет Махди, имам Махди, который также будет, иншаллах рахман, обладателем таких же знаний. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Мир, согласие, здоровье, благополучие, счастье всем, да наставит Всевышний Аллах всех нас на путь истины, да сохранит мир на нашей земле. Сегодня мы, иншаллах, завершим тему, связанную с историей пророка Мусы, алейхиссалам, и продвинемся дальше, рассказывая историю Бану Исраил, израильтян, народа израильтян, история последующих пророков. Что касается истории Мусы, алейхиссалам, очень много поучительного, конечно, но ввиду ограниченности нашего времени мы вынуждены, значит, ограничить на этом историю Мусы, алейхиссалам. Я вам советую, значит, целиком, полностью, пожалуйста, прочитайте книжку Саида Афанди «История пророков», не пропуская ни одной строчки. Когда наступило время ухода из этой жизни, Моисей Муса, алейхиссалам, к нему пришел ангел Израил. Когда он поприветствовал его и сказал, что не соскучился ли ты по миру иному, тут Муса, алейхиссалам, взял, ударил его по лицу, и в результате этого, говорят, выколол ему глаз ангелу смерти, ангелу Израилу. Ангел Израил стал перед Всевышним Аллахом и сказал: посмотри, какой беспредел твой посланник делает, и он не хочет, говорит, умереть. Естественно, Всевышний Аллах восстановил ему глаз, и говорят, до этого момента Израил приходил в виде человека, выходил и видели его люди, те, кому он приходил. А с тех пор, говорит, он уже стал невидимым и приходит уже к умирающему, и умирающий не видит, говорит, его. И тогда Всевышний Аллах предложил, если Муса, алейхиссалам, не хочет умереть, предложи, говорит, ему поставить свою руку на здорового быка, и сколько волос у него окажется под рукой, столько лет мы еще ему дадим, говорит. И когда ангел Израил, алейхиссалам, спустился, пришел к Мусе, алейхиссалам, и предложил ему, Муса, алейхиссалам, спросил, а что после этого будет? Ангел сказал, что после этого в любом случае будет смерть. И тогда Муса, алейхиссалам, отказался от этого и сказал, тогда это мне не нужно. И вот однажды, прогуливаясь по поляне неподалеку от Иерусалима, Муса, алейхиссалам, увидел, что ангелы суетились в одном месте. Когда он приблизился, они рыли могилу. И Муса, алейхиссалам, поинтересовался, посмотрел, могила была настолько как-то выглядела благодатно. Он спросил, это кому вы роете эту могилу?
Они сказали, что это одному очень благочестивому и очень дорогому Всевышнему Аллаху человеку. Муса, алейхиссалам, появилось желание посмотреть, попробовать, и видя его состояние, ангел предложили ему: спустись, посмотри, можешь примерить. И тогда он спустился и лег, как положено, на правый бок, и воздал хвалу Всевышнему Аллаху. И в этот момент ангел Израиль и забрал его прекрасную душу. И вот так, действительно, чуть недалеко от города Иерусалима находится могила Мусы, алейхиссалам. Дай Аллах, чтобы побыстрее все успокоилось в этом регионе, чтобы мы могли посетить могилы таких великих пророков, каковыми были Ибрахим, алейхиссалам, Исхак, Якуб, Муса, Юсуф. Вот эти великие пророки, чтобы мы могли их посетить. Что касается смерти Харуна, алейхиссалам, по этому поводу говорят о том, что когда еще Муса, алейхиссалам, был жив, они вместе с Харуном как-то путешествовали и остановились передохнуть в одной пещере. И в этой пещере как раз и наступила смерть Харуна, алейхиссалам, и он там же его и похоронил. И когда же он пришел без родного брата, нашлись люди среди израильтян, которые упрекали, говорили о том, что Муса убил своего брата. И тогда Муса, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху: что мне с ними делать? И Всевышний Аллах предложил ему: сходи вместе с ними и посети могилу, я оживлю Харуна, алейхиссалам. И когда вместе с представителями своего народа пришел он к могиле Харуна, брата своего, и обратился к нему и спросил: кто тебя убил? И Харун на глазах этих людей, поднялся из этой могилы и ответил, что я умер своей естественной смертью. После смерти Мусы, алейхиссалам, прошли годы, и не было пророка. И вот рождение, следующее как раз мы переходим, история следующего пророка, история пророка Ильяса. Ильяса, алейхиссалам, по Библии его называют Илья. Илья. Почти 10 лет прошло после смерти Мусы, алейхиссалам. Среди израильтян не было пророка. Они ждали, ибо в Таурате, Торе было сказано, были признаки появления последующих пророков. И однажды, когда вот как раз произошло рождение вот этого Ильяса, алейхиссалам, вот это ознаменовалось ярким сиянием, появилось, весь горизонт осветил каким-то непонятным, ярким таким светом. И те люди, которые их богословили, они сразу же сказали, что, родился будущий пророк. И нашли Ильяса, они очень обрадовались. И Ильяс действительно был очень смышленым мальчиком с раннего детства. В детстве же он выучил наизусть Тору, Таурат, и много времени проводил за чтением этой Торы. И вот, когда ему исполнилось 7 лет, Аллах в него вложил специфические такие возможности, и он хотел этим удивить свой народ, и как-то раз собрал израильтян, и когда они все собрались, он издал такой сильный звук, что это было подобно грому, молнии и так далее. И люди настолько испугались, страх вселился в их сердца, и после чего они возненавидели Ильяса.
Ильяс вынужден был покинуть израильтян, и последующие до 40 лет своего возраста, 40-летнего возраста, Ильяс провел среди диких зверей. И вот когда ему исполнилось 40 лет, пришел к нему ангел Джабраиль, алейхиссалам, и сказал, и передал ему пророческую миссию, что он посылается пророком к своему народу, израильтян. В то время израильтяне погрязли в разврате, пьянстве, отошли от единобожия, и потому, значит, нужно было призвать их к единобожию и наставить на путь истины. В то время израильтяне, значит, жили, вот тот народ, которым он был послан, то часть этих израильтян, они жили в 70 населенных пунктах. И когда Джабраиль, алейхиссалам, ему сказал, что он посылается своему народу в качестве пророка, чтобы их наставлять, призывать к единобожию, Ильяс удивился. Он говорит, как я один, без армии, без ничего, без никакой поддержки, как я могу наставить свой народ, призывать их к единобожию? Тогда Джабраиль, алейхиссалам, сказал ему, что Аллах Всевышний ему дает куат, сила и возможности 30 пророков. Кроме того, Аллах подчиняет ему диких зверей и также и огонь. После чего Ильяс отправился уже в путь. В первом же населенном пункте он подошел к воротам царя этого населенного пункта и начал прекрасным голосом читать Таурат. Обратила на это внимание царица, и она внимательно его слушала, и после чего спросила, а что хочет этот человек? Ильяс, алейхиссалам, представился, сказал, что я пророк и посланник Аллаха, и миссия моя заключается в том, чтобы вас призвать к единобожию, чтобы вы следовали священные книги Торы, Таурат, которые получил Муса, алейхиссалам. Она проявила к нему интерес, но она сказала, а чем ты докажешь? А что ты хочешь, спросил Ильяс этой царицы. И она сказала, что пусть вот тот огонь продвинется, говорит, ко мне. Ну, тут же Ильяс, алейхиссалам, приказал именем Аллаха этому огню передвинуться на то самое место, куда она говорила, и после чего она приняла единобожие. Она приняла единобожие, и, естественно, когда женщины это что-то хотят, они это могут добиваться, и она сделала так, что и ее муж, царь, тоже принял единобожие. Ильяс, алейхиссалам, наставил их, научил их богослужению и подвинулся дальше. Когда Ильяс, алейхиссалам, подошел к следующему населенному пункту и начал им наставление, этот народ этого населенного пункта в буквальном смысле восстали против него, поймали его, избили, привязали ему руки и ноги и привели к царю. И они решили его сжечь. Развели большой костер и собирались его сжечь. В это время Ильяс, алейхиссалам, точно так же, как это делал он в детстве, также издал такой, значит, звук, такой сильной громкости, что этот огонь потух, и в сердца людей вселился страх, они сильно испугались и отпустили Ильяса, алейхиссалам. Но что касается принятия единобожия, никак не решались принимать единобожие. А их царя звали Адиль, и он собрал на следующий день всех своих мудрецов, своих ученых, алимов и так далее, и обратился к ним. Он говорит, кто этот Ильяс? И они ему объяснили, что действительно по тем признакам, по которым вот, значит, встречается в Таурате, этот человек действительно пророк и следует за ним последовать. Но Амиль как-то не решался. Он сказал, попросил время отсрочку,
А за это время Ильяс, алейхиссалам, отправился в тот населенный пункт, в котором уже приняли единобожие. Он им рассказал все, что у себя случилось. Оказалось, что за это время царь, звали его Джабид, уже стал муртадом. А муртад – это человек, который вероотступник. Ушел уже от единобожия. Но, тем не менее, жена, супруга этого Джабида, она продолжала, веру и продолжала богослужение, так, как ее учил Ильяс, алейхиссалам. И вот этот Джабид сказал, что я не желаю больше себя видеть, говорит, а вместе с ним Ильясом, алейхиссалам, ушла и его жена. Они устроились неподалеку от стен, царских стен вот этого Адиля и ждали ответа Адиля. В это время как раз, услышав чтение Торы, и дочь Адиля тоже приняла единобожие. Узнав об этом, царь возмутился, и он собирался расправиться с ней. В это время как раз у него умер самый любимый его сын, будущий наследник. И горем убитый царь, ему было уже не до Ильяса и не до своей дочери. В это время как раз Ильяс, алейхиссалам, пришел к нему, выразил ему соболезнования и предложил ему: ведь ты же всю жизнь свою поклоняешься своему идолу, своему Богу, попроси у него этого идола, пусть он оживит твоего сына. Адиль действительно всю ночь плакал, умолял, мазал всякими благовониями, маслами этого идола, а, естественно, этот идол ничем ему не помог. На следующий день он пришел к Ильясу, алейхиссалам, и сказал: если ты оживишь моего сына, я приму единобожие. И действительно, Ильяс, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху, и Аллах тут же оживил сына Амиля. Адиль принял как раз единобожие, и вот так как раз населенный пункт за населенным пунктом призывал Ильяс, алейхиссалам, к единобожию. В одном из населенных пунктов Ильяс, алейхиссалам, остановился у одной одинокой женщины, у которой был больной инвалид сын, который не мог ходить, который был вообще таким инвалидом первой степени. И тут Ильяс, алейхиссалам, сделал дуа, обратился к Всевышнему Аллаху и выздоровел. И этого сына, его звали Аляса, по Библию Елисея. Аляса в последующей своей жизни уже ни на минуту, ни на метр никуда не отходил от Ильяса, алейхиссалам, все время бывал вместе с ним. И вот со временем, вот те, кто приняли единобожие из тех царей, они тоже умерли, и народ фактически опять погряз и не следовали за Ильясом, алейхиссалам. Тогда Ильяс обратился к Всевышнему Аллаху и сделал дуа, чтобы не выпало ни капля дождя, пока этот народ не уверует, и пока они не раскаются в своих деяниях, в своих поступках. Действительно, долгие годы не были дождей, не было ни одной капли дождя. Животные, птицы, деревья, все высыхало, все страдали от этого. И видя ту ситуацию, то состояние, которое приходится переживать, даже, говорит, ангелы за них переживали и плакали. Те люди, которые уверовали и последовали за Ильясом, алейхиссалам, они приходили и просили Ильяса: если ты обратишься к Всевышнему Аллаху и попросишь у Аллаха, Аллах даст дождя, попроси же, смилуйся над людьми. Тогда Ильяс, алейхиссалам, сказал: я ведь на них гневаюсь не от того, что мне что-то надо. Я ради Аллаха на них гневаюсь. Почему же они, пользуясь всеми благами Аллаха, и не следуют Его велениям, Его посланиям?
И вот так тогда, ведь милость и милосердие Всевышнего Аллаха, она безгранична, и Аллах посылает вахью Джабраиля, алейхиссалам, Ильясу, и говорит: смилуйся над этим народом, и ты попроси дождя, и я дам. И Ильясу, алейхиссалам, было настолько стыдно перед Всевышним Аллахом, и к тому же он, когда обратился на этот раз к народу, и народ тоже обещал принять единобожие, и вот он обратился к Всевышнему Аллаху, пошли дожди, благодать, поселился дома, сердца этих людей. Но слово, которое они дали, они не сдержали. И на этот раз Ильяс хотел уже было обратиться к Всевышнему Аллаху с наказанием этого народа, которые не сдержали свое слово. И тогда Аллах посылает вахью Джабраиля, алейхиссалам, к нему и говорит: передай Ильясу, что я очень доволен им. Его миссия ведь была доведение истины до людей. И скажи, что он довел эту мою истину до людей. А что касается следования этих людей, этой истины, это уже вопрос другой. И было велено Ильясу на свое место оставить Ильяса в качестве правителя, а самому же покинуть этот народ и уйти от них. Когда он уже уходил, покидал этот народ, перед ним стал такой конь, огненный такой, прямо сияющий таким светом, да, ярким светом, нуром, и заговорил прекрасным человеческим голосом, обратился к Ильясу и сказал, что я подарок тебе от Господа миров. И не успел он, как говорится, сесть на этот конь, тут же Джабраиль, алейхиссалам, стал перед ним и поздравил его, сказал, что отныне Аллах Всевышний доволен тобой, и Аллах лишил тебя необходимости пищи и воды и дал тебе возможность находиться как ангел среди ангелов и как человек среди людей, между небом и землей ты можешь находиться до наступления судного дня. И вот так Ильяс, алейхиссалам, Илья по библейским источникам также говорится о том, что Илья вознесся, говорит, небеса на огненной колеснице. Больше из исторической части, из библейских источников, тому, что соответствует тому, что мы говорили, естественно, там нет. Вот. И Ильяс является одним из тоже пророков, который является сподвижником нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам. Почему он является сподвижником? Потому что наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам, встречался и с ними, встречался точно так же, как и с Хизри, алейхиссалам, и они обещали пророку нашему Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалам, если будет нужда, если будет обращение чьего-либо из его умы, из умы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалам, к ним, я Хизри, я Ильяс, что они не оставят его без ответа. Конечно, когда вот этот момент об этом говорят, некоторые возмущаются по этому поводу и говорят, как же можно обращаться к людям. Ведь здесь элементарная логика, просто нужно разобраться. Ведь мы же просим не о том, чтобы у этих людей как божества. Когда мы нуждаемся в какой-то помощи, в этот момент мы можем обращаться к Всевышнему Аллаху. Аллах может принять и не может принять. Это все зависит, мы все с вами знаем, от наших грехов. И мы знаем, что есть такие грехи, наличие которых Аллах этого человека, дуа, просьба не принимает. Кто из нас знает, какими мы являемся перед Всевышним Аллахом? А когда же мы обращаемся, о Хизри, я Ильяс, мы обращаемся к Хизри и Ильяс, чтобы они обратились к Всевышнему Аллаху. Они же пророки,
пророки, которые достигли такого уровня, что Аллах вознаградил их тем, что они будут жить до наступления судного дня. И, естественно же, их просьба Аллах, естественно же, примет. То есть вероятность того, что их просьбу Аллах примет, намного больше, чем вероятность, которая примет нашу просьбу Аллах. Поэтому вот эта элементарная логика, вот здесь никакого криминала нету, и те люди, которые, значит, это отрицают, они просто, по-видимому, не разбираются, вот, не докапывая, вот так, как говорится, до истины, и начинают такое отрицание, мол, Аллах, ведь, естественно, ничего на земле не происходит, кроме как по воле Аллаха. Все, что происходит, происходит по воле Аллаха. Но Аллах то или иное, значит, иную нашу просьбу может принять, а может и не принять. И все зависит от того, эту просьбу, кто просит у Аллаха. Мы же говорили, что пророки, они защищены, они безгрешны, даже от возможности совершения греховного. А ихнюю просьбу Аллах примет или нашу примет, естественно, это очевидно для разумного человека, что примет этих пророков. И то, что они дали слово нашему пророку, саллаллаху алейхи вассалам, что если кто-либо из его уми обратятся в трудные минуты, значит, за помощью, что они обязательно обратятся к Всевышнему Аллаху и постараются помочь этому человеку. Вот такова, значит, действительность. И потому мы знаем, что и наши родители нам говорили, и наши предки говорили, и об этом говорится и в достоверных, говорится, источниках, что в трудные минуты, когда человек обращается «Я Хизри, я Иляс», что он действительно, без всякого сомнения, это помогает. И, значит, и в этом, по крайней мере, у меня нет никакого сомнения, ибо я неоднократно спасался от таких ситуаций именно таким обращением. Следующий вопрос, на котором я хотел бы очень коротко остановиться, это очень маленькая история, история Юша. Вот после пророка Муса, алейхиссалам, израильтянами как раз вот наставлял Юша, продолжал наставление их, и очень короткое время прожил Юша, алейхиссалам, 120 лет, и мы же с вами говорили, что Арех, город был взят, значит, во времена Мусы, алейхиссалам, были призваны они единобожию, но со временем заново эти амаликаты забрали этот город, и стал он под властью кафиров, неверующих. И вот Юша как раз и вернул этот город, заново наставил их к единой вере. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Следующая история, на которой мы с вами остановимся, это история пророка Шам'уна. По Библии это Самуил, алейхиссалам. После смерти Алиаса, кавычки которого оставил на своем месте Ильяс, алейхиссалам, израильтяне опять-таки в течение 10 лет остались без и правителя, и без пророка. И они продолжали просить у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах дал им наставника. И вот из потомства Харуна, алейхиссалам, родился мальчик, звали его Каин. Впоследствии он стал правителем израильтян. Каин правил в течение 40 лет. Он был правителем, и этот Каин известен в истории как один из самых справедливых и значит, правителей, который действительно судил и наставлял людей, сохранил их вот в единобожии. Именно в период его правления, вот эти 40 лет, родились такие люди, такие пророки, как Дауд, алейхиссалам, и Шам'ун, алейхиссалам.
то время, значит, все израильтяне просили у Всевышнего Аллаха, чтобы им дали пророка. Но дело в том, что не осталось практически никто из потомства пророков. И была одна больная женщина, у которой не могло быть детей. И вот единственная надежда была на эту женщину, и она была из потомства, также из Харуна, из потомства Харуна, алейхиссалам. И вот тогда, когда и эта женщина, тоже не теряя надежды, просила Всевышнего Аллаха, что все время, чтобы ей дали потомство. Когда она, значит, вдруг стала, значит, положение, появилась надежда израильтян, они начали ликовать, радоваться, значит, что Аллах услышал их мольбу, что Аллах даст им пророка. И действительно, она родила сына, сперва ему дали имя Шамвил, и потом по неизвестной причине значит, его начали называть Шамруном. Воспитателем, наставником для Шамруна был вот этот Каин. И когда он достиг возраста 40 лет, он прочувствовал, что рядом слышит какой-то шорох, и он начал от невидимого вот этого шороха начал пугаться, бояться. И тогда его вот этот как раз, его наставник, Каин, ему говорит: не бойся, ты наведи чистоту и находись все время в чистоте и находись в богослужении. Это ангел Джабраиль, алейхиссалам, ищет с тобой контакт. И так и случилось действительно, и Джабраиль, алейхиссалам, передал пророческую миссию этому Шамруну. Шамрун наставлял своих людей, а после смерти Каина им нужен был уже правитель. И израильтяне просили у Шамруна, чтобы дали им правителя, и Шамрун просил у Всевышнего Аллаха, и Аллах ниспослал ему трость из рая. Вот по этому росту этого трости ты определишь, говорит, кто будет правителем этих израильтян. И вот Шамрун примерялся, посмотрел, уже устал все это подбирать, не нашелся того человека, который бы по их заключению мог бы быть правителем для израильтян. И вот однажды, когда Шамрун находился в богослужении, к нему постучался один из израильтян. Этот израильтян был из водовозов, он на своем собственном ишаке возил воду этим израильтянам, раздавал им воду. За счет этого, значит, и просуществовал. Звали его Талут. Он пришел, Талут, это по Библии, его называют, значит, Саул, по библейским источникам. Он пришел к пророку Шамруну и говорит: о посланник Аллаха, я, говорит, уже 3-й день потерял ишака, говорит, не могу его найти. Обратись к Аллаху, попроси, говорит, чтобы Аллах мне вернул моего ишака. И Шамрун спрашивает: как тебя зовут? Он говорит: Талут. А Всевышний Аллах, когда не спаслал ему эту трость, и говорил о том, что правителем израильтян будет Талут. И тут же Шамрун зашел, взял эту трость, поставил точно под как раз рост этого Талута. И когда Шамрун объявил израильтянам, что вот он вам, ваш будущий правитель, которого вы просили, ну, израильтяне возмутились. Как это? Значит, самый нищий из нас, самый такой бедный и так далее, наш водовоз будет нашим правителем. Но Шамрун, алейхиссалам, объяснил им, что такова воля Всевышнего Аллаха, и по всем признакам, по которым значит, Аллах не спаслал, подходит именно он, и тем более и имя его Талут. И когда он сказал, что он именно вам и вернет, утерянный вами табут, сундук, помните, да?
во времена Адама, алейхиссалам. Вот, и он вам вернет, говорит, этот табут. Несколько слов по поводу вот этого табута. Вы помните, мы говорили о том, что этот табут, значит, у него был размер где-то 1,5 метра на метр. Он был из райского дерева шамшаз, так называется дерево, из которого был изготовлен вот этот табут. Говоря о табуте, значит, вы помните, я хочу напомнить, значит, когда Адам, алейхиссалам, говорил о том, что ему, когда сообщили, что из его потомства будут очень много пророков, он попросил у Всевышнего Аллаха: я хочу увидеть этих пророков. И тогда Аллах Всевышний не спаслал его, вот этот табут, сундук, по библейским источникам ковчег завета. Не спаслал его, и внутри него были завернуты отдельный шелк, портреты пророков, и в том числе и изображение, портрет нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам. И в этом портрете, говорит, значит, пророк, саллаллаху алейхи вассалам, находился в молитве, и 4 его сподвижника находились в 4 углах, и по кругу сидели остальные сподвижники. Вот в таком изображении, говорит, был и наш пророк, саллаллаху алейхи вассалам. Об этом есть хадисы, есть об этом достоверных источниках, об этом говорится. И вот, передавая друг другу, вот этот табут, вот особую роль оно играло в период, вот этот иудейский период. Период Мусы, алейхиссалам, и последующий период его смерти. Особую роль в истории израильтян играл именно табут. Они, когда в какие-то вопросы решали, и когда они оставались без пророков, спрашивали табут, если табут издавал какой-то звук, значит, следовало выполнить то, что они спрашивали. Если же табут молчит, тогда они, значит, оставляли это, не выполняли то, что они спрашивали. Даже когда они совершали военные действия, они спрашивали, вступить ли на войну, начинать ли газоват в том или ином направлении, в тот или иной момент. Если табут издавал какой-то звук, значит, в этом газовате, как правило, они побеждали, а если промолчит табут и вдруг они начнут эти военные сражения, они, как правило, всегда проигрывали. И вот, когда вот эти израильтяне погрязли вот этом разврате, и когда они перестали выполнять веление Аллаха, Всевышний Аллах на них послал амаликатов, то есть неверных. Эти люди были высокими, здоровыми, о них неоднократно говорили. И всегда, вот вы обратите внимание, когда какой-нибудь народ перестает следовать велениям Аллаха, тогда, когда люди отходят от исполнения воли Аллаха, да, его послания, то, как правило, Аллах на них насылает и говорит того, которого не знают Аллаха. И в этой связи очень, значит, нам поучительной является наша история. Обратите внимание, тогда, когда вот мы знаем, сколько вреда религии, вере принесло вот эта идеология большевизма, коммунисты, атеизма, и Аллах их послал на нас, ведь неспроста, значит, было что-то, да, что заслужило именно наш народ, наши мусульмане, что на нас послали вот таких людей, которые не знают Аллаха. И наши богословы говорят о том, что вот то время, говорит, я, наверное, об этом как-то раз вам тоже говорил, что перед революцией, то время, говорит, мутаалимы, те, которые обучались, они вынуждены были ходить просить. Они брали с собой стаканчик и просили муки хотя бы на 1 день, хотя бы для что-нибудь, да, прокормиться.
и не давали этой даже муки стакана, жалели люди. Понимаете? Тем, кто изучали ислам, тем, кто изучал религию. И, естественно, одной из причин могло послужить именно вот такое отношение к исламу и тем, кто изучает эту религию. И так вот, израильтяне, когда они погрязли, когда они отошли от веления Всевышнего Аллаха, и тогда Аллах на них послал этих амаликатов, и они забрали, разграбили все их имущество, богатство, и в том числе и забрали и этот табут. Когда они, как трофей, взяли вот этот табут, взяли и бросили его в комнату, где хранились у них идолы, и поставили одного самого большого идола на него, и закрыли эту комнату. На следующий день, когда они открыли эту комнату, богомольную свою, этот идол находился внизу, а табут находился сверху. Они возмутились, взяли этого идола, самого своего большого идола, установили над табутом, забили его гвоздями, и на следующий день этот идол оказался разрубленными руками и ногами, и он оказался внизу, а все же идолы, которые присутствовали, находились в этом помещении, они были с опущенными головами, так, как проигравшая армия. И тогда они возмутились, взяли, выбросили его на улицу. На той улице, куда выбросили вот этот табут, там появилась болезнь, и люди умирали от неизвестной этой болезни. Сразу же догадались, что эта причина этому является табут. Они взяли его, перебросили в другой населенный пункт. Там тоже появились болезни. Появились такие болезни, появились такие мыши, от укуса которых люди умирали, и эти мыши в буквальном смысле кусали людей и разъедали их внутренности. И вот такие страшные эти крысы появились в этом населенном пункте. И поняли, что причиной является то, что у них в селении находится этот табут. И они решили его выбросить, значит, грязные места, вот где это, городскую свалку. И фактически от этого тоже распространялась оттуда болезнь, и вот они оказались в неведении, и не знали, что с ним делать. И среди амаликатов оказалась одна женщина из насло, из потомства пророков. И она подсказала им, что надо от него избавиться. И избавиться, как именно избавиться, тоже она подсказала. Почему? Просто когда кто-то подходил к этому табуту с целью его открыть, этот человек тут же просто сгорал на глазах людей. И вот таким чудом, вот таким уникальным свойством обладал этот табут. Впоследствии вот табут был во времена Сулеймана, алейхиссалам, и в храме Сулеймана, то есть в мечети Сулеймана, алейхиссалам, была специально отведенная комната для хранения этого табута, ковчега завета. И вот тогда, когда это Бухтанаср, римляне напали на израильтян, разрушили, награбили все содержимое этой мечети, об этом, иншаллах рахман, в последующих лекциях мы с вами будем говорить, вот тогда они и забрали его. И вот вы, наверное, слышали, что тогда, когда объявится Махди придет, Махди, говорит израильтянам, да, евреям, даст Тору, неискаженную, истинную, чистую Тору, и даст им их табут. И тогда они все уверуют и примут единобожие. Так вот, израильтяне мечтали о том, чтобы как бы вернуть этот табут себе. И тогда условием как раз для нового правителя израильтян, именно для Талута, было то, что он должен был вернуть вот этот табут. А с табутом что делать? Не знали амаликаты. Это момент, когда они его выбросили. 4 ангела взяли его и поставили перед домом, прямо перед собравшимися израильтянами, у ног этого Талута. И, естественно, после чего никаких, значит, сомнений израильтян не остались по поводу Талута, и они все
приняли его как своего правителя. После всего этого, значит, израильтянам предстояло серьезное сражение с этими же амаликатами, и Талут собрал 80-тысячную армию. Собрав 80-тысячную армию, он выступил против Жалута. Жалут – это был известный полководец, человек, который по своей храбрости, по своему мужеству мог сражаться одновременно с 30, даже 40 человеком, воинами. По библейским источникам это Голиаф. И вот тогда, собрав вот такую армию, 80-тысячную армию, ведь среди этих людей, которые были мобилизованы для этой войны, могли быть те, которые были не с искренним намерением, и тогда Всевышний Аллах не спаслал, значит, испытание для них. Им предстояло переходить одну реку, переплыть его, и Талут им сказал: когда вы будете переплывать эту реку, ни в коем случае не пейте воду из этой реки. Тот из вас, кто будет пить эту воду, тот умрет. Можете просто пригубить, и этого будет вам достаточно. И вот тогда, когда это знойные, жаркие дни в этих землях, и вот когда они приблизились к этой реке, многие люди, конечно, они начали пить эту воду, а сколько бы они ни пили, от него у них все больше и больше, значит, жажда все больше и больше усиливалась. А те, которые только пригубили его, как последуя велениям своего правителя, полководца Талута, они переплыли реку нормально, и жажда у них утолилась. А остальные же, они перешли в эту сторону, но у них все, кто выпили воду, нарушили это условие, губы и зубы почернели. И тогда Талут, когда к ним обратился, что предстоит сражение, серьезное испытание, сражение с Жалутом, в сердца их не вселилось уже страх тех людей, которые оставили веление Талута, и они начали говорить: мы не хотим бороться, воевать с ними, и остались из этой 80-тысячной армии только 313 человек, преданных Талуту, и оказались крепким иманом в сердце, готовые сражаться, как говорится, до смерти. А остальные же люди разошлись по домам. И вот тут предстояло серьезное сражение, и здесь как раз Талут обратился к Шамону с просьбой попросить Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах нам дал человека, которого могли бы мы выставить против этого Жалута. И Шамон попросил Всевышнего Аллаха, и по всем сифатам это получился один из сыновей человека по имени Айша. У него было десятки сыновей, и это был Дауд, алейхиссалам, самый младший из его сыновей. И по всем сифатам, по всем описаниям это получался Дауд, алейхиссалам. И Талут обещал отдать полцарства тому человеку, который выступит против Жалута. И кроме того обещал и выдать свою дочь замуж за того человека, который убьет этого Голиафа. Тогда, когда даже самые известные такие полководцы, которые прошли, как говорится, сквозь огонь и медные трубы, как говорится, даже когда они испугались, и когда вот этому Дауду, алейхиссалам, мальчику предложили, сказали, что ты должен выступить, такого желания Аллаха против этого Жалута,
И Дауд, алейхиссалам, с удовольствием согласился. И когда он шел на это сражение, вдруг один из камушек заговорил, обращаясь к нему, и говорит: возьми меня с собой. Мною Муса, алейхиссалам, закидывал царей и горделивых людей из числа неверующих. Он взял этот камушек, бросил в свою сумочку. Далее другой камушек заговорил, обратился к Дауду, алейхиссалам, и сказал: возьми меня с собой. Мною Харун, алейхиссалам, закидывал камнями горделивых кафиров. Возьми меня с собой. И вот он его тоже бросил в мешочек. И еще один камушек такой заговорил и говорит: я тот камушек, которым суждено тебе убивать этого Джалута. Взял этот камушек, тоже бросил. Эти три маленькие камушки слились в одно единое целое. И вот, когда он стал перед этим Джалутом, и он, когда из этого мешка вытаскивал рогатку, и вытаскивал этот камень, и устраивал этот камень в рогатку, Джалут удивился, поразился и говорит: вы что, издеваетесь надо мной? Вы что, против меня выставляете этого мальчишку? С пренебрежением заговорил Джалут. Да еще он собирается меня закидывать камнями, как собаку, говорит. И Дауд, алейхиссалам: ты хуже собаки и заслуживаешь смерти хуже собаки. И взял рогатку и пустил прямо в его направлении. И Всевышний Аллах сделал, что этот камушек превратился в огненный стол, который ударил его прямо по лбу, и он упал, при этом поразил несколько людей. Тут же вскочил, взял, схватил его голову и отрубил его, эту голову Голиафа. И вот посмотрите, когда есть вера и есть вероубеждение, там, как говорится, ни рост, ни тело, да? Человека практически нет необходимости, а достаточно, чтобы была сила воли и вероубеждения. Талут не хотел выполнить свое желание, свое обещание, ведь он же обещал дать, полцарства и даже и выдать замуж дочку. И Дауд тоже особо не требовал от него, а народ же требовал от Талута исполнения своего обещания. А Талут тогда поставил дополнительные еще условия. Мол, ты еще не дорос, мол, покажи себя, что ты достоин этого. И послал его на войну. Дауд, алейхиссалам, выступал, воевал и показал мужество и храбрость вот в этих сражениях. И опять-таки под давлением своего народа Талут вынужден был уступить, выдать свою дочь Дауду. Но Талут с каждым днем чувствовал ревностное отношение к Дауду. Ему не нравилась его популярность, то, что народ все больше и больше тянется к нему. И никак не покидала его мысль убивать Дауда. Однажды, будучи зятем, Дауд находился в доме Талута и остался ночевать у него дома. Принимая предосторожности, Дауд, алейхиссалам, на свою постель поставил бурдюк, накрыл его одеялом, а сам же спрятался. И ночью пришел Талут и разрубил этот бурдюк, при этом, естественно, увидев, что там не было Дауда, сильно испугался, а теперь уже он усилил свою охрану, боялся, что Дауд может ему отомстить. Несмотря на то, что Талут усилил свою охрану, Дауд, алейхиссалам, совершенно спокойно вошел в его покой и 4 стрелы поставил по периметру вокруг него. И когда Талут проснулся, увидел вот такой круг вокруг себя, сразу догадался, что Дауд был рядом с ними и мог совершить
любое действие, но этого он не сделал. Это еще больше напугало его, увидев, что ни охрана, ничего Дауда, алейхиссалам, не держит. Тогда Талут еще раз попытался, будучи уже на охоте. Дауд, алейхиссалам, был пешим, а он был на коне, хотел конем проскочить на него. Разве позволит Аллах этому животному истоптать своего любимца, которого ожидает второе священное писание Забур? И этот конь замер, и, увидев это чудо, естественно, Талут начал раскаиваться. Шамун уже был мертв, и он пошел к нему на могилу и плакал, что же делать, как ему искупить свою вину. И тогда ему как раз он услышал голос, в котором говорило о том, что возьми своих сыновей и иди на священную войну. И Талут со своими 12, по-моему, у него сыновей, вместе с ними пошел, говорит, в Газават, и все вот эти сыновья его на его глазах стали шухадами, и сам тоже он впал в числе шухада. Вот так, значит, вот на этом как раз мы с вами и остановимся. Иншаллах рахман, в следующий раз мы с вами будем изучать уже историю Дауда, алейхиссалам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжим нашу лекцию. И продолжим сегодня мы с вами говорить о Дауде, алейхиссалам. Если выразиться терминологией вот иудейскими или христианскими, или же, как говорят религиоведы, жизнь Дауда, алейхиссалам, и Сулеймана, это относится к так называемому золотому веку иудаизма. То есть это считается самый такой расцвет иудаизма. Почему? Потому что пророки эти, о которых мы с вами будем говорить, Дауд и Сулейман, алейхиссалам, они являлись не только пророками и посланниками, одновременно они являлись и могущественными правителями. А Сулейман, алейхиссалам, правителем, можно сказать, всего мира, всей земли. И вот, когда Дауд, алейхиссалам, получил пророчество, он подчинил себе не только Иерусалим, но и все округа поблизости, все значит, такие нынешние государства, как Сирия, значит, Иордания, вот все поблизости расположенные государства, они также попадали под юрисдикцию этого Дауда, алейхиссалам. Дауда, алейхиссалам, Аллах Всевышний ниспослал, мы говорили, Забур, и Забур был ниспослан на языке Имран. Был такой язык, и на этом языке были ниспосланы 150 стихов было всего в Забуре. И все эти 150 стихов, они были стихами, или то, что мы говорим, аятами, которые воспевали Всевышнего Аллаха, восхваляли Его. А что касается юриспруденции, то значит, Дауд, алейхиссалам, продолжал, естественно, следовать Торе, Таурату, пророку Мусе, алейхиссалам. Аллах Всевышний дал Дауду красивый голос. Он, когда читал Забур, говорят, общей сложности 70 различных мелодий он менял. И вот когда так он мелодично его читал, даже, говорит, ветер, вода, все это останавливалось, замирало, говорит, на месте. Птицы, животные дикие собирались вокруг него, когда он читал Забур, находясь в лесу. А к нему привозили людей больных, больные малярией или другие какие-нибудь болезни. Любой болезни, больной человек, когда его к нему приводили, и слушая, как он читает вот этот Забур,
эти люди выздоравливались. И вот как раз существует такое предание, что именно видя то, как голос, мелодия, да, голос, человеческий голос может воздействовать на психику людей, именно видя это, говорит, и Иблис начал уже создавать, изобретать различные музыкальные инструменты, которые подражают те или иные вот эти мелодии, ритмы, которым обладал Дауд, алейхиссалам. И поэтому как раз они и являются для нас по шариату запретными использование тех или иных инструментов. Далее у Дауду, алейхиссалам, было дано такую возможность, например, Всевышний Аллах дал ему цепь, металлическая цепь была из круглых колец и позолоченная золотом. И эта цепь его висела в михрабе, и каждый раз, когда нужно было решить какой-нибудь вопрос, и чтобы выяснить, этот человек говорит правду или нет, достаточно было подойти и дотронуться до этой цепи. Если же человек говорил неправду, эта цепь поднималась вверх, и она становилась недостигаемой. Именно эта цепь своим звоном извещала Дауда, алейхиссалам, о тех событиях, которые происходили в мире. И вот отголоски вот этой цепи, это то, что сегодня остались вот это колокольный звон и так далее в церквях у христиан на сегодняшний день. В то время для того, чтобы принять веру, достаточно было человеку подойти, к этой цепи, и он дотрагивался до этой цепи, и потом эти руки проводил по своей груди, и в результате этого считался он уже человек, после произнесения этих слов, как «Ля иляха илляллах ва Дауд Расулуллах», и этот человек становился, исповедующим единобожие, становился верующим человеком. Аллах Всевышний забрал эту цепь с земли тогда, когда среди людей распространилась хиянат. Это подлости, обман, когда среди людей распространилось. И по этому поводу рассказывает следующий случай. Однажды, в то время не было этих ни банков, не было этих ломбардов, куда можно было хранить, давать своих ценностей. И просто люди давали свои ценности беречь друг другу. И один человек дал другому человеку на хранение бриллиант. И через некоторое время, когда хозяин бриллианта обратился за своей драгоценностью, тот начал ему говорить о том, что он возвращал его. А этот клянется, говорит, что нет, ты не возвращал мне его. И в результате между ними возник спор. А в случаях вот таких вот спорных моментов, как правило, всегда они обращались к цепи Дауда, алейхиссалам. И когда же договорились они пойти к цепи Дауда, тот человек, которому был дан этот бриллиант на хранение, он взял трость и просверлил дырку в этой трости и спрятал этот бриллиант в этой трости, взял эту трость с собой и отправился к этой цепи. Когда он подошел к этой цепи, взял вот эту трость, хозяину бриллианта, говорит, возьми, подержи, говорит, пока я подойду к цепи. И подошел к цепи и, обращаясь к Всевышнему Аллаху, говорит, я бриллиант отдал хозяину. И протянул руку и схватил эту цепь. Естественно, хозяин бриллианта был поражен тем, что в действительности же он не получил его. И от вот этой подлости человеческой, которая вот так вот обманул, и из-за этого, сгневаясь на вот таких поступков людей, Всевышний Аллах забрал эту трость, на следующий день пропал, и больше на землю эта цепь не возвращалась. В последующем уже любое решение, юридические и так далее, спорные вопросы, Дауд, алейхиссалам, решал уже с помощью клятвы и решал, с помощью
значит, вот при наличии свидетелей и так далее. Дауду, алейхиссалам, была такая привычка, он одевался, значит, обычную такую простого человека одежду и выходил в люди и спрашивал у людей: как вы думаете, что вы думаете об Дауде? И тем самым как бы устанавливал обратную связь, учитывал их замечания, пожелания, и тем самым фактически пытался совершенствовать свое правление. Так поступали, вы знаете, многие правители и во времена мусульманского халифата, многие халифы также поступали и узнавали мнение людей о том, какие у них есть недостатки, и учитывали их пожелания и замечания. И вот однажды, когда вот так он ходил среди людей, спрашивал, Джабраиль, алейхиссалам, в облике человека встретился ему, и он спрашивает у него: что ты думаешь об Дауде, алейхиссалам? Джабраиль, алейхиссалам, говорит: Аллах, очень хорошо, прекрасно все, говорит. Вот только бы он, говорит, зарплату свою не получал бы, говорит, из Байтул-Мала, то есть из общественной казны. Вот тогда, говорит, все было бы нормально. И тем самым фактически Дауд, алейхиссалам, понял, что получать зарплату из общественной казны, что это нехорошо. И обратился к Всевышнему Аллаху и попросил у Аллаха: дай мне какое-нибудь ремесло, чтобы я собственноручно мог зарабатывать себе на хлеб. И вот так Аллах ему починил металл, как для нас с вами тесто. И он без огня, без кувалды, без вот этой кузницы, и мог из металла сделать любую конфигурацию, любой формы. И вот за счет вот этого, изготавливая различные кольчуги и другие, значит, доспехи и так далее, и вот так зарабатывал Дауд, алейхиссалам, себе на хлеб. Однажды Дауду, алейхиссалам, пришли два человека, и у них возник спор. Спор возник из-за чего? Из-за того, что к концу, вот ближе, казалось бы, вот должны были собирать урожай, и так получилось, что одного из этих людей, спорящих, его отара овец проникла на поле вот другого, и фактически съела все, что там у него было. И тогда эти люди обратились к Дауду, алейхиссалам. Дауд, алейхиссалам, установил им такое, значит, наказание, сказал, чтобы хозяин этих овец, чтобы несколько овец отдал, тем самым возместил ущерб хозяину этого поля. И в то время, когда он выходил оттуда, его сын Сулейман, алейхиссалам, которому было всего 11 лет, и он спросил этих людей: а для чего вы приходили? Тогда они сказали, что вот мы приходили по такому вопросу. И какое решение сделал, говорит, мой отец? Вот так, говорит, сделал. И тогда Сулейман, алейхиссалам, говорит: я бы не так поступил бы. Это услышал отец Дауд, алейхиссалам, и спрашивает у него: а как бы ты поступил бы? И Сулейман, алейхиссалам, говорит: я бы сделал бы так. Эту отару овец отдал бы, говорит, хозяину огорода на год, и весь доход, годовой доход, и шерсть там, и ягнята, и сыр, молоко и так далее, все это осталось бы, говорит, хозяину этого огорода. И через год он вернул бы, говорит, это отару своему хозяину. А это же поле, это огород, отдал бы, говорит, хозяину этих овец. На год то, что он там соберет, то и будет, говорит, ему, значит, останется ему. Дауду, алейхиссалам, это настолько понравилось, он сказал: так оно и будет. И вот о том, как же действительно получилось, что Дауду, алейхиссалам, нужно было подготовить на свое место правителя израильтян, и он получил повеление, чтобы на свое место правителем поставил своего сына Сулеймана, алейхиссалам. А Сулейману всего 11-12 год. И израильтяне, естественно, значит, возмущались, говорили: как можно такого ребенка поставить над нами правителем. И вот тогда Аллах Всевышний золотой шкатулочке ниспослал 13 вопросов. 13 вопросов, и в этой же шкатулке были и ответы на эти вопросы.
И тот, кто ответит на эти вопросы, тот и, значит, и можно будет, говорит, назначить правителем. Так, вот эти вопросы, пожалуйста. Я сейчас сперва буду читать вопросы, а потом буду читать и ответы. Что является самым близким, а что самым далеким? Что является самым интересным, а что самым скучным? Что является самым красивым, а что самым безобразным? Что является самым редким, а что является самым частым? Также было предложено, значит, назвать две вещи, которые никогда не двигаются, и две вещи, которые никогда не прекращают свое движение. Две вещи, которые всегда согласны друг с другом, и две вещи, которые всегда противоречат друг другу. Назвать черту, которую может привести к самому плохому концу, а также назвать черту, которая может привести к самому хорошему концу. Вот такие были вопросы. И ответы следующие. Ближе всего к нам ахират, а дальше всего мирская жизнь, с которой мы расстались, то есть прожитая минута. Приятно остаться живым человеком, обладающим душой, а неприятно, естественно, быть мертвецом без души. Красивее всего отхождение человека от куфра и приближение к вере. То есть от неверия прийти к вере. Это самое красивое. А самым отвратительным является отхождение человека, бывшего в исламе, в вере, в куфру, неверие. Самым редким является уверенность, истина. Самым частым является сомнение. Постоянно на одном месте находятся небо и земля, а все время движения солнце и луна. День и ночь сохраняют согласие между собой, а вечно противоборствуют жизнь и смерть. Самые плохие последствия от поспешности во гневе, а самые хорошие от милости во гневе. Вот такие вот как раз ответы. Один к одному эти все ответы, которые дал Сулейман, алейхиссалам, соответствовали тем ответам, которые были ниспосланы вместе с вопросами. Но это не успокоило израильтян. Они тогда потребовали: дайте, говорит, нам тоже возможность, мы тоже хотим что-то спросить, говорит, у Сулеймана, алейхиссалам. И Сулейман, алейхиссалам, задали вопрос, и следующий вопрос задали израильтяне. Что такое есть в человеке, в зависимости от состояния которого для человека меняется все? То есть, если оно улучшится, для человека все станет хорошим, а если оно ухудшится, все станет наоборот. Сердце, совершенно правильно. Потому что есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалам, который говорится о том, что в человеческом теле есть кусок мяса. Если оно хорошее, человек хороший. Если он плохой, то и человек плохой. И это кусок, это есть мясо. Посмотрите. И вот это за вопрос, то есть это есть сердце. И вот этот вопрос как раз тоже задали Сулейману, алейхиссалам. Естественно, Сулейман, алейхиссалам, ответил, что это сердце. И после этого израильтяне начали возмущаться. Говорили о том, что как это 12-летний мальчик будет нашим правителем. Все равно не соглашались. Тогда Дауд, алейхиссалам, повелел всем, кто могли быть правителями, то есть, как говорится, как говорится, старейшина израильтян, собрал их всех и повелел им прийти каждый со своей тростью. И каждый фиксировал свою трость, написав свое имя на нем. Потом все эти трости поместили отдельную одну комнату на ночь и сказали: чья трость зазеленеет, тот и будет, говорит, правителем. И когда запечатали все это, закрыли,
И на следующий день все вместе открыли, посмотрели, и оказалось, что все трости как трости, а Сулеймана трость, она проросла зеленью, как молодой саженец. И, естественно, тут уже никакого сомнения не осталось, что Сулейман, алейхиссалам, будет правителем израильтян. Ввиду актуальности, я бы хотел еще и зачитать вам, посмотрите, какое завещание Дауда, алейхиссалам, сделал Сулейману, алейхиссалам. И в этой связи, поскольку Сулейману уже было всего 12 лет, и он уже будущий правитель, то есть уже практически правитель, также, и из этих наставлений его, его завещание, наставления, они и сегодня нам больше всего то, что не хватает, как воздух человеку. Дауд, алейхиссалам, наказал Сулейману, алейхиссалам, шутить в меру. Вы обратите внимание, как часто мы слышим, что как молодые люди, девочки или мальчики между собой, они очень часто шутят, называют одного кривым, косым, хромым и так далее, и так далее, и так далее. То есть нет предела этим шуткам. Но с другой стороны, и проявляя какой-то этикет, он старается как бы проявить улыбку. Но при этом в сердце же больно бывает. Правильно? И вот эта боль, фактически, да, вот это все, в конце-то концов, накапливается эта боль, и в конце-то концов оно приводит к тому, что взаимоотношения между ними ухудшаются. И потому, обратите внимание, Дауда, алейхиссалам, одним из первых, вот этот наказ для своего сына, будучи как правитель, как человеку, и говорит, шутить в меру, и добавил, что от этого нет пользы, и лишь может усилить вражду среди братьев по вере. Обратите внимание, зафиксируйте и, пожалуйста, не забывайте. Также он наказал сыну остерегаться гнева. Вы помните, наверное, есть хадис пророка, саллаллаху алейхи вассалям, который говорится о том, что хочешь увидеть дьявола, сатану, что надо делать? Посмотри на себя в зеркале в момент гнева. Посмотрите, фактически, именно из-за гнева же и начинаются вот эти споры, слова нехорошие, ненужные, действия, поступки и так далее, и так далее. Значит, остерегаться гнева, объяснил это тем, что гнев унижает человека. Кроме этого, он дал ему следующие еще советы. Бойся Всевышнего, постоянствуй в богослужении, это побеждает все. Не желай того, чем обладают люди, то есть богатство. Объяснил он это. Не ревнуй жену слишком сильно. Это создаст плохое мнение о тебе в народе. Бывают такие люди, которые фактически, своим женам там выходить, даже к своим там родным, близким, там родственникам даже, или звонки какие-то категорической форме запрещают, и вот так вот боятся за каждое их действие, взгляд и так далее, и так далее. Конечно, это ненормально. Ревновать надо, но должен быть определенный предел. Безревностное животное – это только свинья, и одной из причин того, что его запретили есть потребление в пищу, в том, чтобы люди, которые потребляют его, они сами по себе становятся безревностными. А нам же, естественно, надо ревновать, но эта ревность должен иметь предел. Безревностная, беспредельная ревность, вот это все, очень имеет плохие последствия. Не уповай на людей, это и есть богатство. Остерегайся слов и дел, за которые затем придется оправдываться. Всегда говори только правду, старайся быть искренним. Проводи каждый день лучше предыдущего. Не теряй времени с невежественными людьми. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, сегодня мы с вами продолжим нашу лекцию. И продолжим сегодня мы с вами говорить о Дауде, алейхиссалам. Испытание, которое Всевышний Аллах
послал на Дауда, алейхиссалам. Дауд, алейхиссалам, постоянно обращался к Всевышнему Аллаху и говорил: «О Аллах, испытай меня, как ты испытывал других пророков, Ибрахима, алейхиссалам, как ты испытывал Якуба. Испытай меня, чтобы мой уровень перед тобой, чтобы он возвысился». И Аллах Всевышний обещал ему испытание, и Дауд, алейхиссалам, однажды ждал этого испытания в этот день. Он находился в своем богомольне. В этот момент через открытую форточку в комнату взлетела птичка. Он подумал, что это райская птица, и начал, хвататься, попытался поймать эту птицу. Но это была сатана в облике птицы. Так он не смог к ней прикасаться, и обратно эта птичка вылетела через эту форточку, и вслед за ней посмотрел Дауд, алейхиссалам, и увидел в саду вдали одну прекрасную, красивую женщину. И безумно влюбился в нее. Некоторые пишут, даже и наши мусульманские источники пишут, говорят о том, что, естественно, и тем более иудейские, христианские источники, говорят о том, что Дауд, алейхиссалам, узнал о том, что эта женщина, она жена одного из людей, который находится на Газавате. Звали этого человека Аврия. Узнав, что это жена Аврия, он, говорит, написал военачальнику письмо, чтобы этому Аврия дали ковчег завета. Ковчег завета, мы же с вами говорили, как знамя всегда несли впереди. И, естественно, тот знаменосец, который идет всегда впереди, он подвергает свою жизнь всегда в первую очередь опасности. И, мол, написал письмо, чтобы дали Аврии этот ковчег, чтобы его выставили вперед. И в результате получилось, говорит, что в первом сражении они выиграли, а во втором сражении, говорит, Аврия убили, и после чего, подождав время Идда, и Дауд, говорит, женился, алейхиссалам, на этой женщине, звали ее Сабига. Конечно же, вот такую версию, вот тот, кто говорит вот так, обратите внимание, в их адрес Али, рази Аллаху анху, один из подвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалам, говорит о том, что я бы этого человека, говорит, накажу 160 ударами, говорит. А вы знаете что? За зина, за прелюбодеяние по шариату 100 ударов. Следовательно, 160 ударов никто не выдержит. То есть этого человека я бы убил бы. Другими словами, да, можно сказать? Поэтому, дорогие друзья, категорически, что же тогда получается? Дауд, алейхиссалам, пророки, посланники, которого Аллах еще и в Коране неоднократно упоминает как одного из самых таких великих пророков, которому Аллах Всевышний не спаслал Забур, неужели он будет такой корыстью посылать письмо, чтобы специально, убили этого военачальника, и потом, чтобы жениться на его жене? Естественно, это не укладывается ни в какие рамки. И вот поэтому и Али Асхаб, рази Аллаху анху, говорит, кто вот так скажет, говорит, в адрес Дауда, алейхиссалам, я вот так с ним поступлю, говорит. Да убережет Всевышний Аллах нас от такого заблуждения. А что же в действительности было, и какова же была действительность, что по этому поводу говорят Ахлу Тасауф? По этому поводу они говорят, первое, Сабига была всего лишь засватана за Аврия. То есть, или засватана, или просто подняли вопрос о том, чтобы Аврия собирался жениться на Сабиге. И тогда Дауд, алейхиссалам, узнав эту Сабигу, он подключился и попросил, чтобы она вышла за него замуж. Вы знаете, что по нашему шариату это сейчас запрещено, но в то время по шариату Дауда, алейхиссалам, здесь не было запрета.
Это было в рамках дозволенного. Или же второе, что Аврия женился на ней, и, увидев ее, понравив вот эту Сабигу, Дауд, алейхиссалам, предложил ему развестись, и впоследствии женился на этой Сабиге. Опять-таки, и это тоже было разрешено в то время шариатом Дауда, алейхиссалам. Следовательно, ни в том, ни в другом случае Дауд, алейхиссалам, не переступил шариат. То есть закон не переступил. И вот единственное фактически, что же случилось в истории Дауда, алейхиссалам. История Дауда, алейхиссалам, Дауд, алейхиссалам, хотя совершил все эти поступки в рамках шариата, но ему, как посланнику Аллаха, конечно же, это было фактически как хата, как оплошность. И вот Сабига его была 100-й женой. У него были 99 жен, и Сабигу он взял 100-й женой, и именно Сабига ему и родила Сулеймана, алейхиссалам, о котором мы с вами говорили. И вот однажды рядом с ним оказались два человека. Он удивился, а эти люди обратились к нему и сказали: ты не бойся, говорит, мы пришли к тебе просто за спором. Между нами, говорит, возник такую вот проблему, как, говорит, нам поступить. У этого человека, у него, говорит, есть 99 барашек, а у него, говорит, у меня, говорит, всего одна барашка. И вот он, у которого есть 99 барашек, от меня требует, чтобы, говорит, он, вот, чтобы я, говорит, ему вот свою единственную барашку, чтобы я отдал. Как, говорит, нам поступить, спрашивает Дауд, алейхиссалам. Дауд, алейхиссалам. Дауд, алейхиссалам, говорит, это зулма, это насилие. Тогда эти два человека друг на друга посмотрели, посмеялись и исчезли. Естественно, это были ангелы. Дауд, алейхиссалам, понял, что речь шла о нем, что, имея 99 жен, он выпросил, взял в жены жену Аврия. У Аврия же Сабига была одна единственная. После чего Дауд, алейхиссалам, упал на землю суджда и в течение 40 дней и ночей плакал, не поднимая головы, и его слезы все вокруг него полили, и проросло все травой. После чего Дауд, алейхиссалам, в последующей своей жизни не мог поднять глаза в небеса, он не мог посмотреть в небо, он все время плакал. И все, что ел только сухой хлеб из ячменя, и только отмачивая своими собственными слезами. То, что пил, он пил также разбавленный слезами. Снял свою вот эту, значит, королевскую одежду, и эту одежду заменил грубой одеждой, и вот так плакал, умолял всю последующую оставшуюся жизнь. Посмотрите, ведь Дауд, алейхиссалам, всего лишь допустил оплошность. Он ведь не совершил большого греха. А мы с вами каждый день сколько грехов совершаем. А ведь грех же это смотреть на недозволенное. А сколько раз мы в течение часа, в течение минуты смотрим на недозволенное, думаем о недозволенном, совершаем, говорим недозволенное и так далее. Но, к глубокому сожалению, слезы в наших глазах редко появляются. Вот отсюда вы как раз посмотрите, какой же урок нам нужно с вами извлекать. Так же, как и из истории Нуха, алейхиссалам, которого Абдул-Гафара назвали Нухом, только из-за того, что один раз с презрением посмотрел на собаку. Вот посмотрите, как поучительны эти примеры из истории.
После чего Дауд, алейхиссалам, пошел, навестил, сделал зиярат к могиле этого Аврия и попросил прощения у него тоже. И Всевышний Аллах обещал ему, что и Аврия ему простит, и Аллах ему прощает. Но несмотря на то, что он получил такое заверение, а Дауд до конца своей жизни, до дней своих, продолжал вот так же себя вести. Дауд, алейхиссалам, прожил 100 лет, когда перед ним появился в михрабе незнакомый человек. Он резко повернулся к нему и говорит: «Кто тебя пустил?» Этот человек ему сказал: «Я тот, который прихожу к царям без на то разрешения». И Дауд, алейхиссалам, понял, что это ангел смерти Израил, алейхиссалам. Но Дауд, алейхиссалам, сказал: «Мы же с тобой договорились, они были в дружеских отношениях, мы же с тобой договорились, что ты меня предупредишь до того, как ты придешь ко мне за душой. Разве я тебя не предупредил?» — сказал ангел смерти. «Нет, ни один человек ко мне не пришел», — говорит Дауд, алейхиссалам. «Да, тогда где твой отец, где твоя мать?» — спросил ангел смерти. «Где твои сверстники, где твои друзья, где твои родственники?» Ушли все они. Так они же были моими гонцами, которые должны были предупредить тебя, что и к тебе придет этот день. И вот после чего Дауда, алейхиссалам, похоронили после смерти в Иерусалиме, там в кладбище, и по сей день людской поток постоянно ходит к нему и совершают зиярат к нему. Дай Аллах, чтобы в этом Ближнем Востоке побыстрее установился мир, а мир там установится только после того, как придет Махди. Дай Аллах, чтобы Махди, алейхиссалам, объявился, пришел побыстрее, чтобы мы все, мусульмане, могли посетить эти святые земли и посещать таких великих пророков, как Ибрахима, алейхиссалам, Якуба, алейхиссалам, Юсуфа, алейхиссалам, Муса, алейхиссалам, Дауда, алейхиссалам, Сулеймана, алейхиссалам и многих-многих других. Вот на этом мы эту лекцию, вот эту тему тоже мы закончили. Следующий вопрос нашей лекции – это история пророка Сулеймана, алейхиссалам. Став правителем, Сулейман, алейхиссалам, обратите внимание, зарабатывал себе на хлеб за счет того, что он плетеные корзинки, готовил эти корзинки и продавал их. И вот однажды к нему явился ангел Джабраиль, алейхиссалам, и говорит: в твоем царстве, говорит, есть одна женщина, которая очень нуждается в твоей помощи, помоги, говорит, ей материально. Сулейман, алейхиссалам, отвечает, говорит: чем я ей помогу, в то время, когда я еле-еле концы с концами сам свожу. Опять фактически получает Сулейман, алейхиссалам, опять-таки амру веление Всевышнего Аллаха, что вы помогли этой женщине. И опять-таки Сулейман, алейхиссалам, говорит: ну, Аллах, нет у меня чем помочь этой женщине. И тогда Всевышний Аллах предлагает ему выбрать. Выбери, говорит, что ты хочешь, говорит, проси у меня. Что ты хочешь у меня? И, естественно, Сулейман, алейхиссалам, прежде всего попросил, чтобы Аллах простил грехи. А посмотрите-ка, вы же знаем, что пророки защищены даже от возможности совершения греховного. Но, тем не менее, это еще один раз нам показывает урок того, чего мы должны проводить, на чем мы должны проводить больше всего времени. Счастлив из нас тот, который приучил свой язык к астагфируллах. И вслед за этим
Сулейман, алейхиссалам, попросил Всевышнего Аллаха и значит, правление, богатство. И Аллах ему дал, сделал его правителем всего мира. Подчинил ему джиннов, подчинил ему людей, фактически дал ему знание языка животных, знание языка птиц, и подчинил ему также и ветра. И посмотрите, Сулейман, алейхиссалам, стал такой всевластным хозяином, правителем всего мира. И не было ни одного хана, правителя на земле, который бы обладал такими полномочиями, такой властью на земле, кроме Сулеймана, алейхиссалам. Эти джинны ткали ему огромный ковер с огромными большими размерами. И он сажал свою армию, своих людей на этот ковер и приказывал ветру, обратите внимание, с любой скоростью, какой он хотел. Да вплоть до скорости бурака, говорится. Это означает, что чуть ли не до мгновенной такой скорости, чтобы его доставили на тот или иной населенный пункт, куда ему нужно было. Ветер доносило до него все, что про него говорят животные, птицы, даже насекомые и даже и люди, естественно. Все это доносило до него. Где в мире что про него говорят, все это он слышал и фактически всегда бывал в курсе всех событий, всех происходящего. Но обратите внимание, дорогие друзья, однажды, когда он вот так на ковре пролетал, а один из там пастухов, да, пас овец, и он смотрит наверх, удивляется и говорит: дал же Всевышний Аллах тебе такую, значит, да, такой ни'мат, летать как птицу, говорит, по небесах. О, сын Дауда, Сулейман. Это услышал, естественно, Сулейман, алейхиссалам. Он сажает свой вот этот ковер, вызывает этого пастуха и говорит ему: тот тасбих, который ты делаешь, говорит, Всевышнему Аллаху, сотни тысяч раз больше, чем все эти блага, которые Аллах мне дал, говорит, земных. Обратите внимание, порой нам может показаться, действительно, вот эти золотые слова, вот этот бриллиант, вот этой истории, обратите внимание, наряду с другими бриллиантами. Ведь сегодня же многие молодые люди думают, видя там, кто-то как разъезжает там на каких-то машинах там, или как-то там, имея большие дворцы, дома и так далее, что-то может у него возникнуть, да, как же так, у него есть, а у меня этого нету. Обратите внимание, если бы мы были бы правителями такими же, как Сулейман, и в нашем распоряжении был бы весь этот мир, и мы могли бы управлять всем этим миром, чем это, тасбих, который мы делаем, это намного дороже, говорит. Почему? Потому что все это останется на земле, правильно же? И за это ты будешь просто отвечать. А тасбих же фактически будет тебя защищать, и это будет тебя ожидание, твоего ожидания вечной жизни. И еще другой очень важный момент из этой истории. Однажды также Сулейман, алейхиссалам, летал на этом ковре, и как-то мы же говорили о том, что Аллах специально делал так, что эти ангелы, то есть пророки, попадали в какое-то состояние хата, какой-то оплошности. Ради чего? Ради того, чтобы либо они раскаянием возвысить их уровень, либо для того, чтобы мы с вами, простые люди, извлекали из этого урок. И вот когда он вот так летал, и у него возникло вот чувство какое-то собственное вот как бы достоинство. Вот он летит над землей, а птицы прикрывали ему, создавали тень. Над ним летали птицы, да, стаи птиц, и создавали над ним тень. И вот так он летал, и вот какое-то чувство
вот самолюбие, что ли, вот такое появилось какое-то мгновение. И тут произошло следующее. И вот этот ковер, какой-то конец, кусок этого ковра отломался, и часть людей, которые там сидели, естественно, выпали на землю. Естественно, крик их, орут, они спасайте, помогите и так далее. И Сулейман, алейхиссалам, как бы очнулся, посмотрел, взял свою палку и ударил по ковру и говорит: стой ровно. Он не успел эти слова говорить, и ковер ему по воле Аллаха заговорил и говорит: ты сам стой сперва ровно, потом от меня потребуй. Посмотрите, какой урок можно из этого извлечь. Если с нами что-то сегодня происходит, так, в чем причина? Причина в том, что нас самих, в наших сердцах, в наших поступках. Значит, даже нам же говорится о том, что даже заноза в ноге человека не появится, пока на это не будет у него соответствующего действия поступка. И, следовательно, надо причину этого найти самому в своих действиях, в своих поступках и просить раскаяния. Естественно же, Сулейман, алейхиссалам, раскаялся, поплакал, попросил прощения Всевышнего Аллаха. И после чего и ковер стал ровным. И вот так однажды Сулейман, алейхиссалам, также на своем ковре возвращался из Йемена. Возвращаясь из Йемена, он пролетал над Мединой, ныне где находится город Медина, и остановился в этой Медине, совершал молитвы, сделал курбан, то есть жертвоприношение, зарезал огромное количество жертвенных животных, раздал все это, сделал садака и рассказал своим людям о том, что это земля, куда последний пророк будет делать хиджру, а куда переселиться. После чего он сел на свой вот этот ковер и пролетал. И пролетел над Каабой. Когда он пролетел над Каабой, Кааба начала плакать. И тогда Аллах Всевышний обращается к Каабе и спрашивает: что ты плачешь? Почему ты плачешь? В чем причина твоего плача? И тогда Кааба говорит: как же, говорит, твой посланник пролетел надо мной и не удостоил чести посетить меня? И как же мне не плакать? И тогда Всевышний Аллах успокаивает, говорит, что мой пророк из всех пророков, Мухаммад, он родится на этой земле, и это будет огромным счастьем для тебя. И тебя избавит от этих идолов, которым после уже Ибрахима, алейхиссалам, уже они погрязли, идолопоклонение, и Кааба была окружена и заполнена этими всевозможными идолами. И он очистит тебя, говорит. И я сделаю, говорит, так, чтобы его умма приходили к тебе. И обязанностью для них сделаю, говорит, чтобы они ходили вокруг тебя и восхваляли меня. Но Кааба успокоилась, тем не менее, какое-то чувство, по-видимому, внутренней обиды у нее осталось. Тогда Аллах Всевышний повелел Сулейману, алейхиссалам, вернуться и посетить Каабу, удостоить ее чести, своего посещения. И действительно, Сулейман, алейхиссалам, посетил и при этом совершил молитвы и зарезал огромное количество жертвенных животных, зарезал около 40 тысяч овец, 5 тысяч верблюдов, 5 тысяч быков, и все это раздавал, сделал вот так садака. И после этого отправился, продолжил только свой путь. И вот однажды как раз он, возвращаясь, слышит, как один из муравей говорит, кричит своей армии, своим муравьям: «Полундра, спешите, в свои норы спрячьтесь, значит, армия Сулеймана приближается».
они истоптают вас, быстренько спрячьтесь, говорит, в своих норах. Естественно, это услышал Сулейман, алейхиссалам, и когда он посадил, вот, сел вот неподалеку от этого места, и он вызывает этого главного, этого муравья, и вот этот муравей, как раз таки ему, и у них состоялся между ними диалог. По поводу вот этого диалога я слышал от Бадруддина Апанди, у него было такой значит, видеодиск, я смотрел, Каддасаллаху сирруху, вы, наверное, многие из вас слышали. И между этим муравьем и Сулейманом, алейхиссалам, говорит, состоялся такой диалог. Сулейман, алейхиссалам, спросил этого муравья, сколько тебе нужно рикзы в год? Этот муравей говорит, мне нужно, говорит, одно зерно пшеницы, говорит, достаточно на год. И тогда, говорит, Сулейман, алейхиссалам, решил это проверить и взял бутылку, бросил его в бутылку и одно зерно пшеницы тоже и закрыл эту бутылку. Через год, когда посмотрел, муравей съел только половину. И Сулейман, алейхиссалам, упрекает и говорит, почему мне неправду сказал? И муравей ему говорит, я неправду тебе не сказал, ты, говорит, ты жадина, говорит, твой отец был жадиной, и твоя жена Билкис была, говорит, жадиной. Что случилось, говорит, в чем ты увидел, говорит, мою жадность, спрашивает Сулейман, алейхиссалам, этого муравья. Я тебе сказал, говорит, год мне достаточно одного зерна. Но ты же, говорит, инсан, ты бросил меня в бутылку, а если бы, инсан это значит свойственно забывчивости. А если бы ты обо мне забыл бы, говорит, что я с голода должен был помереть, говорит, и потому я 2 раза меньше съел, говорит. А если бы ты туда бросил бы 2 зерна, а что, у тебя меньше стало бы, говорит, зерна? Так, понятно, говорит. А в чем ты увидел, говорит, значит, жадность моего отца, Дауда, алейхиссалам? А вот тогда, когда, говорит, он просил у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах ему металл сделал как тесто мягкое. А если бы это он просил бы, говорит, всему человечеству, что могущество Аллаха меньше стало бы, говорит, от этого? Понятно, говорит. А в чем ты увидел, говорит, значит, жадность моей супруги? Когда Билкис прибыла в его дворец, иншаллах, у нас в следующий раз, иншаллах, мы будем говорить об этом. Когда, говорит, она прибыла во дворец Сулеймана, алейхиссалам, она же одна из самых таких богатых, да, женщин, и она прибыла со своей свитой к Сулейману, алейхиссалам, а Сулейман, алейхиссалам, подготовил свой дворец таким образом, полностью, значит, на место, вот то, что мы плитку сейчас ставим, да, во дворе, вот так было заложено все золотым, чистым золотом. А когда же вот была ручейка, и над этой ручейкой вот это все было обложено, покрыто сверху стеклом, прозрачным стеклом. И, естественно, она же не видела стекла, она подошла и видит ручеек, и она сняла обувь, чтобы переходить этот, значит, ручеек. И вот этот муравей говорит, что такая она богатая, и что жалко было обувь, что ли, вместе с обувью переходить по этому ручью. И вот зачем, говорит, нужно было разобуться для того, чтобы переходить вот этот ручеек. Вот таким вот как раз и самое. И в числе 10 животных, вы знаете, что судный день, когда наступит, все животные, они будут воскрешены, поднимут их. Если у них будут претензии друг к другу, они предъявят это претензии, за это накажут и так далее. Если же у них будут претензии нам, человечеству, например, ты вовремя не кормил, не поил или перегружал и так далее, эти все претензии они предъявят нам, и после чего они, все животные превратятся в пыль, в землю, за исключением 10 животных. Вот эти 10 животных, которые фактически будут в раю. Это бурак, на котором как раз пророк наш Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, перемещался из Мекки в Иерусалим. Второй – это вот этот муравей Сулеймана, алейхиссалам.
Следующее, это соловей Гудгуд Билкиса, вот супруги Сулеймана, алейхиссалам. Это следующее, теленок Ибрахима, алейхиссалам. Помните, когда к нему пришли ангелы о облике людей, и они рассказали известие, радостный весь Сарат, что она родит Исхака, алейхиссалам. И вот тогда Ибрахим, алейхиссалам, этих гостей решил угостить, зарезал теленка, угостил, но они не ели. И он был удивлен, почему не дотрагиваются они к его пище, и потом только впоследствии догадался, что это ангелы. Именно вот этот теленок тоже фактически будет, говорит, раю. Этот баран, которого зарезали на место Исмаила, первое жертвоприношение. Следующее, это корова. Кстати, мы не имели возможности говорить об этом. Во времена Муса, алейхиссалам, была эта корова. Я вам рекомендую. Есть маленькая книжка для детей. Мы выпустили. Это «Красная корова» называется. Вот эту книжку возьмите, почитайте для своих младших братьев и сестер. Уникально, просто уникальная история, которая призывает детей к уважению, почитанию своих родителей. Это следующий, это тот кит, в утробе которого в течение 40 дней находился Юнус, алейхиссалам. Осел Узайры, алейхиссалам, это о нем мы с вами еще, иншаллах рахман, будем говорить. И верблюд Салиха. 10-м является, обратите внимание, я специально оставил 10-м собаку. Собака – нечисть. Посмотрите, будет раю. Именно эта собака. Почему эта собака? От того, что эта собака любила хороших людей. И эти асхабы не могли от себя отогнать, выгнать, прогнать эту собаку. Если нечисть от того, что она любила хороших людей, и он находился рядом с хорошими людьми, будет находиться в раю. Мы с вами, дорогие друзья, мы с вами люди, самое дорогое и прекрасное творение Аллаха, и ради которого Аллах сотворил этот мир. Если же мы с вами будем хорошими людьми, и если мы с вами будем любить хороших людей, разве не найдется для нас с вами место в раю? Иншаллах рахман. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату. На этом мы с вами остановимся. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу ала сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие друзья, тема сегодняшней лекции – это испытание, которое Всевышний Аллах устроил для Сулеймана, алейхиссалам. Как мы раньше тоже говорили, Всевышний Аллах посылал определенные испытания к пророкам для того, чтобы возвеличивать их уровень перед собой, а также и посылал различные испытания для того, чтобы в последующем они, раскаиваясь в этом случившемся, чтобы это был как для нас с вами пример для подражания. Мы об этом говорили, у Дауду, алейхиссалам, какие были испытания устроены. А сегодня как раз мы с вами поговорим, какое же испытание Всевышний Аллах устроил Сулейману, алейхиссалам. Сулейману, алейхиссалам, стало известно, что в одном очень труднодоступном острове живет очень состоятельный, богатый царь, но является из числа идолопоклонников. Узнав об этом, Сулейман, алейхиссалам, со своей армией сел на свой ковер, и этот ковер за считанные часы доставил его в нужное место. В среднем скорость перемещения ковра была такова, что за полдень он мог переместиться на расстояние более чем месячного пути. За полдня спокойно мог пролететь этот ковер. Когда же армия Сулеймана, алейхиссалам, появился на этом острове, этот царь попытался ему сопротивляться, но это было бесполезно. Царя убили, а остальных взяли, они приняли единобожие, и в том числе Жарадат, дочка этого царя, она тоже приняла ислам, то есть единобожие. Несмотря на то, что она произнесла шахадат словами, языком,
но в сердце все-таки она сохранила злобу на Сулеймана, алейхиссалам. И Сулейман, алейхиссалам, каждый раз, когда к ней обращался и говорил, что сколько же ты будешь плакать, почему ты печалишься, и как бы не старался ее развлечь, она никак не отвлекалась от всего этого. Тогда он попросил у нее, что ты хочешь, чтобы я тебе сделал? И тогда она говорит, я не могу, говорит, забыть своего отца, попроси, говорит, чтобы сделали бюст, то есть тело, в то время это разрешалось религией, пусть сделают, говорит, статую моего отца. И Сулейман, алейхиссалам, приказал чертям, и они изготовили точную копию его отца, тело, вот, статую, значит, памятник его отца. Она тут же вместе со своими служанками шила под него одежду и шила точно так, как именно одевался ее отец. И когда Сулейман, алейхиссалам, не бывал дома, она вместе со своими служанками начала суджда делать, земной поклон своему отцу, то есть тем самым начала идолопоклонение в доме Сулеймана, алейхиссалам. И все это длилось в течение 40 дней. И тогда мы с вами говорили об Валиюллахе, который был визиром Сулеймана, алейхиссалам, Асифе, рахимуллах, и он обратился к Сулейману, алейхиссалам, и сказал, в твоем доме значит, в течение такого времени проводится поклонение идолам. Узнав об этом, естественно, Сулейман, алейхиссалам, разрубил вот этого идола и все это выбросил. Результатом вот того именно, что в течение 40 дней в доме Сулеймана, алейхиссалам, поклонялись идолам, говорят о том, что Аллах Всевышний и послал следующее испытание на Сулеймана, алейхиссалам. На Сулеймане, алейхиссалам, у него был перстень, и только тогда, когда он одевал этот перстень, тогда только его амру, его веление реализовалось в жизни. То есть ему подчинялись как люди, джинни и так далее. Все вот это его, как повелителя, как правителя, его амру исполнялось только тогда, когда вот он одевал вот этот перстень. И так, говорит, получилось, что, узнав о том, что случилось дома, он целый день ходил по полю, плакал, умолял, просил у Всевышнего Аллаха прощения за то, что случилось. И когда он вечером пришел, говорит, вернулся домой, и, как правило, он свою вот этот перстень, когда ходил на омовение, оставлял у самой одной женщины, домработницы, оставлял и говорил ей, отдавал на хранение, аманат. И как только Сулейман, алейхиссалам, ушел, тут же пришел джин в облике Сулеймана, алейхиссалам, и забрал у этой женщины этот перстень, и, надев этот перстень, назвал себя Сулейманом и начал править всем Иерусалимом, и в том числе и миром. Через некоторое время Сулейман, алейхиссалам, подошел к этой женщине и говорит, дайте, верните мой перстень. И она на него посмотрела с таким удивлением, я ведь отдала перстень Сулейману, а ты кто такой? Сулейман, алейхиссалам, говорит, я Сулейман. И она говорит, Сулейман у меня забрал перстень. И так по всему городу, по всему Иерусалиму, Сулейман, алейхиссалам, ходил и говорил, что я Сулейман, а люди просто смеялись и говорили, посмотри, умалишенный человек решил, значит, называть себя правителем Сулейманом, алейхиссалам. Видя безысходность своего положения, понимая, осознавая, значит, то наказание, которое Аллах Всевышний не спаслал на него, постоянно прося Всевышнего Аллаха прощения, умоляя свои вот грехи, если, значит, свою оплошность, и Сулейман, алейхиссалам, вышел из этого города, нанялся рабочим на берегу моря. Он работал простым рабочим и при этом зарабатывал в сутки рыбу. Ему давали 2 рыбы, одну он продавал, покупал хлеб, а другую он жарил, ел сам. И вот в таком состоянии Сулейман, алейхиссалам, находился в течение вот этих 40 дней. И вот
Однажды, когда он купил, за одну рыбу купил хлеб, а другую начал жарить, как только распорол, значит, брюхо этой рыбы, и внутри оказалось вот этот перстень. Надев на этот перстень на себя, и она как раз, как и положено, так и стало, как обычно раньше это все садилось. И все, Сулейман, алейхиссалам, вернулся. А получилось все так, этот шайтан в течение 40 дней пытался изменить, все делать вверх дном, переворачивать, но из числа визиров этот Асиф, о котором мы с вами говорили, рахимуллах, он и его помощники, понимая, в чем суть, и они старались реализовать только действия и поступки, которые соответствовали шариату. И видя, что у него ничего не получается, этот шайтан, значит, разозлился, снял этот перстень, бросил его, вышвырнул его в море, а тут же Аллах Всевышний приказал этой рыбе проглотить его, и эта рыба попалась как раз именно Сулейману, алейхиссалам. Вот такова, значит, история того, как Всевышний Аллах испытал пророка Сулеймана, алейхиссалам, в течение вот этих 40 дней. Именно в течение 40 дней, в течение которого в доме Сулеймана, алейхиссалам, значит, жена поклонялась идолам. Поэтому, если на нас Всевышний Аллах посылает какое-либо испытание, естественно, опять-таки это получается, значит, за прощение тех грехов, которые мы с вами совершили, мы об этом неоднократно говорили. Следующее, на чем мне хотелось бы остановиться, это история того, как Сулейман, алейхиссалам, построил Байтуль-Мукаддис. Это известное историческое такое событие, известный как храм Соломона в библейских источниках и Байтуль-Мукаддис в наших коранических источниках. Во времена, когда еще Дауд, алейхиссалам, жил, он удивлялся тому, что насло его, потомство, то есть израильтян, с каждым днем настолько был прирост населения, что просто его поражало. И он однажды попытался посчитать, какой же, как бы сделать перепись населения, узнать, какое же количество израильтян имеется на земле. И когда он попытался это неоднократно повторить, ему это не удалось сделать. Тогда Всевышний Аллах ему сказал, что он не в состоянии посчитать их количество. И Аллах Всевышний собирается существенно сократить число этих израильтян, и ты, говорит, выбери со своим народом из 3 вариантов, какой из них ты предпочитаешь. Первый вариант. Послать ли на вас в течение 3 лет голод, или же на вас в течение 3 месяцев послать врага, или же в течение 3 дней на вас послать болезнь, которая фактически существенно уменьшит твой народ. Дауд, алейхиссалам, посоветовался со своим народом, посоветовался с мудрецами, с кем он всегда советовался, богословами, и было решено, что лучше всего выбрать вот эти 3 дня, лучше выбрать вот эти последних 3 дней. И Дауд, алейхиссалам, вместе со своим народом, они подготовились к этому дню, искупавшись, подготовив саван, поднялись на эту возвышенность, на эту гору, где именно располагалась вот эта Байтуль-Мукаддис. Поднялись они туда, плакали, умоляли, и в первый день из израильтян умерли 1000 людей. В эту ночь, всю ночь фактически Дауд, алейхиссалам, плакал, умолял и просил у Аллаха все последующие испытания, а умерли они от чумы, и последующие испытания направь, говорит, на меня, спасите моего народа.
И Аллах Всевышний принял его мольбу, и узнав о том, что Аллах спас его народ, и в последующие дни не умер ни один человек, тогда израильтяне решили сделать шукру Всевышнему Аллаху. И когда они обратились к Дауду, алейхиссалам, как нам лучше всего выразить свою благодарность Всевышнему Аллаху, тогда Дауд, алейхиссалам, сказал, что на этой горе, на этом храмовой горе, мы с вами построим мечеть, то есть храм по библейским источникам. И вот все фактически израильтяне принимали участие в строительстве этого храма, добывали самые лучшие качеством камень, и сам Дауд, алейхиссалам, на своем собственном теле вот сам таскал вот эти камни и помогал этому строительству. Но тогда, когда стены этого храма поднялись выше человеческого роста, храм уже дальше не могли строить. Дауд, алейхиссалам, сколько бы раз не попытался построить его, ни одного камня дальше он не смог туда добавить. Дауд, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху, в чем же причина? И тогда Аллах Всевышний ему сказал: у тебя будет сын Сулейман. Это было время тогда, когда еще Дауд, алейхиссалам, не женился на той женщине, о которой мы с вами говорили, на Сабигу. И еще, даже еще не родился Сулейман, алейхиссалам. У тебя, говорит, будет сын Сулейман, алейхиссалам, который будет правителем после тебя. И он будет и пророком тоже. И он, только он достроит, говорит, этот храм. Ты не сможешь, говорит, его достроить, ибо на твоих руках есть, говорит, кровь. Тот, в чьих руках есть кровь человеческая, тот никогда, говорит, не будет строить мои дома. Дауд, алейхиссалам, удивился: о Аллах, разве я кровь проливал просто так? Я же кровь проливал только в Газавате. И тогда Аллах Всевышний ему сказал: какая разница, говорит, что в Газавате или не в Газавате, кровь человеческая пролита, и поэтому, говорит, тот человек, в чьих руках есть кровь другого человека, никогда, говорит, мои дома не будут строить. И тогда, когда после уже смерти Дауда, алейхиссалам, и после того, как Сулейман, алейхиссалам, стал правителем и стал пророком, и тогда Аллах Всевышний повелел ему, сделал амру, чтобы он достроил Бейтул-Мукаддис. От такого веления Сулейман, алейхиссалам, очень обрадовался. Обрадовавшись, он обратился ко всем, на кого распространялось его амру, его повеление, и приказал всем принимать самое активное участие. Прежде чем построить храм, он построил сперва город, сам храмовый город на подступах этого храма, построил прекраснейшей планировки этот город. После того, как он построил этот город, потом приступил к строительству мечети. Он приказал джиннам и шайтанам, чтобы нашли, где добывают золото и серебро. И они изготавливали кирпичи из золота и серебра, а рыбам, всем, кто находится, обитается в морях и океанах, приказал найти все, что можно оттуда добывать, это жемчуг и так далее, других кораллы и так далее, все эти драгоценности морские, с морских днов. Также при строительстве использовали все возможные вот эти благовония, и по завершению строительства этот мечеть, говорит, он ночью светился как днем, ярче, чем днем. И когда подходили к этой мечети, благовония просто поражали, да, сердца, души людей. А сам и внутри такой же, облицованный драгоценными камнями, украшенный драгоценными камнями, украшенный, облицованный золотом и серебром, вот такой мечеть, прекрасный мечеть построил Сулейман, алейхиссалам. По завершению строительства этой мечети Сулейман, алейхиссалам, обратился к Всевышнему Аллаху и попросил у Аллаха: «О Аллах,
сделай так, чтобы любой человек, который войдет в эту мечеть, и войдет он в эту мечеть и с чистым, искренним намерением, с ихлясом, да, искренность, совершит 2 раката намаза, очищай, говорит, его, как только что рожденного ребенка. Если больной человек войдет в этот мечеть и совершит, говорит, 2 раката намаза, сделай его здоровым. Если человек, которого угрожает какую-то опасность, войдет в мечеть и совершит 2 раката намаза, сделайте его спасенным, говорит, защищенным. И тот человек, который, говорит, человек, который, значит, грешник, войдет в этот мечеть, говорит, совершит 2 раката намаза, сделайте его очищенным, избавленным от его грехов. И при этом общей сложности были зарезаны более 25 тысяч животных, 40 тысяч баранов, 1000 верблюдов. Все это было роздано до единого грамма. Кроме того, сам Сулейман, алейхиссалам, есть камень, который называется Сахратуллах, к которому был привязан бурак в день, ночь вознесения пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Подошел к этому камню и у этого камня зарезал жертвенное животное и, обратившись вот этой мольбой к Всевышнему Аллаху, и сказал: если ты принял мою мольбу, прими мою эту жертвоприношение и дай мне знать, что все это ты принял. И действительно, тут появился, говорит, такой огненный столб, в результате чего, который жертвоприношение, сделанное Сулейманом, алейхиссалам, оно исчезло. И вот таким был этот прекрасный мечеть. И израильтяне, естественно, поклонялись, молились, пользовались этим прекрасным благом Всевышнего Аллаха. Но мы с вами об этом тоже с вами будем говорить, когда будем говорить об истории Яхьи, алейхиссалам, об истории Закарья, алейхиссалам, как Яхью, алейхиссалам, зарезали как ягненка в медном тазике, и как его отца распилили на 2 части с головы до ног, и после таких зверств и хотели распять Иисуса, Иса, алейхиссалам. После всего этого, и тогда, когда народ израильтяне отошли от единобожия и погрязли в разврате, распутстве, и отошли от веры своего, тогда Всевышний Аллах на них направил Бухта-Насра. Бухта-Наср – это так известное историческое вавилонское нашествие, римляне, которые напали на Иерусалим и разрушили Иерусалим до основания, награбили вот этот храм целиком, полностью, собрали все драгоценности, которым был украшен эта мечеть. И кроме того, в этой мечети хранилась в специальной комнате ковчег Завета. И Бухта-Наср, он из потомства Яфиса, одного из сыновей Нуха, алейхиссалам. И когда он нападал, говорит, на Иерусалим, одни только знаменосцы, вот эти, да, командиры, их, говорит, число превышало более 600 тысяч человек. Одних только знаменосцев. Это было, говорит, как людской океан, который фактически вот нападал, разрушало все, что находило в пути. И, естественно, все Торы, Таурат, которые было, все они подожгли, и у израильтян в руках не осталось ни одного листа из Торы, кроме одной Торы, которая была закопана в земле. Иншаллах рахман, к этому мы еще вернемся. Альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Как мы раньше тоже говорили, народ, который был избранным народом Всевышнего Аллаха,
избранным и излюбленным народом, да? Тогда, когда они погрязли в грехах, когда они подняли руку на посланников Аллаха, тогда Всевышний Аллах на них направил Бухта-Насра. Бухта-Наср – это так известное историческое вавилонское нашествие, римляне, которые напали на Иерусалим, и в результате вот как раз послужили вот эти разрушения. И в этой связи я хотел бы несколько слов сказать и в адрес вот наших дорогих братьев и сестер, акцентировать именно ваше внимание, дорогие друзья, вот на чем. Я неоднократно об этом говорил, и если тому ни'мату, который Всевышний Аллах нам дал, мы не будем делать шукру, то Всевышний Аллах и на нас может послать того, кто Аллаха не знает. Что это означает шукру делать? Если же мы не будем своими действиями, поступками, да, делать то, чтобы следовать пути истины. Если мы не будем вести пропаганду среди, в первую очередь, своих родных, близких, чтобы они, значит, следовали велениям Всевышнего Аллаха, чтобы они отстранились, удалились от запретов Всевышнего Аллаха, естественно, Всевышний Аллах может на нас тоже послать такие наказания. Об этом я раньше на предыдущих лекциях говорил. Вот так прошло вот в таком разрушенном состоянии. И что же сделали эти люди Бухта-Наср с Иерусалимом? Вся молодежь, всех людей, которые могли быть использованы для войны, солдат, все взрослое население было истреблено. И девочек забрали, девушек выставили их на продажу, забирали мальчиков с собой, и вот таким вот образом раскидали, можно сказать, израильтян по всему свету. Вот такие вот разрухи, вот такие беды Всевышний Аллах послал на них. После разрушения, и вот единственное, что осталось от вот этого храма Сулеймана, алейхиссалам, или мечети Сулеймана, алейхиссалам, это одна единственная стена, которая сегодня называется, известна как стена плача. Вот единственное, что осталось от этой мечети. А что же касается всего остального, внутренности Бухта-Наср заставлял людей таскать землю и заполнять внутренности полностью этой мечети. Даже внутри мечети, там, где была мечеть, внутри устроили даже свинобойню. Вот так, вот такие вот бесчинства совершали эти люди. После всего этого прошло, говорит, 70 лет, и потом среди израильтян появился их правитель Кайраш, по одной из версий. В другой версии Умар, рази Аллаху анху, он построил вот этот мечеть, который сегодня перед вами, и который сегодня находится на этой горе, на место разрушенного храма Сулеймана, то есть мечети Сулеймана, алейхиссалам. Вот это как раз мечеть перед вами. Вот такова история. Следующий вопрос, на котором мы сегодня с вами остановимся, это о том, как Билкис приняла царица Сааба, приняла единобожие и как она стала женой Сулеймана, алейхиссалам. Как мы говорили, Сулейман, алейхиссалам, на своем ковре вместе со своей армией пролетал над землей, и вдруг он, заметив очень прекрасный такой уголок, остановился, сделал, как говорится, посадку, и за это время, пока он удивлялся красоте этого уголка, его этот гудгуд, соловей, исчез. Он как-то пролетал, тоже любуясь этими местами, этой местностью, встретил другого гудгуда, который принадлежало этой царице Билкис, и сговорились между собой, и тот рассказал, что вот есть, говорит, такая прекрасная царица,
Вот только плохо, говорит, что она из числа огнепоклонниц. И этот Гудгуд Сулейман, алейхиссалам, вместе с ней полетел туда, к этой Билкис, увидел ее, прослушал все, посмотрел, убедившись своими собственными глазами, и возвращался обратно. Сулейман же, алейхиссалам, обнаружил, увидел, заметил, что отсутствует Гудгуд. Ему он не нужен был. Гудгуд своим клювом определял место нахождения источника воды. Тогда Сулейман, алейхиссалам, приказывал вырыть колодец в этом месте, и вот этой водой пользовались вся его армия. И вот он искал Гудгуда, никак не мог найти. Разозлившись, он сказал: я обязательно его, значит, накажу, отрежу, зарежу его, говорит, и приказал орлу: давай, говорит, иди быстренько найди его, где бы ты ни нашел, приведи, говорит, ко мне его. И орел встречает Гудгуда и говорит: Сулейман, алейхиссалам, собирается тебя зарезать. Гудгуд говорит: дальше что? Что он дальше говорил? Ну, если ты не принесешь какие-нибудь новых новостей, что-нибудь новое, существенное из новостей, ну, тогда он меня не зарежет, сказал Гудгуд. И когда привели, Сулейман, алейхиссалам, тут же, значит, набросился на этого Гудгуда, а Гудгуд говорит: я посланник Аллаха. Успокойся, говорит. Побойся, говорит, Аллаха, чтобы меня наказывать, говорит, не выслушал меня. Но что же ты, куда же ты пропадал, говорит. Тогда Сулейман, алейхиссалам, обращаясь к Гудгуду: да вот я, говорит, полетел, узнал, говорит, что есть там такая царица, которая поклоняется огню, но очень состоятельная и могущественная царица, говорит. И тогда, узнав о том, что есть такая царица, Сулейман, алейхиссалам, написал ей письмо, начиная с бисмилля, и коротко предлагал ей принять единобожие. И закрепил это все печатью, сделал прекрасные благовония и отправляет Гудгуд: отнеси, и подсказал, как именно преподнести к этой царице. И вот вы представьте себе, женщина, и вдруг ей птичка приносит какое-то письмо, какие-то благовония, печать. И если кто-то, тот, который послал письмо и отправил с письмом птичку, да, соловей, каким же это должен быть правитель? Естественно, что-то там в сердце уже начало уже стучать, наверное, быстрее. Прочитав письмо, Билкис поняла, что да, Сулейман, он велик. Величие его она сразу же догадалась, но, тем не менее, обратилась к своим мудрецам и собрала всех своих вот этих советчиков, и обратилась к ним и спросила у них, что делать, и показала им письмо. Ну, как всегда бывает, перед женщиной мужчины же еще храбрее становится. И один говорит, что у нас такая армия, говорит, мы там любого человека можем остановить. Другой говорит, мы можем, говорит, там, кому хочет, там, значит, по зубам дать, и так далее, и так далее. Короче, каждый начал хвастаться перед царицей. Это все не понравилось ей. Она все-таки решила, если действительно это Сулейман, алейхиссалам, он царь просто, или же он все-таки царь и пророк. И решила написать ему письмо. Написала письмо, и в письме написала, что предложила ему, послала ему шкатулку, и в шкатулку спрятала жемчуга и бусика с криво просверленной дырочкой. И написала письмо: не открывая шкатулку, скажи, что находится в шкатулке. Первый вопрос был испытание для Сулеймана, алейхиссалам. Вторым испытанием было, одела она 100 мальчиков и 100 девочек. Мальчиков, девочек, и там всякую там косметику, но так, что трудно было их различить. И приказали мальчикам говорить голосом девочек, а девочкам голосом мальчиков. И вот различите, кто из этих молодых людей. И далее
она послала ему там на подносе огромное количество драгоценностей, драгоценных камней, и в числе их благовоний и так далее, и в числе их было 100 кирпичей из чистого золота, то есть 500 кирпичей чистого золота и 500 кирпичей чистого серебра. Вот с этими подарками, зная, что если это царь, он эти драгоценности, подарки примет, но если он пророк, он их не примет. И отправилась самого доверенного человека. Гудгуд, тут же он это все увидел и поспешил рассказывать Сулейману, алейхиссалам, что вот так Билкис решила тебя проверить, и вот таким гонцы, говорит, отправились. Там 1000 километров расстояние. И тогда Сулейман, алейхиссалам, приказал джиннам, собрал всех джиннов и чертей и говорит: быстренько огромную территорию вокруг дворца обложите кирпичом из чистого золота и серебра. Все это вокруг обложили. В центре вот этой площадки поставили свой трон, вокруг людей, и всех джиннов, там, птиц, животных рядами вокруг по периметру построили, и вот так вот ждали прихода этих гонцов, царицы. Когда же они пришли, естественно, увиденное этих гостей поразило. Представьте себе, они думают, что вот много подарков несут, а то, что они подарки несут, у них все обложено, вся площадка. И, естественно, им стало стыдно, и когда предъявили письмо Сулейману, алейхиссалам, тут же рядом с Сулейманом, алейхиссалам, появился Джабраиль, алейхиссалам, и как только он прочитал первый вопрос, что находится в шкатулке, Джабраиль, алейхиссалам, сказал: в шкатулке находится там жемчуг, и там находится этот бусик, и предстояло, надо было просверлить, и там какой-то из животных просверлил этот жемчуг, надел на него нитку и так далее. А что касается этих молодых людей, предложили им помыть лицо, сделать омовение, после чего выявилось, кто есть кто. А что касается подарков, сказали, что это все подарки, значит, видите ли, нам не нужны, и вернули их обратно. И опять-таки, через этого доверенного человека, Сулейман, алейхиссалам, просил передать, чтобы лучше будет вам, не принуждай, говорит, меня с армией, вот наступать на вас, примите, говорит, единобожие. И эти гонцы вернулись, Билкис поняла, что действительно Сулейман, алейхиссалам, является пророком, но лично при этом решила убедиться. Она подготовила свою армию, взяла 12 тысяч вооруженных до зубов своих солдат, спрятала свой трон, как говорится, под 7 замками, и поставила в качестве охраны самых надежных людей и отправилась в путь. Сулейман, алейхиссалам, как-то сидел и увидел, как пыль поднимается вдали. И ему донесли, сказали, что это Билкис приближается. Он тут же обращается к рядом стоящим и говорит: кто сможет, говорит, ее трон поставить рядом со мной? Один из главных чертей, этот Ифрит, говорит, что я могу, говорит, пока ты станешь и сядешь, говорит. Меня это не устраивает, как сказал Сулейман, алейхиссалам. И вот этот Асиф, рахимуллах, валиюллах, говорит: ты пока закроешь, моргнешь глазом, и эту долю секунду, и рядом с тобой будет трон. И действительно так и оказался трон рядом с Сулейманом, алейхиссалам. Об этом мы с вами как-то раз говорили, о том, что действительно и для таких людей, для валиюллах, бывают такие люди у Аллаха, для которых понятие пространства времени не существует. И Сулейман, алейхиссалам, для того, чтобы сразу же не расстраивать Билкис, попросил немножко, чтобы видоизменить его, чтобы она сразу там в обморок не упала. Когда же Билкис пришла, и Сулейман, алейхиссалам, спросил: трон как тебе подходит? Она говорит: очень похоже на моего.
И вот таким образом, естественно, этот Билкис приняла единобожие, приняла она ислам, и впоследствии он оставил ее царицей там же того же самого государства, продолжала править тем народом. Говорят, что жил один царь и не нашел себе подходящую невесту среди царствующих в соседних государствах. И взял он в жены себе дочку царя джиннов. И вот этот принцесса из джиннов, она родила ему вот эту единственную дочь Билкис. А впоследствии, когда умер ее отец, она хотела, значит, стать на место отца, но другие силы преобладали, и стал править другой человек. А этот человек очень плохо правил, и не было несправедливости. Занялся он развратом, и в конце концов, видя в такое состояние и болея душой и сердцем за свой народ и за свое государство, Билкис пошла на хитрость, и она якобы предложила ему жениться на ней. И когда он приблизил ее к себе, в эту ночь она напоила его, отпустила охранников, отрезала ему голову, повесив его голову на ворота дворца, и ушла она. Увидев такую картину, народ захотел, чтобы правил ими Билкис. И вот такова история этой Билкис. Теперь, дорогие друзья, следующий вопрос – это о смерти Сулеймана, алейхиссалам. Сулейман, алейхиссалам, имел очень добрые, хорошие отношения с ангелом смерти, Израилом, алейхиссалам. И он ему сказал: когда, говорит, я умру? И ангел смерти сказал ему о том, что когда вырастет дерево Харнубат, по имени Харнубат, вот тогда, говорит, ты и умрешь. А именно, Сулейман, алейхиссалам, каждый раз, когда он в своей мечети делал суджда, в том месте, где он делал суджда, там появлялось дерево, прорастало дерево. Тут же он спрашивал имя этого дерева и спрашивал, а для чего Аллах его создал. И это дерево рассказывало о том, что я, значит, являюсь лекарством от таких-то, таких-то болезней. И он тогда приказывал записывать все это, а дерево приказывал пересаживать в сад. И вот так было каждый раз. И однажды, когда он сделал очередное суджда, поднялся и спросил появившееся дерево: как тебя зовут? И это дерево сказало: Харнубат. Сулейман, алейхиссалам, понял, что это уже последняя суджда и последнее дерево. Он повелел записать то, что сказало это дерево, и повелел пересадить это дерево. А сам же начал готовиться к смерти. Искупался, завернулся в саван и в своем михрабе, облокотившись на свою палку, обратился к Всевышнему Аллаху и сказал, что ведь эти джинны все время клялись именем Аллаха, говорили, что они знают тайны. А Сулейман, алейхиссалам, знал, что они не знают тайного. И хотел показать это всему человечеству. И обратился к Всевышнему Аллаху: «О Аллах, сделай мою смерть доказательством этому, чтобы беречь последующее человечество от этого заблуждения, чтобы эти джинни, черти, не могли вести их в заблуждение». И не поднимая головы, джинны работали перед ним, и черти продолжали работать, а Сулейман же, алейхиссалам, в течение года мертвый, облокотившись на свою вот эту трость, вот так, в таком виде находился. И если бы они хоть знали бы хоть чуть-чуть тайного, хоть чуть-чуть,
будущего и так далее, да? Естественно, они бы ни на одну секунду после смерти Сулеймана, алейхиссалам, не работали бы на него. И вот тогда, когда черви сели его вот эту трость, палку, вот тогда как раз и упал он. И выяснилось, тогда только они узнали, что Сулейман, алейхиссалам, мертв. По поводу смерти Сулеймана, алейхиссалам, существуют различные, значит, разговоры. Одни говорят о том, что он прожил на земле 180 лет, другие говорят о том, что прожил он всего 53 года. Но факт, что Сулейман, алейхиссалам, похоронен рядом со своим отцом Даудом, алейхиссалам, и похоронены они поэтому, вот, в Иерусалиме. Дай Аллах, чтобы нам побыстрее предоставилась возможность посетить этих великих пророков. На этом мы с вами сегодня завершим нашу лекцию. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Тема сегодняшней лекции у нас. Мы, иншаллах рахман, сегодня постараемся рассмотреть историю пророка Даниила, алейхиссалам. Мы с вами говорили, когда я рассказывал вам о строительстве Байтул-Мукаддиса, о том, что Бухтанаср напал на Иерусалим, разрушил этот целиком полностью город, в том числе и разрушил этот храм, мечеть, который построил Сулейман, алейхиссалам. Вот тот период, когда Бухтанаср напал на Иерусалим, в то время мы с вами говорили о том, что все взрослое население истребили, а молодых людей они забирали с собой, девочек выставили на продажу, а мальчиков, значит, использовали в работе. И вот в числе вот таких молодых ребят оказался и Даниил, алейхиссалам. Даниил, алейхиссалам, вместе со своими друзьями, сахабами, сподвижниками, он оказался в тюрьме у Бухтанасра. Бухтанаср приснились сны, и сколько бы он ни консультировался у своих знатоков, ученых, мудрецов, никто так и не смог ему объяснить, что же означает его сон. И тогда, узнав об этом, Даниил, алейхиссалам, передал через жандарма, через смотрителя, передал о том, что он может растолковать сны, он обладает такими знаниями. И тогда Бухтанаср пригласил его, стал перед ним. Бухтанаср возмутился тем, что почему Даниил не делает ему сужда. А все, значит, кто приходил к нему Бухтанасру, они должны были делать ему земной поклон. Объяснил это Даниил, алейхиссалам, тем, что он может делать поклон только Всевышнему Аллаху. И если, говорит, я ослушаюсь Всевышнего Аллаха, Аллах лишит меня тех знаний и тех благ, которые который меня одарил. И вот это немножко понравилось Бухтанасру, и Даниил, алейхиссалам, разъяснил его сон. На этом сне, естественно, мы не будем останавливаться. И после чего он приблизил его к себе. Ему это понравилось, и освободил его сподвижников. И вот вместе с сподвижниками Даниил, алейхиссалам, как советник, находился во дворце и пользовался уважением и авторитетом Бухтанасра. Но его визирам, его советчикам, которые были огнепоклонниками, естественно, это не нравилось, язычниками. И это не нравилось то, что Даниил, алейхиссалам, с каждым днем его авторитет перед Бухтанасром увеличивается, и это их возмущало. И они постепенно начали, вот какие-то сплетни, различные разговоры распространять по поводу Даниила. Однажды они обратились к Бухтанасру и сказали: вот Даниил и его сподвижники
не поклоняются, говорит, нашим идолам. И они не кушают то мясо, которое мы режем для вот наших богов, для этих идолов. Это не понравилось Бухтанасару, и тогда он приказал вырыть большую глубокую яму и бросил туда Даниила, алейхиссалам, со своими сподвижниками, с 5 человек его сподвижников, и всех 6 туда бросили в яму и пустили на них голодных львов, которых в течение нескольких дней не кормили, и вот этих львов туда пустили, и сам пошел отдыхать. Отдохнул немножко, решил через некоторое время пойти посмотреть, что же от них осталось. Когда он подошел, увиденное его поразило. Даниил, алейхиссалам, в окружении уже не 5 своих сподвижников, а был еще какой-то. 7 они сидели, мирно беседовали, разговаривали. Рядом с ними спокойно отдыхали и слушали их эти львы, поставив свои головы на передних лапах, как милые кошки. Рядом с ними лежали эти львы, которые буквально за считанные минуты могли растерзать человека. Увиденное его поразило, и Бухтанасар обратился и говорит: а почему у вас, ведь должно быть 6, откуда у вас 7? А 7 среди них был это один из ангелов в облике человека. При этом этот ангел поднялся и ударил по лицу Бухтанасара. Тут же лицо Бухтанасара стало звериным. Ноги, руки, все человеческое, сердце человеческое, тело человеческое, а лицо было звериное. И вот в течение 7 лет Бухтанасар вынужден был проводить последующие вот эти 7 лет среди зверей, диких зверей в лесу, и Аллах вернул ему его лицо спустя только 7 лет. Вернувшись, увидел такое чудо, естественно, он сделал вывод, даже настолько приблизил к себе Даниила, алейхиссалам. Есть такие версии, которые говорят, что, мол, даже Бухтанасар впоследствии даже, говорит, принял ислам. Даже и такие точки зрения есть. Но истину знает Всевышний Аллах. Опять-таки, то, что Бухтанасар еще более приблизил к себе Даниила, естественно, это все не нравилось его окружению. И всячески, опять-таки, они старались, чтобы разлучить их. В то время, вот, у них был обычай, у них считалось позором последователей и вот людей Бухтанасара, считалось позором, если мужчина ночью выходит для того, чтобы справлять нужду. Если он выходит, значит, это считалось для него позором и считалось геройством, если он до утра это все терпит и должен был до утра это вот как-то не выходить ночью, не прерывать свой сон. И вот эти приближенные Бухтанасара говорят, что вот Даниил, говорит, имеет привычку, ночью выходит, говорит, по нужде. И тогда Бухтанасар, они сговорились, решили устроить хорошую вечеринку, очень много жидкостей, там чай, всяких напитков, выпивки и прочее, прочее. Пир продолжался, как говорится, весь вечер, и попросили всех гостей остаться, и Бухтанасар предупредил охранников: кто видит из этого дома, по какой-либо не было нужде, этого человека убивайте. Если этот человек скажет, что он визирь Бухтанасара, убивайте. Если даже он скажет, что он сам Бухтанасар, его тоже убивайте, говорит. И вот так, значит, все началось, вечеринка. И так получилось, что Бухтанасару самому уже оказалось не терпешь. Он никак не смог вытерпеть, выскочил на улицу, предупредил же сам, кричит: я Бухтанасар, как раз нам так тоже говорили, предупреждали нас, нам говорили, что будут говорить Бухтанасар. И эти охранники, говорит, напали на него и убили его на месте.
Существует вот такая версия. Существуют еще в литературе, говорят, различные и другие версии, но мы на этом остановимся. После того, как родился наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, и после того, как ислам распространялся по всему свету, и это уже после смерти пророка, саллаллаху алейхи вассалам, вы знаете, что правил Абу Бакр, разиаллаху анху, вслед за ним Умар, разиаллаху анху. Это было время тогда, когда правил Умар, разиаллаху анху, и Абу Муса аль-Ашари со своей армией взял один из городов, город под названием Сус. Взяв этот город, они начали осматривать все, значит, дворцы, дома, и обнаружили один дом, в котором, значит, висели такие специальные замки, и особо охранялось, особо такое закрытое помещение. Когда они все-таки сорвали замки и вошли в этот дом, и внутри дома оказалось, значит, труп человека, тело человека. Он находился, значит, в каменном склепе, открытом виде, и человек был такой длинный, худощавый, и отличительной какой-то особенностью этого человека было то, что у него был достаточно видный большой нос. И он был завернут саван, сшитый золотыми нитками. И когда Абу Муса начал расспрашивать этих людей, жителей Суса, кто этот человек? И они говорили о том, что этот человек, говорит, из Ирака. В Ираке, в то время, говорит, когда у нас не бывало дождей, мы знали, говорит, в Ираке живет один человек, когда у них не бывает дождей, они просили этим именем, этим человеком. И, как правило, говорит, Аллах всегда выполнял их просьбы, и Аллах им давал, говорит, дожди. Потом, когда, говорит, у нас в Сусе не было дождей, мы обратились к иракцам, попросили этого человека на время дать им. Они не дали. После настоятельной такой просьбы, говорит, в сопровождении 50 человек, говорит, все-таки нам дали, говорит, его. И впоследствии, говорит, мы его никуда не отпустили и оставили у себя. И каждый раз, когда бывали засухи, мы просили его именем, и Аллах всегда нам давал, говорит, дожди. Просили, говорит, этим человеком, ради этого человека помоги, и всегда, говорит, появлялись дожди. Далее, а когда же он умер, говорит, и вот сколько бы он ни находился, всегда нам что-то, дожди нужны, мы просим ради этого человека, дай нам дожди, и Аллах нам дает, говорит. А имя из этих людей никто не знает, как этого человека зовут. Тогда Абу Муса написал письмо со всеми подробностями, что сделать с этим трупом, с таким человеком. Умар асхаб, разиаллаху анху, и Умар асхаб, разиаллаху анху, собрал всех больших сахабов, сподвижников, и прочитал им письмо, и поставил перед ними вопрос, кто же этот человек? Вот тогда Али асхаб, разиаллаху анху, встал. Вы же помните, что Али асхаб, разиаллаху анху, про которого пророк наш Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, говорил о том, что я город знаний, а Али асхаб один из ворот в этот город знаний. И Али асхаб, разиаллаху анху, встал и рассказал, что это пророк Даниял, алейхиссалам, и рассказал всю его историю, точно так, как мы с вами рассказывали об этом. Рассказав это, и сказал, значит, предложил, как, что именно с ним делать. И вот Умар асхаб приказал написать письмо, и написали письмо Абу Муса, чтобы он, как именно его похоронить, чтобы сделали, скупали его тело, сделали джаназу намаз, и обновили ему вот этот саван. И что же сделали для того, чтобы народ Сус не мог докопаться, найти его тело? Они
значит, попросили жители Иисуса поменять русло реки, пустили реку в другом направлении, вырыли могилу для Даниила на дне того русла, освободившегося, и потом заново пустили по этому руслу, по своему руслу, эту реку, и потому, говорит, получилось, что могила находится, говорит, на дне этой реки. Но где именно расположена эта могила и где находится этот зиярат, конечно, это Аллах лучше знает, но в Самарканде есть одна маленькая река, и на берегу этой реки есть место, куда приходят очень много мусульман, и приходят они к Даниилу, алейхиссалам. Они называют этот зиярат Даниилом. Даниила, алейхиссалам, пророка. Ну, в действительности же, где именно он похоронен, это ли действительно ли это место, сам Всевышний Аллах знает. Вот такова история пророка Даниила, алейхиссалам. Следующий из пророков это Узайр, алейхиссалам. Узайр, алейхиссалам, тоже тот из пророков, который тоже попал в плен, тоже находился в плену Бухтанасара. И после смерти Бухтанасара получил освобождение. Узайр, алейхиссалам, вместе со своим ишаком, значит, отправлялся к себе, возвращался к себе домой. Когда он следовал по пути исследования на берегу реки Тигра, он обратил внимание, что есть населенные пункты, в которых не было ни одного живого человека. И практически посмотрев на эти населенные, опустошенные населенные пункты, и, значит, целиком полностью разложенные тела, полностью превратившиеся в землю, прах, превратившийся в прах тела людей, Узайр восхищался. Некоторые говорят, что якобы он усомнился в могуществе Аллаха, мол, как Аллах может оживить это все, да, воскресить всех мертвых? Как это все возможно? А в действительности же в этом вопросе было вот тон восхищения, могуществе, величии Всевышнего Аллаха. И вот таким восхищением, выражая свое восхищение, Узайр, проходя мимо опустошенных сел, он подошел к их садам, деревьям, сорвал с них плоды, снял, значит, немножко винограда, сел этот виноград, определенной части этого винограда выжил свежий сок виноградный, выпил его, а оставшийся часть, значит, положил, вот своего, значит, поместил мешочек свой на своем осле. И неподалеку от этого места, тенью дерева, расположился немножко отдохнуть. И вот этот момент Всевышний Аллах сделал так, что Узайр, алейхиссалам, скончался. Он умер, но тело Аллах Всевышний его сохранил, и во-первых, и во-вторых, его тело, мертвое его тело, и рядом с ним на дереве привязанный этот его ишак, и это все сделал завесу, сделал так, что ни животные, ни люди не могли их увидеть. И вот прошло 100 лет. Проходит 100 лет, Узайр, алейхиссалам, просыпается. Он просыпается, вселилась душа в его сердце, то есть в мозг сперва открывает он глаза, смотрит, все видит. Все видит, как оживляется его тело. И еще больше и больше воздает хвалу и Всевышнему Аллаху, и восхищается его могуществом. И когда он ожил, к нему приходит Джабраиль, алейхиссалам, и спрашивает у него: как ты думаешь, Узайр, сколько времени ты спал? Он говорит: ну, я, говорит, когда лег,
посмотрел на солнце, это было, говорит, время как зуха, когда мы делаем зуха, да, вот. А сейчас уже где-то было время после обеденного, вот такого намаза. Нет, говорит, ты спал в течение 100 лет. И когда он посмотрел рядом Ишак, и сок, который он пил 100 лет тому назад, как будто только что выжатый сок, и фрукты, которые были на этом Ишаке, которых только он сорвал, и как будто только что сорваны в течение 100 лет. Естественно, посмотрите, величие и могущество Всевышнего Аллаха, естественно, да, и в этом убедился Узайр еще и больше и больше, алейхиссалам. Оттуда Узайр, алейхиссалам, отправляется к себе в населенный пункт, приходит и пытается найти свое жилище. Приходит в тот дом, в котором он жил, а там одна старушка, говорят, что существует такое предание, что она, бывшая домработница его, да, бывшая его служанка, ей уже 120 лет, она ослепла и парализована, не может двигаться. И он говорит, что я Узайр, вы узнаете ли меня, там спрашивает Узайр, алейхиссалам. Но никто не оказался, даже кто бы помнил бы, кто бы знал бы, что имя Узайр. Эта старушка говорит, это имя, говорит, при мне не произносил никто, говорит, в течение 100 лет. Кто же, говорит, ты? Какой ты Узайр, говорит? Да вот, говорит, я настоящий Узайр, говорит, я, значит, был, говорит, мертвым, и Аллах воскресил меня, говорит, в течение 100 лет я находился, говорит, в умерщвленном состоянии. Тогда эта старушка говорит, я его узнаю, говорит, но того Узайра, которого я знала, Аллах Всевышний все время, говорит, его любую мольбу Аллах принимал, говорит. Если ты настоящий Узайр, проси у Аллаха, чтобы Аллах, говорит, вернул мне мое зрение. Потом, говорит, я тебя узнаю. И Узайр, алейхиссалам, обращается к Всевышнему Аллаху, и, кроме того, обращаясь к Всевышнему Аллаху и говорит, во-первых, попросил, чтобы вернули ей зрение, и, во-вторых, значит, обращаясь именем Аллаха, говорит, встань, и она, парализованная женщина, встала, вскочила, посмотрела, точно это Узайр, говорит. И вот она взяла его за руку и повела к его потомству, где жил его сын, его внуки. И когда привели, и она представила его, вот ваш, говорит, Узайр, ваш предок, который намного моложе его сыновей. И тогда сын Узайра немножко усомнился, и он говорит, позволь моего отца, говорит, на лопатке, говорит, была, говорит, родимое пятно, вот эта родинка имела форму луны, серпа луны. И он посмотрел, убедился, естественно, радовались все израильтяне. Радовались тому, что наконец-то им вернулся, значит, пророк, и, значит, что он будет как раз их наставлять на путь истины. Узайр в детстве, естественно, прекрасно, хорошо знал Тору, Таурат, но он подзабыл его немножко. А что же касается Таурата, Торы, да, после Бухтанасра, мы же с вами говорили, Бухтанаср в буквальном смысле сжег все эти Таураты, Торы, и оставалось только то, что в памяти людей. И вот то, что оставалось в памяти людей, когда люди постепенно отходили от этих писаний, Аллах забрал у них это из их памяти. И таким образом они практически остались без священного писания. И Узайр обратился к всем своим богословам, говорил, просил, значит, вы тоже просите, говорит, у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах вернул нам наше священное писание. И сам тоже продолжал все время надежды в своей молитве, значит, просить у Всевышнего Аллаха, чтобы Аллах вернул им священное писание Тору. И вот однажды, когда Узайр с такой богобоязненностью, с хузуром совершал молитву, и в этот момент, как бы перед вступлением в молитву,
нечто такое случилось с ним, какое-то такое сияние, нур некий, вступило его, значит, в сердце и озарило его сердце этим сиянием. И он почувствовал, что да, действительно, он целиком, полностью восстановились его знания о Торе, о Таврате. Он в радостях начал извещать об этом. Люди, израильтяне, обрадовались. И в букву он восстанавливал целиком, полностью Тору. И люди приходили к нему, и он обучал их Торе. Со временем, когда они вернулись к своим истокам, да, к своему Писанию, Аллах Всевышний и дал им ту Тору, которая была спрятана в земле. Помните, мы говорили тогда, одна же Тора оказалась спрятана в земле. И вот, или, значит, она была спрятана в земле, или говорят, что Аллах, значит, вернул табут, который Аллах вознес в небеса, и вместе с ним вернул и этот Тору, говорят. Ну, Аллах знает факт, что старую Тору им вернули. И израильтяне начали сопоставлять старую и то, что им читает Узайр. И оказалось, букву в букву они совпадают. И они, восхищаясь уже Узайр, начали ему делать сифат, который уже нельзя делать рядовому человеку. И они начали называть Узайра сыном Аллаха, сыном Бога. Мол, если бы он не был бы сыном, Аллах бы, говорит, ему с такой точностью, мол, Тору, Таврат не дал бы, говорит. Да убережет Аллах Всевышний нас того, чтобы мы сделали такие сифаты пророкам. Впоследствии вы знаете, что и они же, израильтяне, такой же сифат сделали и Иса, алейхиссалам, Иисусу. Иншаллах, об этом тоже мы попозже с вами поговорим. Но, дорогие друзья, на чем хотелось бы остановиться, на что хотел бы обратить внимание. Конечно, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам, нас предупреждает, говорит о том, что чтобы мы никогда не делали тот сифат, который израильтяне делали своим пророком, а именно называли его сыном или Богом и так далее. Естественно, ни один мусульманин такого никогда не сделает. Но, боясь из-за этого, некоторые люди запрещают нам восхвалять пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Но, если все человечество, которое было, которое есть и будет до судного дня, все мы с вами будем восхвалять нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, мы не сможем его достойным образом восхвалять, потому что Аллах его восхвалил. Аллах Всевышний говорит, что поистине ты самого высокого нрава. Это же не просто какой-то человек говорит, это Создатель миров. Всевышний Аллах в Коране так говорит. Или же в другом аяте Всевышний Аллах говорит, поистине, значит, что ты, говорит, являешься милостью для всех миров. Не то, что есть, то, что мы сейчас живем, это умма пророка, саллаллаху алейхи вассалам. Для всех миров это же означает, что всему сотворенному Всевышним Аллахом. И как же тут можно усомниться? Поэтому наш язык, каким бы словами мы его не восхваляли, не жадничайте, не жалейте силы, не жалейте слов. Пророк, саллаллаху алейхи вассалам, достоин этого восхваления. Но мы с вами знаем, никогда мы, конечно, не будем его называть теми сифатами, какими называли израильтяне своих пророков, называя его сыном или Богом. Этого, конечно, не сделает никогда ни один разумный мусульманин. Вот на этом мы с вами и закончим эту часть лекции.